Раз, два, один. Звук. Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствую профессиональное сообщество Республики Коми. Мы начинаем трансляцию открытых лекций профессора кафедры философии образования философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова
Брызгалиной Елены Владимировны. Елена Владимировна, приветствую вас. Елена Владимировна сегодня будет с нами в течение всего профессионального дня. Елена Владимировна представит цикл лекций, посвященных модернизации современного образования, формированию интеллектуальных практик, которые важны для педагогов нашей. Для приветственного слова я приглашаю Наталью Владимировну Ефимову, заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики. Добрый день, Елена Владимировна. Доброе утро еще, уважаемые коллеги. Мы с Еленой Владимировной познакомились вчера, и у нас вчера прошла расширенная коллегия, заседание коллегии, где с большим удовольствием мы послушали не доклад, я даже не знаю, это сообщение по теме духовно-нравственного образования. И поверьте, коллеги, вы получите колоссальное удовольствие. Я здесь вижу абсолютно разные категории, многих из вас знаю, и нам всем некогда, мы или администраторы, или мы что-то там пишем, или что-то мы реализуем, или где-то мы руководим. Мы постоянно заняты. И на самом деле нам иногда очень полезно остановиться и подумать, чем мы занимаемся. У нас сегодня прекрасная возможность как раз слушать замечательного лектора. Мне вчера вечер, потом продолжаю размышлять о направлении. Ну, на самом деле, как чувствуешь себя и учителем где-то, и просто человеком. И хочется, чтобы я вам всем желаю работы, общения, шикарного общения. Я не знаю, первый раз нет, не, но с удовольствием дальше. Надеемся, что и та реакция у нас будет, нашей аудитории, тоже вам что-то новое и полезное. Ну и на самом деле у нас есть подключение, да, вы скажете, да? Поэтому, коллеги, всего хорошего, удачного рабочего дня. Спасибо. Спасибо, Елена. Уважаемые коллеги, мы работаем в двух режимах. У нас есть очный режим и подключение всех муниципальных образований. Нам очень важно, что к нам подключаются студенты, преподаватели опорного вуза Республики Сыктывкарского государственного университета. Уважаемые коллеги, вы можете задавать вопросы Елене Владимировне в течение всего периода, который мы будем вместе с вами работать. У нас есть две возможности. Это могут быть очные вопросы. Также у нас работает наш уважаемый коллеги. Мы рассчитываем на открытый диалог. Мы понимаем, что действительно нам очень важно сегодня формировать образ нового педагога. Педагога уже 21 века. Нам очень, коллеги, именно на такую дискуссионную площадку, которая позволит нам вместе вырабатывать все практики. Я очень надеюсь, что мы все получим профессиональное удовольствие, удовлетворение от нашей совместной. Открытые коллеги, я желаю вам успешной работы. Спасибо большое за приглашение. Отдельная благодарность за представление. Конечно, я буду очень стараться. Действительно, я не первый раз в республике. Сейчас мой визит связан с региональной неделей депутата Государственной Думы Ольги Викторовны Севастьяновой. Мы вчера работали с ней вместе по ее графику. И вот сейчас Коми Республиканский институт развития образования начинает цикл лекций, которые я объединила одной темой человека. Потому что бы мы ни делали как педагоги, наша цель – помочь молодому поколению войти в сегодняшний очень непростой мир. Мир, который каждый день трансформируется через развитие науки и технологий. Мы сегодня проснулись, а мир вокруг нас другой. Не потому, что нельзя вернуться во вчерашний день. В истории человеческой цивилизации многие поколения жили, рождаясь и умирая, в одной культуре. Были изменения, но они не были
были столь значительные, как сейчас. А вот сегодня каждое утро мы фактически начинаем в новом мире. И мне кажется, одна из компетенций современного учителя, очень важная компетенция, быть не только профессионалом в своей узкой предметной области. Я сегодня буду показывать, как размываются границы между предметными областями разных наук, как практикоориентированным становится знание. Учителю очень важно в этом ориентироваться. Но самое главное для учителя еще и научиться работать в открытом информационном пространстве, где масса источников информации дают знания, эмоции относительно ситуаций, которых вообще раньше в мире не существовало, в отношении которых мы не имеем возможности принять решение, опираясь на частью традиционные ценности, частью на личный опыт. Я несколько слов скажу о себе, почему такая тема, почему мы будем говорить о трансформации человека под влиянием науки и технологий. Я, учась на философском факультете, начала специализироваться по кафедре философии и методологии науки. И в течение 20 лет моей узкой специализацией были вопросы, философские вопросы развития биологии и медицины. Последние 10 лет я возглавила кафедру философии и образования философского факультета. И вот эти два интереса, философия науки и философия образования, соединились для меня. Для меня сейчас актуальный исследовательский интерес – это вопрос о том, как современные студенты, которые выбрали конкретное направление подготовки, должны готовиться к тому, чтобы быть профессионалом именно в этом мире соединения разных наук и спайки науки и технологий. Я работаю также в рамках программы Московского университета МГУ «Школе». Это программа, которая включает летние школы, программы переподготовки учителей по разным направлениям. Например, я руковожу программой для учителей обществознания. Вообще Московский университет открыт к разным формам взаимодействия, и я рассматриваю наше сегодняшнее общение как еще один выход Московского университета на профильные преподавательские аудитории. Мы будем с вами работать в режиме 3 лекций по часу 20. Я, правда, привыкла к формату час 30, столько длится лекция, поэтому передо мной будут часы. Я специально готовилась к сегодняшним лекциям, хотя меня мама отругала, а тебе уже можно не готовиться. Почему ты опять, даже в утренние часы, мы утром общались, снова пересматриваешь? Но мне хотелось собрать в сегодняшнюю лекцию самые интересные примеры, самые острые ситуации. Мы 3 лекции поработаем интенсивно, а на 4-й лекции, которая будет посвящена философскому разбору сказки «Золушка», мы с вами немножко расслабимся, подготовимся к будущему летнему отдыху. Мне кажется, что это тоже будет логичным завершением содержательных лекций первой половины дня. Потому что как бы человек не менялся, он все равно остается человеком со своими мечтами и надеждами. Вот в таком формате, с возможностью задавать вопросы, я буду оставлять время в конце каждой лекции и в конце побольше времени оставлю с возможностью ответа на вопросы, поступившие через чат. Мы начнем разговор о будущем. Вообще, конечно, говорить о будущем непросто, потому что человечество много раз выдвигало разные прогнозы и очень часто ошибалось. О будущем очень много разных фильмов, книг. И сегодня мы задаем себе вопрос, что будет дальше. Я начну со стихотворных строк. Душу затянут большой вуалью, объединят нас сплошной спиралью, воткнут в розетку с этилморалью, а речь освободят от глагола. Благодаря хорошему зелью закружимся в облаках каруселью. Я уже вижу мир, который покрыт паутиной лабораторий. Я надеюсь, вы узнали автора. Я прочла стихи Иосифа Бродского, строки из произведения «Речь о пролитом молоке». Есть такая поговорка: «Не стоит плакать, когда молоко уже пролито». Вот Бродский с присущей ему точностью в этом стихотворении показал образ человека, который выпадает из привычного мира. Человек, который оказывается в мире преображенным той работой, которая ведется в лабораториях. Европейская цивилизация вообще отличается тем, что она сделала науку основой своего развития.
И наука в новоевропейской трактовке всегда соединяется с практикой. Вот этот переход научного знания в практику подразумевается как обязательный. Обратите внимание, очень часто, когда мы о чем-то думаем, о каком-то знании, например, мы задаемся вопросом, а зачем нам это нужно? Школьники, студенты часто нас спрашивают, объясните, зачем нам это знание? Вот эта практическая ориентированность, когда мы воспринимаем знание только в контексте приложения, это особенность новоевропейской традиции. Европейская наука стала основой цивилизации, которая переводит знания в технологию. Я вам хочу показать слайд для начала с результатами социологического опроса. Это опрос ВЦИОМа по общероссийской выборке. Россиянам задавали вопрос, что бы вы сами могли сказать о науке, о ее месте в жизни людей и общества. Я прокомментирую, что оказалось на топовых позициях. Посмотрите, самый большой процент собрал ответ «Наука – это полезное открытие». Посмотрите, как для россиян связывается наличие знаний и практическое их применение. То, что мы не знаем, как применить, для нас не становится ценным. А дальше по убыванию, что ответили россияне про науку? Наука – напряженный труд, условия прогресса, умножение знаний, средства постижения мира, предвидение будущего, средства хорошо занять хорошее место в обществе, свободное искание истины, бескорыстное служение. А в условно негативные ответы по поводу науки попали следующие. Наука – это ложные идеалы, это гибельная сила, пустая говорильня, пустая трата средств, разрушение веры, красоты, нравственности. Но самое, наверное, для системы образования вызывающее вопросы к этим ответам – это последняя строчка справа. Смотрите, 23% россиян при нашем высоком уровне образования затруднились ответить на вопрос, что такое наука для современного человека. Возможно, в эти ответы попали те, кто понимает всю сложность развития науки. А может быть, это ситуация невысокой рефлексии. Мы оставим на полях, почему 23% россиян затруднились с ответом, и вернемся вот к этим топовым позициям. Наука – это полезное открытие. Вот сегодня вектор развития науки связан с тем, что идея переноса знаний в практику все чаще распространяется на человека. Я не знаю, как воспитывали вас, как вы воспитываете своих детей, но задумайтесь, очень часто распространена такая ситуация. Мы детям говорим, мы столько для тебя сделали, мы создали базу, мы помогли тебе получить хорошие знания, чтобы ты поступил в лучший вуз. У тебя все должно быть лучше, чем у нас. Мы не задумываемся, но ведь этот пафос улучшения, постоянного усложнения и достижения чего-то, что мы считаем лучшим в будущем, это тоже особенность европейской цивилизации. Будет ли лучше, чем было? Вот наука и технология сегодня приближаются к человеку и извне, и изнутри. И если раньше границы человеческой жизни, границы человеческой телесности были заданы естественным образом, даже если мы не будем акцентировать внимание на различия между, например, креационистской трактовкой происхождения человека и естественно-научным, скажем, дарвиновским вариантом, все равно это были естественные события. Рождение, смерть. Сегодня границы человеческого бытия становятся не столько естественно-научными событиями, сколько решениями конкретных людей. Человеческая жизнь и в своих границах, и во всем том, что происходит между границами, все больше зависит от развития науки и технологии, больше, чем раньше. И возникает вопрос, что будет с человеком, если мы перенесем на человека эту идею улучшения? Хочу обратить ваше внимание на термин, который получил распространение в последние годы при анализе науки. Термин «технонаука». Это некая ситуация сращивания науки и технологий. Когда не только знания переводятся в технологию,
и процесс получения знаний отделен от процесса применения знаний. Когда можно остановиться и подумать, вот у нас знание есть, если мы его применим, будет лучше или хуже? Какие риски возникнут? Сегодня ситуация уже другая. Получение знаний и применение знаний сращиваются в один процесс. Посмотрите, например, генетически модифицированный организм. Чтобы понять, какими свойствами они будут обладать, нужно их получить в реальности. Потому что все манипуляции на уровне химических молекул с их математическим моделированием не позволят предсказать целостные свойства. В Германии был такой случай, провели генетическую модификацию тополей, чтобы они не цвели и не вызывали аллергии. Все было хорошо до тех пор, пока тополя выращивали в питомниках. Как только высадили на улице городов, тополя зацвели. Дело в том, что организм – это всегда целостные объекты. И любые манипуляции, например, на уровне генома, через несколько промежуточных этапов отделены от фенотипического результата. И то, что сегодня наука становится технонаукой, соединяя получение знаний и их применение, соединяется с еще одной особенностью науки. Наука нуждается для своего развития в новых технологиях, когда инструментом развития науки становится не только человеческий интеллект, а высокотехнологичные лабораторные условия. Вот эта ситуация, когда знания мы расцениваем как обязательные для перехода в технологии, рождает определенный тип культуры. Это не только культура прагматизма, которую я уже упоминала вчера, буду о ней говорить сегодня. Это доминирование одного типа отношения человека к миру. Вы знаете, мы с вами существа мыслящие, и для нас ценностью может быть норма мысли, например, рационализм. Мы с вами существа чувствующие, и ценностью может быть мотивация, оценивание поступка. Например, добро, зло. Мы с вами существа, которые эстетически воспринимают реальность с позиции прекрасного и безобразного. И это тоже некоторые оценочные, мотивационные наши предпочтения. Что мы считаем красивым, что безобразным. Но когда во главу угла ставится познавательное отношение, знаем и меняем, то это очень сужает разнообразие проявлений человеческой природы. Есть такой современный российский поэт Юрий Кузнецов, у него есть стихи «Атомная сказка». Он описывает, что было бы, если бы герои русских сказок только познавательно относились к миру и друг к другу. Он, например, пишет про царевну лягушку Иванушку-дурачка. «Вскрыл ей белое царское тело и пустил электрический ток. Долго-долго она умирала, в каждой жилке стучали века, но улыбка познания играла на счастливом лице дурака». Мы все знаем, что лягушки – один из излюбленных объектов для физиологов. Да, действительно, мы испытываем радость от познания, от того, что мы можем применять знания и менять наш мир. Но я призываю подумать, что будет, если вот этот пафос улучшения распространить на человека. В проектах улучшения человека имеет место новизна предмета, ситуации, затруднения, проблемы. И мы увидим дальше, какие трудности возникают при попытках ценностно определить с позиции добра и зла некоторые новые ситуации разрушения границ человеческого существования. Сегодня человек не только проектирует реальность. Идея улучшения самого себя становится не просто гуманитарной идеей, идеей прогресса, но эта идея становится фундированной естественно-научными открытиями и современными технологиями. Идею улучшения не сдержать в переносе на человека. Мы сегодня с вами увидим несколько направлений, по которым улучшение уже происходит. И чтобы мы могли говорить дальше, давайте вспомним ключевые понятия, в которых мы характеризуем человека. Это то, что база для, например, школьного курса обществознания. Да? Помните, когда мы хотим охарактеризовать человека как представителя вида Homo sapiens, мы говорим индивид. Когда с позиции социального знания хотим подчеркнуть значимость социально востребованных черт,
например, формирующихся в результате социализации, в том числе в системе образования, мы говорим личность или субъект деятельности. Есть еще понятие индивидуальности, оно интегральное. Оно соединяет и особенности нашей природы, и уникальные особенности воздействия среды на каждого из нас. Вы только вдумайтесь, мы от природы абсолютно уникальны, если, конечно, вы не один из двух близнецов в монозиготной паре. Вот вероятность того, что где-то в природе вдруг случайно сложатся гены точно как у вас, практически невероятно. Это одна возможность на 64 триллиона попыток. Только людей никогда не жило. Вы абсолютно уникальны. Абсолютно уникален каждый ребенок, с которым вы работаете. Да даже монозиготные близнецы, которые, например, есть у вас в классе. У меня были в аудитории 2 девушки-студентки, я до сих пор не знаю, кто из них за кого экзамен сдавал, но все равно они разные. Потому что понятие среды очень тонкое. Мы берем из среды не только то, что нам предлагают целенаправленно. Мы очень избирательны. Знаете, на детишек в младшей группе детского сада одни играют в тихие игры и могут занимать себя часами, а другим надо обязательно вступать в коммуникацию. Наш врожденный темперамент накладывает отпечаток на наш характер, точнее, становится базой для него. Характер и есть тот отпечаток, который среда накладывает на биологически предопределенные возможности. И вот в этом соотношении природного и социального в человеке наука тоже пытается разобраться. Это для нас важно, чтобы понять, на что сегодня можно воздействовать. Мы с вами договорились, что мы все уникальны, и сравнивая друг друга по любому набору признаков, а вы видите, наука признаком называет любую особенность во внешнем облике и во внутренней организации, мы увидим, что мы абсолютно не похожи. Но по соотношению биологической основы и возможности изменения за счет средовых воздействий признаки различаются. Бывают признаки качественные и количественные. Качественные – это те, которые либо есть у человека, либо их нет. Например, либо у человека первая группа крови, либо не первая. Либо глаза карие, либо не карие. Мы берем те признаки, которые нельзя изменить легко, как, скажем, там, цвет волос, а соматические, телесные признаки. В основе этих признаков всегда лежат гены. Причем один или несколько. Например, за группу крови отвечает генный комплекс. Но особенностью этих признаков является то, что на них нельзя повлиять изменением среды. В каких бы условиях вы ни жили, ваша группа крови не меняется. Но самый большой интерес для системы образования представляют признаки количественные. Они есть у всех, но проявляются в разном количественном выражении. Интеллект есть у всех, но разный. Рост есть у всех, но разный. Вот эти признаки тоже зависят от генов, но только не от одного или нескольких генов, как признаки качественные. В основе количественных признаков весь генотип, который обуславливает норму реакции, предел разброса фенотипического ответа, если на организм воздействует среда. Когда мы говорим об улучшении человека в системе образования, очень часто подразумевается именно то, что за счет создания улучшенной и усложненной среды в пределах нормы реакции генотипов мы добиваемся улучшенного результата. Человек развивает музыкальный слух, художественные навыки, математические способности. Но само использование понятия способности подразумевает, что есть некоторая биологическая база. И вот долгое время все, что говорили об улучшении человека, подразумевало именно изменение среды. Почему? Дело в том, что вопрос о важности генетических, или, как раньше говорили, наследственных характеристик человека и средовых очень сильно зависит от мировоззрения. Есть социологические опросы, которые показывают, что чем левее в политическом спектре расположена партия, с идеологией которой человек отождествляет свое мировоззрение, тем большую роль этот человек в вопросе о том, что важно, ген или среда, отдает, как вы думаете, чему? Среде. Смотрите, все левые режимы 20 века
О чем говорили? Измени среду, изменится человек. О чем кодекс строителей коммунизма? Что нужно изменить среду. И в хорошей среде мы получим некоторый стандартизованный набор социально востребованных признаков. А консерваторы, как правило, считают, что, например, высокий статус привилегированных классов в обществе – это не только результат хорошего воспитания, это результат, что называется, голубой крови. И так обосновывают наследственную передачу, например, власти. Обратите внимание, независимо от уровня образования, у любого человека есть ответ на вопрос, что важнее, ген или среда. Библию, например, мы почитаем. По плодам их узнаете их. Не может древо худое рождать плоды добрые. Это о чем? О роли наследственности. А поговорки, представляете, например, русские. Давайте с вами вспомним. Поговорки про роль наследственности. Яблоко от яблоки недалеко падает. Современные студенты говорят, от осинки не родятся апельсины. А есть у нас в культуре поговорки о противоположном, о том, что среда влияет очень сильно, это важнее наследственности. Совершенно верно, от того и наберешься. Смотрите, в культуре присутствует вот эта попытка найти четкий ответ, от чего зависит результат. Что делает человека хорошим или не очень? Но проблема состоит в том, что сегодня наука знает. Определить границы возможного разброса проявления признака в силу наследственности просто невозможно. На этом слайде пример с мышами, потому что некоторые соображения мне сразу не позволяют про людей говорить умные и глупые. Поэтому я расскажу про мышей, в чем идея определить соотношение генов и среды. Смотрите на вот это левое изображение. Идея эксперимента. Брали популяцию белых лабораторных мышек. И мышки бегали по лабиринту. Исследователи фиксировали, за сколько побежек мыши запомнят дорогу к чему-то приятному и не побегут туда, где мышь ждет что-то неприятное. Кто научался быстро, это умные мыши. Кто научался медленно, мыши глупые. Если мыши умные и глупые росли в одной среде, эта среда называется нормальной, смотрите на среднюю часть, то количество ошибок было меньше у умных, и в среднем было больше у глупых. А дальше вопрос. Что делает мышей умными и глупыми? Ведь это уравнение с двумя неизвестными. Результат равен гены плюс среда. Как нам решить это уравнение? Исключая или выравнивая один из признаков. Если гены исключим, ничего у нас не получится, не будет объекта для исследования. Среда, гены можно выровнять только у клонов или у монозиготных близнецов. А вот со средой можно делать разные вещи. Устранить ее тоже нельзя. Ну, как бы мыши вырастут мышами, но перенести на человека, мы же про Маугли не хотим делать выводы, если среду устранить. А вот со средой можно сделать две вещи. Ее можно ухудшить или улучшить. Вот взяли это первое поколение умных и глупых мышей и одних растили в обедненной среде. Жесткие условия содержания, ограниченный рацион питания, минимум возможностей для общения мышей между собой, а других растили в обогащенной среде. Для мышей играла музыка, у них был разнообразный рацион питания, всякие игрушки, мыши общались. Знаете, какой получился результат? Смотрите, в обедненной среде мыши глупые ошибались еще больше. Но не намного больше, они так глупые уже, они на пределе ошибок шли. А вот бывшие потомки умных мышей резко ухудшили свои результаты. А в обогащенной среде умные бегали еще чуть лучше, но тоже не сильно, они и так уже умные. А вот потомки глупых резко улучшили свой результат. Если задавать вопрос, какие гены и какая среда дали в этом эксперименте лучший результат? Гены с широкой нормой реакции, у которых был хороший результат в любой среде, объединенной, нормальной, обогащенной, и те, кто жил в обогащенной среде. Теперь переносим на человека. Если средствами естествознания нельзя определить норму реакции, у кого она широкая, у кого она узкая. Если бы можно было, наша с вами задача была предельно проста. Нам бы в классы приходили после генетического тестирования, и мы бы понимали, что для индивида А
как ты не усложняй программу и не увеличивай требования, просто нет возможности ответить на сайдовой запрос. А вот для индивида Б сложность задач можно повышать, можно развивать его способность. Так вот, вся проблема в том, что современная наука не имеет методики оценки нормы реакции для полигенных, а все количественные поведенческие признаки полигенны, для полигенных признаков. И что нам остается, если мы не можем менять наследственную норму реакции? Улучшать сайду. И вот мы с вами в системе образования, собственно, этим и занимаемся. Мы создаем более разнообразную, усложненную сайду. И это долгое время, еще раз подчеркну, была, пожалуй, единственная возможность улучшать человека. Норма реакции была, естественно, задана. А вот сегодня улучшение человека может обозначать принципиально другие вещи. Вы видите на слайде понимание того, что значит улучшение человека сегодня. Это выход за естественно заданные границы. Выход количественный и качественный. Сегодня термином улучшения называют, такое есть понятие, зонтичный термин. Самые разные технологии. Мы сейчас с вами посмотрим, о каких направлениях улучшения сегодня может идти речь. Приращение знаний в современной науке очень активно идет за счет конвергенции. Такое понятие, которое употребляется и к науке, конвергенция научных направлений, и к технологиям. И основное, что сегодня соединяется, нано, био, инфо и когнитивное знание. Вы видите на слайде цитату из американского документа, который провозглашает в качестве одной из целей конвергенции науки и технологий улучшение человека. Видите, что под этим подразумевается? Расширение человеческого познания и коммуникаций, улучшение здоровья и физических способностей, повышение эффективности коллективной деятельности, национальная безопасность, объединение науки и образования. Казалось бы, цели, под которыми мы все можем расписаться, но если посмотреть детализированно, то мы увидим, что эта расширительная трактовка человеческой функциональности приводит к проблемам по разным направлениям. И первое направление, о котором я предлагаю поговорить, это разрушение границ начала человеческой жизни. Это вмешательство науки в процессы репродукции человека. Смотрите, что меняется сегодня. Фактически, за последние 100 лет под влиянием медицины все, что связано с репродукцией, становится деинтимизированным процессом. Да, интимность, знаете, слово, связанное в дословном переводе с нижней, низовой, покрытой тайной. А сегодня, например, если мы посмотрим на Инстаграм, да, селфи девушек, которые ожидают, женщин, которые ожидают ребенка, коммерциализированная вся сфера, специальные магазины, женщина продолжает общаться, ходит на работу, ее жизнь сопровождает медицинский персонал, и плюс новые технологии, экстракорпоральное оплодотворение, искусственное оплодотворение позволяют активно вмешиваться в репродуктивные функции. Уже появилось такое слово «дизайнерские дети». Дети, чей геном до рождения может быть изменен с целью достижения определенных свойств. Вот эти технологии репродукции открывают возможности манипулировать с человеческими генами нерожденных людей. Мы с вами знаем такой термин евгеника, мы сегодня еще ее вспомним. Но ведь отношения с точки зрения манипуляций по отношению к взрослым людям, к детям, к рожденным людям, и по отношению к биологическому материалу – это разные отношения. Реальность появления таких людей уже обеспечена нормативной базой в некоторых странах, например, в Великобритании или в Китае. Очень советую, если планировать какую-то, например, проектную деятельность, посмотреть со старшеклассниками или со студентами фильм «Гаттака». Это такой фантастический фильм, название которого складывается из букв нуклеотидов, из которых состоит наш геном, как алфавит. Гуанин, тимин, цитозин, аденин, гаттака.
В этом фильме рассказывается о мире, в котором либо дети рождаются уже с измененным геномом, либо рождаются естественными дети, с естественным геномом. И вот отношения между ними – это сегодня уже не только фантастика, это некая практика. Возникает большая возможность для медикализации всех репродуктивных процессов. В связи с глобализацией возникает мощная тенденция универсализации поведения человека в репродуктивной сфере в разных странах. Медикализация порождает новые возможности контроля со стороны государства за процессами деторождения. И это уже не просто какие-то меры чисто демографического характера, это еще возможности направленных изменений. Репродуктивная практика, репродуктивный контроль, репродуктивные права – эти новые термины, которые вошли в лексикон человечества во второй половине XX века, приводят к появлению ситуаций, которые вообще раньше были непредставимы. Вот я упоминала Великобританию. Смотрите на этот слайд. Это женщина Шарон Бернарди имеет генетический дефект в митохондриальной ДНК. Митохондриальная ДНК – это внеядерная ДНК, которая содержится в цитоплазме, передается только по женской линии. Вот все ее дети страдали очень серьезным заболеванием. За жизнь последнего его сына, который изображен на этой фотографии, долго боролись врачи, но безуспешно. Эта женщина обратилась к властям Великобритании с просьбой разрешить для того, чтобы она имела родных, но здоровых детей, технологию, которая бы допустила генетическую манипуляцию с генетическим материалом 3 разных человек. От нее бы взяли яйцеклетку, ядро, цитоплазму брать нельзя, там митохондриальная ДНК с дефектом. Взяли бы яйцеклетку другой женщины, из нее бы удалили ядро, поставили бы на место ядро вот этой женщины и, соответственно, генетический материал мужчин. Эта технология через многочисленные дебаты получила одобрение. И вот прямо в прессе ожидаем информации о том, что уже есть дети, родившие свет с помощью такой технологии, у которых генетически 3 родителя. Вот это один из примеров разрушения традиционных представлений об родительстве. Кто для нас мать или отец, да? Кто родил или кто воспитал? А здесь совершенно новая ситуация. В мире есть примеры судебных тяжб по поводу установления родительства. Родитель 1, родитель 2. Смотрите на то, как измененная ценностная матрица стран, где разрешены такие технологии, приводят к появлению юридических казусов. И мало кто по юридическому разрешению этих ситуаций думает о детях. Как, например, детям объяснить, что у ребенка 2 матери или 3 родителей? Перспектива такой технологии может привести к тому, что у человека может быть 47 родителей. 46 хромосом, от каждого донора по 1 подобрали, и 47-я женщина, которая даст яйцеклетку. Если не задумываться над этими перспективами, считать, что они в отдаленном будущем, человечество может столкнуться с ситуацией, когда то, что уже казалось преодоленным, осужденным, как ненадлежащая практика, снова возродится. Я уже упоминала Евгеника. Евгеника в дословном переводе от греческого благородного рода, того же корня, что имя Евгений. Этот термин фиксирует неизбывную мечту человечества стать лучше. Восходит практика Евгеники к полулегендарному основателю Спарты Ликургу. Одна из легенд, что в Спарте детей, родившихся ослабленными, сбрасывали со скалы. И, казалось бы, история Евгеники XX века, практика евгенических проектов в скандинавских странах, особенно Евгеника нацистской Германии, осужденная в рамках Нюрнбергского процесса, должны заставить человечество отказаться от проектов практического воплощения евгенических задач. Но это не так. Я вам приведу пример со страной, которая сейчас реализует евгеническую политику. Это страна Сингапур.
Там провозглашена необходимость создания элиты сингапурской нации и предлагаются классические евгенические меры. Ну, например, все мы знаем, что высокоинтеллектуальные молодые люди склонны к тому, чтобы откладывать рождение детей на более поздние сроки. Да? Говорят, что надо достичь каких-то результатов профессиональных, обеспечить для ребенка жилищные условия и так далее. И есть демографическая тенденция. Чем выше интеллект женщины, тем количественно меньше у нее детей, независимо от расы, от места проживания. Вот в рамках локальной страны Сингапура решили эту практику сломать. Они через компьютерный подбор пар высокоинтеллектуальных мужчин и женщин отправляют за счет государства так называемые любовные круизы. И детям, родившимся в результате таких круизов, гарантируют места в элитарных школах. Тем не мера позитивной Евгеники. И одновременно меры негативной Евгеники. Там речь не идет об умерщвлении, но, например, семейным парам, которые имеют несколько детей, но обладают низким имущественным цензом, предлагают добровольно, по решению семьи, одному из супругов, процедуру стерилизации в обмен на денежную компенсацию и жилищную субсидию. Даже боюсь прогнозировать, если эту практику перенести на какую-то другую страну. Вот человечество не отказывается от идеи улучшить себя, как индивидуально. Я не собираюсь разоблачать тех, кто прибегает ко всяким косметологическим операциям, но тем не менее идея улучшения очень модная идея. Как я уже сказала, она фундирована в самой особенности новоевропейской науки. Поэтому сегодня говорят о неоевгенике. Идея та же – улучшить, но меры предлагают другие, внешне другие. Да, давайте не будем менять геном, давайте создавать для человека такую среду, в которой его геном проявит себя наилучшим образом. Сейчас мы можем расшифровать геном, с каждым годом эта процедура дешевеет. Давайте посмотрим, что у человека в геноме, например, в плане предрасположенности к заболеваниям. И на базе знаний предложим человеку не выбирать ту профессию, которая потенциально связана с возможностью аллергического воздействия, если по своей природе он аллергик. Давайте порекомендуем человеку, в каком климате ему лучше жить, какой диеты придерживаться. Да, все знают модные диеты по крови. Какие лекарства употреблять, а в перспективе медицина вообще станет персонифицирована. Посмотрите, если вот эту идею довести до логического конца, то ее можно выразить в известной формуле «каждому свое». Мы все от природы уникальны, давайте среду создадим. Помните, где это было написано? Одна моя студентка вернулась из научной стажировки в Лондоне, приходит ко мне и говорит: Лена Владимировна, я вам сейчас приведу пример вашим лекциям. Вы знаете, что в самых дорогих барах Лондона, где встречается золотая молодежь, наследники известных фамилий и многомиллиардных состояний, сейчас модно при встречах, и это можно, это позволяет наука, обменяться флешками с геномом. Вот мы повстречались, у нас чувство. Ну, какой нам смысл продолжать отношения, если мой генетик, глядя на твой геном, скажет: соединение геномов приведет к проблемам. Мы совершенно в новом обществе генетизации знаний. Мы об этом поговорим во второй и в третьей лекции. Мы понимаем, что Евгеника, конечно, несостоятельна, потому что наука не может описать идеал человека с точки зрения природных свойств. Плюс, конечно, не сформировано общественного консенсуса и по поводу общественного идеала. Но, тем не менее, отсутствие или отставание гуманитарного обоснования улучшения не является препятствием для того, чтобы технологии эти возможности улучшения нам давали. Нам, я имею в виду человечество. Мы с вами поговорили о возможностях улучшения в начале человеческой жизни, при вмешательствах. Посмотрим на второе направление – трансплантология. Это другой пример принципиально новых объектов, которые входят в нашу культуру в результате обращения науки к задачам улучшения человека с помощью трансплантации. Речь идет о том, чтобы, например, использовать улучшенные аналоги человеческих органов и тканей. Сегодня при дефиците донорских органов человека активно развивается ксенотрансплантация от животных, в том числе генетически измененных органов животных,
когда преодолеваются естественные биологические барьеры между видами, когда не только граница «жив» и «умер» становится зависима от человеческих решений, а границы между биологическими видами, между человеком и животным под влиянием науки и технологий тоже становятся подвижными. Разрабатываются и применяются искусственные почка, сердце, кишечник, сетчатка, кровь, легкие. Уже созданы прототипы искусственной матки, в том числе из стволовых клеток. На стадии экспериментов создания искусственных конечностей, кровеносных сосудов, костей. В виде экспериментального объекта уже существует искусственная кожа. Недалекая перспектива создания полностью имплантируемых искусственных органов, способных выполнять все функции естественных органов, но более качественно. Раньше непредставимые масштабы возможных структурных замен фрагментов человеческой телесности формируют принципиально новые организмы, где различие между частями и целым и вообще понимание, что такое целое, становится очень проблематичным. Мы знаем термин химера, да, например, как элемент украшения католических соборов. Химера – это объект греческой мифологии, чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом в виде змеи. В биологии химерой называют организм, который содержит разные клетки от генетически различные клетки. Химера в образном значении – это несбывшаяся и странная мечта, часто необоснованная. Вот когда говорится о таком направлении современной трансплантологии, как ксенотрансплантация, речь фактически идет о создании химер, когда животные, доноры, генетически модифицируются, чтобы добиться гистосовместимости, то эту технологию, как я уже упоминала, рассматривают как способ преодоления дефицита человеческих органов. Но результаты применения таких органов выходят за пределы терапевтической трансплантации. Как я уже сказала, создаются объекты, в отношении которых их статус не определен. Они живые, потому что функционируют как живые, но они искусственные, потому что они созданы. И еще они и содержат биологический материал разных видов. Вот развитие таких технологий улучшения мощнейше ставит вопрос о том, насколько эта технология соответствует вообще человеческому в человеке. Обычно в более простой форме этот вопрос осознается. А вообще справедливо, что такие технологии крайне дорогостоящие, высокотехнологичны, доступны не для всех. Смотрите на этого американского миллиардера Дэвид Рокфеллер. Он скончался 20 марта 2017 года в своем доме в Нью-Йорке. Ему был 101 год. Ему 7 раз пересаживали донорское. Первую операцию он пережил в 1976 году, 62 года. Последнюю в августе 2016 года. Как вы понимаете, пересадка сердца, причем неоднократная, крайне дорогостоящая операция. Это 10-12 высококвалифицированных специалистов. Анализы, диагностика, поиск донора, как правило, умершего человека. Последнюю операцию ему сделали в возрасте 99 лет. Помимо того, что он единственный человек в мире, у кого в груди билось 8 сердец, ему еще дважды пересаживали почку. Вот эти новые ресурсы, новые возможности, продление жизни, улучшение как количественное изменение, конечно, доступные для всех. И возникает вопрос, а справедливо ли тратить ограниченные ресурсы, например, сферы здравоохранения, на то, чтобы такие технологии развивать? В любой сфере есть направление драйверы, обуславливающие развитие. Вот в медицине это реаниматология, и один из аргументов против легализации эвтаназии связан с развитием реаниматологии. Если разрешать эвтаназию, и станет ли это торможением для реаниматологии, а дальше для всей медицины. И трансплантология. Потому что в рамках трансплантологии не только речь идет о спасении жизни отдельных людей. Каждый человек важен для общества. Речь идет и о
появление технологических новаций, которые тянут за собой всю медицину. Но неравный доступ к ресурсам рождает в мире сегодня новые виды коммерческих отношений к человеческому телу. Смотрите на эти фотографии. В некоторых деревнях в Пакистане до 90% взрослого населения имеет одну почку. Пакистан – это страна так называемого трансплантационного туризма. В условиях нехватки донорских органов, это вообще отдельная тема, можно про Россию поговорить, про законодательство. Когда некоторые люди нуждаются в этом дефицитном ресурсе, а появление этого ресурса связано вообще с отказом от традиционной медицинской ориентации. Не навреди в трансплантологии не работает. Потому что если речь идет об изъятии одного из парных органов у донора или части донорского органа, о не навреди речь уже не идет. И вот в этих пакистанских деревнях люди готовы продавать свои органы для того, чтобы прокормить свою семью. Это реальность. Не только меняется соотношение человеческого, естественного и искусственного, появляется новый вид конкуренции между странами. Новое основание для появления нового типа несправедливости в жизни общества. Это один из эффектов развития науки. Третье направление возможной трансплантации человека – это кибергизация. Соединение человеческой телесности с разного рода техническими устройствами. В перспективе это имплантируемые нейроинтерфейсы, объединение нервных клеток и электронных устройств в единую систему. Если это будет сделано, вся система образования будет трансформирована. И то, что сегодня называют нейропедагогикой или когнитивной педагогикой, это одна из интенсивно развивающихся сфер педагогического знания. Потому что появление большого объема эмпирических данных о том, как работает наш мозг, происходит практически параллельно с созданием технических устройств и не просто имитирующих работу мозга, а делающих эту имитацию более быстрой, более качественной. Мы про мозг пока многого не знаем, но уже создаем технические устройства для того, чтобы некоторые человеческие функции этому искусственному мозгу передать. Кому это может помочь? Ну, например, инвалидам. Но возможности таких технологий выходят далеко за пределы реабилитационных решений для инвалидов. В перспективе двунаправленные интерфейсы, которые обеспечивают общение мозга и компьютера, обмен информацией в обе стороны, протокол обмена мысли называется это в литературе, в результате приведут к появлению новых существ, киборгов. Киборг как кибернетика, от греческого кормчий. Кибернетика – наука об управлении. Киборг – тот, кто сам собой управляет. Где тогда представление о человеке, о его идентичности? Если у человека меняется орган за органом, система за системой, например, в результате трансплантологии. У человека там фрагмент печени Иванова, сердце Петрова, кожа, выращенная из собственных стволовых клеток. До каких пределов его идентичность, включая телесность, как основу идентичности, сохраняется? Если у человека добавляется какой-то технический аппарат, не как внешний придаток его тела, а как фрагмент тела, до каких пределов он остается человеком? Давайте посмотрим на несколько примеров. Если вы скажете, о, это еще очень далеко, уверяю вас, это не так. В России на сегодняшний день 10 тысяч людей могут быть названы киборгами. Люди, у которых тело соединено с телесными устройствами. Давайте подумаем с вами, о каких ситуациях идет речь в примерах. Я буду рассказывать о некоторых примерах, давайте вместе подумаем. Это улучшение человека или это терапия? Потому что в зависимости от того, как мы ответим на этот вопрос,
будет формироваться и наше отношение к тому, что может быть с результатами науки и технологий дальше. Вот этот человек, Дженс Науман, в результате несчастных случаев потерял зрение на оба глаза. И, в принципе, потерял надежду видеть мир. Но его мечта все-таки увидеть мир стала реальностью в 2002 году, когда он стал первым человеком в мире, получившим искусственную зрительную систему. Это не эффект терминатора, который мы видим в фильме, это не конструкция, это реальность. У него электронный глаз, он подключен напрямую к зрительной коре через мозговые имплантанты. И в отличие от кибернетических устройств, которые передают зрительную информацию через другие органы чувств, слух, осязание, он в действительности мир видит. Да, у него много ограничений, да, он не видит мир, как, может быть, видим его мы. Но в будущем подобные искусственные системы позволят видеть, например, не только в видимой части спектра, а, например, в инфракрасном диапазоне. Представьте, если бы вы соседа по креслу, который рядом с вами, видели не в видимой части спектра, а, например, в инфракрасной. Или, например, в рентгеновской. Наверное, социальная жизнь бы изменилась. Что это? Терапия или улучшение? Второй пример. Художник Нел Харбисон. У него врожденная ахроматопсия, очень сильная степень дальтонизма. Он мог видеть мир только в черно-белых тонах. Но в 2003 году на одной из конференций он услышал доклад одного студента-физика, который рассказывал о том, что если цвета – это волны света, то можно переводить волны света в волны звука, и можно видеть мир через звуки. Он к нему подошел и говорит: слушай, вот у меня такая проблема, поэкспериментируй на мне. Эксперимент завершился успехом. Ему было предложено носить специальное устройство, которое переводило поступающие от окружающих предметов цветовые волны, мы все знаем свет волна, в звуки. И он все запоминал. Какой звук люди называли каким цветом. Когда у него появилось в 2009 году новое улучшенное устройство, вы видите на фотографии, это остро имплантированный в затылочную кость микрочип, то он настолько натренировался, что ему уже не нужно было запоминать звуки. Он стал о себе говорить: я стал видеть цветные сны. Причем вот он реально уже видит мир и в инфракрасном, и ультрафиолетовой части спектра. Он, точно говоря, слышит цвета. Он говорит о себе так: сначала мне приходилось запоминать названия, которые вы даете каждому цвету, и ноты, но со временем вся эта информация стала восприниматься. Программное обеспечение, техническое устройство и мой мозг объединились. Это первый человек в мире, видите, внизу его паспорт, которому разрешено сфотографироваться на паспорт с техническим устройством. Потому что он говорит: я без него не существую. Это мой орган зрения. Он отстоял это право на то, чтобы быть сфотографированным с антенной на голове. И он создал международную организацию киборгов, которая призвана легализовать права людей с подобными техническими устройствами. Он говорит, что у людей должно быть право соединить свое тело с бионическими техническими устройствами. Что это, терапия или улучшение? У него было генетическое заболевание. Вот этот барабанщик Дженсен Бернс имел хобби, 12 лет играл на гитаре, потом играл на ударной установке, но потерял руку. Потерял в руки в результате производственной травмы, попала его рука в трансформатор, мощнейший удар тока. Сначала не понял, что с ним произошло. Цитирую: «Мне сказали, что остаться в живых после такого удара – большое везение. Попытки спасти руку оказались безуспешными, пришлось ее ампутировать, и я был в депрессии. Мне было ужасно плохо, я больше не мог играть на гитаре, на барабанах, на фортепианах. Моя жизнь кончилась». Но в 2014 году для него создали протез. Видите его на фотографии?
Это протез из 2 барабанных палочек. Одну палочку он приводит в движение сам. Вторая снабжена кибернетическим устройством, которое подстраивается под удары первой. И этот роботизированный протез позволяет ему исполнять музыку. А вы знаете, что в тяжелом роке барабанный ритм играет очень большую роль. Музыку, которая недоступна для исполнения другим музыкантам. Это самый на сегодняшний день быстрый барабанщик в мире. Он говорит, что его жизнь снова обрела смысл. Что это, терапия или улучшение? И другой человек, Найджел Экланд, который до инцидента, изменившего его жизнь, был рабочим металлургического завода на севере Лондона. Он управлял промышленным химическим смесителем, предназначенным для обработки золота и серебра. В результате несчастного случая этот злосчастный смеситель размолол буквально его руку. Несколько он перенес тяжелейших операций. В результате рука была ампутирована. Сначала у него был обычный протез. Он о себе говорит так: я его ненавидел. И было его очень неудобно и больно носить. Мне провели еще одну ампутацию, пришлось начинать все сначала. И на сегодняшний день он имеет очень совершенный протез руки, запрограммированный на 14 вариантов захвата, автономное переключение пальцев. Он может вращать кисть в диапазоне на 360 градусов, никто из нас этого не может. Он очень любит здороваться с людьми, отстегивать свой протез, давать его подержать. Недавно поезжал в Россию, активно агитировал за то, чтобы люди использовали разные технические устройства. Это единственный человек в мире с протезом руки, который умеет завязывать шнурки. Очень сложная операция с точки зрения движения пальцев. Он может работать с компьютерной мышью, жарить себе яичницу. Говорит, что он очень счастлив. У него такое прозвище терминатор. Терминатор, который умеет завязывать шнурки. Или бионический человек. Он говорит, что нужно привлечь внимание к проблемам ампутантов во всем мире для того, чтобы эти новые технологии распространять. Это терапия или это улучшение? А вот этот британский ученый и профессор кибернетики был так увлечен изучением роботов, что попытался стать первым человеком-киборгом. Он еще в конце прошлого века, в 1998 году, имплантировал себе под кожу чип, с помощью которого он может управлять своим домом, открывать электронные замки, включать светильники, обогреватели. Но самое интересное, что он, я подбираю глагол, говорил, предложил, настоял, чтобы его супруга тоже приобрела такой имплантированный чип, и их чипы общаются друг с другом. Ну, например, информируют. Представляете, вот если ваш супруг получал от чипа под вашей кожей информацию, что сегодня у вас на работе был стресс, поэтому ко мне вечером не подходить, ванна 36 градусов, только розовое масло, только приглушенный свет и так далее. Это первый случай, когда напрямую налажена связь между нервными системами двух людей. Знаете, новый канал коммуникации. Это что, улучшение или терапия? Такого вида социального контакта не было вообще. А вот у этой девушки никаких заболеваний не было. Мона Ибас – известная танцовщица и хореограф. Но вы видите, что у нее в затылочную кость остро имплантирован датчик движения. Она танцующий хореограф. Ну, как известное выражение, играющий тренер. И она хочет в движении, в танце видеть, как работают ее коллеги за ее спиной. Система сообщает ей о движении при помощи звукового сигнала. Она определяет, откуда сигнал, справа или слева, определяет точность движения. Что это? Терапия или улучшение? Вот это пример нашей страны. Известная лаборатория Касперского, абсолютный лидер социальных медиа на рынке IT-безопасности. Во многом это заслуга вот этого человека, Евгения Черешнева, Евгений Че, как он про себя говорит. Долгое время руководил департаментом глобальных социальных медиа. У него, видите, чип. Он тоже умеет открывать двери, хранить данные.
Я специально не выбрала для презентации немножко неприятные фотографии, когда человек, например, снимает фалангу пальцев, а там флешка. Когда не потеряет. Себе говорит, я вживил себе под кожу чип добровольно. Меня очень волнует практически неизбежная в будущем синергия между живым организмом и компьютером. Вот это направление, второе, о котором мы говорим, возможности разрушения границ через кибергизацию, соединение тела человека с техническим устройством. Еще одно направление улучшения человека – это допинги. Про допинги сегодня говорят много, все мы с вами видим, как нашу футбольную сборную уже обвинили в допингах. Есть удивительный вид допинга – генетический. Смотрите на фотографию этого прославленного лыжника 60-х годов 20 века. Легендарный финский лыжник Ментуранте за время своей карьеры, пик, который пришелся на Олимпиаду 1964 года, завоевал 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали Олимпийских игр и 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу на чемпионатах мира. И его никто пожизненно в допинге не обвинял. У него была одна особенность. У него редкая мутация гена, которая повлияла на продукты, один из продуктов человеческого организма, на количество эритроцитов, что связано с повышением кислородопроводящей функции крови на 25-50%. Видите, он внешне обычный человек. Тренировался он, скажем так, средне, но у него было преимущество. Он был мутантом. На период 1964 года, Олимпиады в Инсбруке, никаких возможностей определить у него эту генную мутацию не было. Его никто не обвинил в допинге, у него не отобрали ни одной медали. Но он соревновался с людьми, у которых такого преимущества не было. Поскольку эритроциты отвечают за разнесение кислорода из легких по всему телу, конечно, у него лучше снабжались кровью мышцы, чем у коллег. Он мог развивать более высокую скорость, дольше ее поддерживать. Дело в том, что количество эритроцитов в крови регулируется гормоном эритропоэтином, который вырабатывается в почках. И когда, например, кислорода в крови мало, например, вы оказались в горах, то в условиях высокогорья выработка этого гормона увеличивается, соответственно, стимулируется количество эритроцитов. Когда содержание эритроцитов в крови достигает нормы, синтез гормона прекращается. Вот у него была мутация, которая не прекращала синтез гормона, стимулирующего выработку эритроцитов, даже когда норма была достигнута. Сегодня уже 10 лет как этот гормон производит химическим путем. И, конечно, международные спортивные федерации этот гормон считают допингом. Его некоторые спортсмены употребляют для того, чтобы увеличивать скорость бега, например, на 20%. Но сегодня, помимо гормона, уже генно-инженерным путем получили медикамент, эпоген, который получается из бактерий, которые пересаживается соответствующий ген человека. И возникает новый вид допинга – генетический. Генетический допинг очень трудно определить. Непонятно, что это естественное изменение человека, естественная мутация, как у этого лыжника. Или это направленно вызванная мутация. Генная инженерия сегодня уже фиксирует эксперименты над животными с конца 90-х годов, когда искусственное введение гена эритропоэтина мышам повышает содержание эритроцитов в крови в 2 раза, эффект сохраняется у мышей до года. При аналогичной операции у обезьян эффект сохраняется 12 месяцев. 12 недель, извините, 12 месяцев у мышей, 12 недель у обезьян. Понятно, что есть побочные эффекты. Вот тот же Ментуранте дожил до 42 лет, потому что когда такой ген интенсивно работает,
или искусственно вводится мышам или обезьянам, то вырабатывается слишком много гормонов, нужно все время разжижать кровь. Такие спортсмены часто погибают в раннем возрасте. Но посмотрите, какая ситуация. Вот он мутант, естественно. Если человечество встает на путь улучшения, а многие спортсмены на многое готовы ради высоких результатов, то возникает очень большая проблема с определением справедливости в спорте. Да, уже есть паралимпийцы. Ну, мы воспринимаем нормально. Уже есть Олимпиада для людей-киборгов, о которых мы говорили выше. Будет ли Олимпиада для мутантов? Не приведет ли увеличение знаний и возможностей манипуляции с этими знаниями, например, с генетическими, к появлению нового типа социальных стратификаций, уже не просто между богатыми и бедными, имеющими доступ к технологиям и не имеющими доступа к технологиям, а между вообще особыми группами. Перед вами слайд, который только называет другие направления современных практик улучшения человека, про которые мы не сможем поговорить подробно в силу ограниченности времени. Но за счет чего еще можно сегодня разрушать границы естественной заданности человеческого бытия? С помощью психостимуляторов. Сегодня фармация дает возможность в широких пределах влиять на человеческое поведение, причем не только с медицинскими целями. Когда мне студенты рассказывают, какие препараты они пьют в сессию для того, чтобы разогнать свой мозг в период краткой подготовки, диву даюсь. Просто страшно. В широких пределах появляются возможности изменять настроение. Опять же, не только по медицинским показаниям. Одно из коммерческих и весьма выгодных направлений улучшения природы человека – это эстетические преобразования. От простейшей, условно говоря, пластической хирургии до операций по изменению пола, кардинальное изменение человеческой телесности. Все, что связано с культом молодости и красоты, культом бессмертия. Человечество готово бороться за бессмертие, развивая самые разные медицинские технологии. Но с гуманитарной точки зрения возникает вопрос, который мы уже с вами поставили, сейчас пытаться отвечать. Улучшение – это или терапия? Благо ли такие изменения? А самое главное, знаем ли мы, как поступать с этим? Ведь медицина сегодня настолько близко к каждому из нас, что подчас нам нужно специальными волевыми усилиями задумываться, насколько мы от медицины зависим. Давайте проведем эксперимент, такой простой, я его проводила в разных аудиториях мира, практически всегда был нужный для меня с точки зрения педагогических целей и результатов. Я хочу вас спросить, поднимите руки те, у кого с собой любые медицинские препараты, купленные в аптеке. Вот любые. С собой. А теперь пусть руки останутся поднятыми у тех, кому эти препараты прописал врач. Смотрите, как меняется соотношение. Это один из примеров явления, которое называют медикализацией. И это не только про вред самолечения. Это про то, что человечество принимает как норму решение многих проблем с помощью медицины. Голова болит, мы уже не терпим. Не нравится нам память, не мнемотехники тренируем, а препараты принимаем. Объем талии не устраивает, не над собой работаем, а идем в аптеку. Не нравится поведение детей, мы поговорим об этом на следующей лекции. Широкий спектр препаратов для модификации поведения. Можно ли это запретить? По-видимому, уже нельзя. Потому что это не только ответ на человеческое стремление стать лучше, мы об этом сегодня говорим, но еще и коммерческое направление развития цивилизации. Вся европейская культура, мы с вами зафиксировали в начале, основана на идее прогресса. Завтра должно быть лучше, чем сегодня.
ограничить развитие науки, чтобы человека не улучшало. Есть такие попытки. Вспомним юридический запрет на клонирование человека. Но совсем запрещать улучшение человека, когда мы не сможем помочь людям, получившим инвалидизирующие воздействия. Помните примеры. Физические увечья. Можно договориться о том, как мы к этому относимся. Тоже не получится. Потому что в условиях множественности ценностных иерархий, вчера говорила, еще раз подчеркну эту мысль, мы люди, представители вида Homo sapiens, биосоциальные существа. Мы не отличаемся набором потребностей. Разница между людьми, между цивилизациями, между этносами, между конфессиями не в наборе ценностей, а в их иерархии, что мы ставим на первое место при принятии решений о целях и о средствах их достижения. И в условиях, когда в современной культуре множество ценностных ориентаций, ценностных иерархий, которые не совпадают между собой, то отношение к этим ситуациям возникает крайне различное. С высокой долей вероятностью высказанные позиции будут противостоять друг другу. Что делать? И вот здесь мы сталкиваемся с особой задачей для социогуманитарного знания. Это ответ на классические вопросы, которые сформулированы еще Кантом. Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? Это ключевой вопрос социогуманитарного знания. Что такое человек? Что такое человеческое? Об этом мы будем говорить на следующих 2 лекциях. Выскажу убеждение, что для развития технологий улучшения человека ответ на эти вопросы сегодня не является фактором, который может остановить или затормозить развитие технологий. Множество причин, коренящихся и в самой науке, и в технологии, и в культуре в целом, заставляют человечество развиваться по этому пути улучшения человека. И несмотря на то, что социогуманитарный ответ отстает, нельзя сказать, что он отсутствует полностью, в следующих 2 лекциях я буду говорить о вариантах ответа. Тем не менее, именно социогуманитарное знание может выходить в обсуждении этих и других технологических ситуаций на вопрос о ценностях и давать оценку целевым установкам таких научных технологических направлений или использовать, или характеризовать каким-то образом используемые для улучшения методы. Вот перспективы человечества связаны с тем, чтобы, исходя из существующих, пусть даже разнообразных ценностных иерархий, искать нечто общее для возможного ответа на вопрос, идти ли человечеству в этом направлении улучшения человека. Фактически это такой глобальный вызов всей гуманитарной сфере. Как не плакать над пролитым молоком? Молоко науки и технологий уже пролито, уже есть примеры, в том числе те, которые мы сегодня с вами видели. Но вот чтобы не плакать, и чтобы без слез видеть мир, который покрыт паутиной лабораторий, для гуманитария возникает особая задача ответить на эти вызовы, преодолеть разобщенность естественно-научного, инженерного и гуманитарного знания. Чтобы у студента, который учится по технической специальности, не было вопроса, зачем мне гуманитарный курс, какое это отношение имеет к моей будущей инженерной деятельности. Чтобы гуманитарий мог вести диалог, не путая понятия, общаясь на высоком научном языке. Мы с вами на следующей лекции будем говорить о взаимоотношениях социогуманитарного знания и знания инженерного, технологического более детально. Но пока простой призыв. Надо быть гуманитариями, чтобы не плакать над пролитым молоком. Когда душу затянут большой вуалью, объединят нас сплошной спиралью, воткнут в розетку с этилморалью, речь освободят от глагола, благодаря хорошему зелью
закружим в облаках каруселью, мы уже увидели сегодня мир, который затянут паутиной лабораторий. Давайте поговорим. Я оставила время для того, чтобы мы пообщались. Я прошу вас ответить на вопрос, который задавала на конкретных примерах. Что это, улучшение или терапия? Насколько актуально говорить об этом сегодня? Может быть, лучше промолчать, чтобы не подпитывать вот эту идею улучшения для молодых людей примерами, связанными с радикальным изменением собственного тела? Что здесь может сделать образование? Насколько знание может помочь в том, чтобы зафиксировать эти совершенно новые уникальные ситуации? И в каком направлении мы можем работать для того, чтобы совместно в системе образования выработать некоторую позицию в отношении вот таких перспектив изменения человека? Я буду очень благодарна, если вы отзоветесь на мой вопрос. Я понимаю. Кто заполнит паузу нашего ожидания возвращения нашего слушателя из коридора? Поговорите со мной. Я когда была молодым преподавателем, я очень боялась вопросов. И теперь так жду вопросов, а спрашивают все меньше. Спасибо, очень интересно. Она вроде как самостоятельно, потому что я смотрел на все слайды, и мне кажется, что это настолько изменение, что все возможности, это такое продвижение вперед, и образование поносить, что возможности ограничены. Касается, я не помню, у меня, по-моему, по каждому слайду был свой ответ. Да. От того, что в спорте соревнуются с равными возможностями. Ну, мы все всегда соревнуемся с неравными возможностями. Кого лучше возьмут на работу? Человека с памятью, человека с памятью. Кого возьмут графического дизайнера? Человека, которого возможность. То есть во всех они равны. Но только раньше об этом неравенстве мы знали, скажем так, из обыденного опыта. Это знание о неравенстве не было поставлено на количественную основу. Не было возможности диагностировать до начала деятельности возможности ее осуществления. Да? Будете вы графическим дизайнером или нет, если вас заранее не проверили на возможность развлечения цветов, вы не знаете. Вот сегодня я пытаюсь подчеркнуть ситуацию, когда человек оказывается в новых условиях выбора бытия для себя или для другого. И эти возможности, использовать их на себя или нет, они зависят от человеческих решений. Вот раньше возможностей не было, и вопроса такого не было. Чем ограничивалось улучшение? Пирсинг, да? Шрамирование, традиционные способы отличить себя от другого. Развивать память, тренировать навыки. Это то, что действительно стартовало с разной базы, но достигало результата за счет естественных человеческих усилий. Вот эти усилия меняют представление о собственных усилиях человека. Согласитесь, одно дело тренироваться, а другое дело понимать препараты, которые повлияют на изменение твоего веса. Я не случайно привела пример с медикализацией. Ведь ситуация складывается не очень простая. Если мы все свои проблемы будем отдавать для решения науки и технологий, то где наша собственная свобода? Не поставим ли мы человека в такую ситуацию, что от него вообще никаких усилий не потребуется, и он станет просто винтиком, объектом приложения воздействий? Выпей таблетку, соедини свое тело с протезом, возьми обучение через двойной интерфейс мозг-компьютер, не трать время на мнемотехники и запоминания. В перспективе, почему говорят о том, что будет мир совсем другой? Это приведет к тому, что у человека появится достаточно много времени, не связанного с удовлетворением базовых потребностей, связанных с выживанием,
сохранением самой жизни. По мере прогресса человечество тратит все больше усилий на то, чтобы не просто выжить, а нам хочется жить качественно. Смотрите, как наши дети, к сожалению, тяжелая для системы образования ситуация, детские самоубийства. Да? На что дети ссылаются? На мотивы, которые не имеют отношения, как нам кажется, к иерархии достойных ценностей. Но человек свободен, и он вправе выбирать, какую потребность, с помощью какой ценностной системы удовлетворять. Вот я пыталась в лекции подчеркнуть, что наука и технология ставят человека в ситуацию личностного выбора, которого раньше не было у всех. Я же сказала, человек рождался, жил и умирал в условиях стабильной культуры, и спектр поведенческих выборов у него был ограничен. Сегодня наука и технология в этот спектр выборов добавляет улучшение себя. И ситуация выбора, ранее требующаяся от, скажем, элиты общества, сегодня затрагивает каждого. Хочу я, допускаю использование новых репродуктивных технологий? Одобряю я ксенотрансплантацию? Одобряю я существование возможностей у одного человека 8 сердец на протяжении 101-летней жизни? Это не выбор кого-то удаленного из общества, находящегося над ним. Это выбор каждого конкретного человека. И мне кажется, что здесь ситуация для каждого становится непростой. Но далеко не все готовы это принять. Я очень благодарна, что вы обратили внимание на мою позицию. Я из тех лекторов, которые бы не хотели навязывать свою аргументацию. Мне хотелось бы размышлять вместе с вами. Да, моя позиция в известной степени консервативна, потому что я вижу опасность. Я вижу те риски, к которым мы не готовы психологически. Считаю, что не готовы. Еще давайте с кем-нибудь поговорим. У нас есть пара минут до перерыва. Кто хотел бы ответить на вопрос, что вы увидели? Это улучшение или терапия? Очень хорошо, мы поговорим. А что это? Да. Он нам показывает счастливый, например, стильного технического, да, да, и умный. Да. То есть он дал такие мысли, которые далеки. Это вот мое личное. Да, совершенно верно. Вот. Ваши примеры полностью в логику. Любой технический. Если кто-то как это человек видит. Должна ли система образования говорить о том, что количество выборов, с которым человек может столкнуться, может быть фактически безграничным? И можно ли говорить о том, что те ценности, которые мы сегодня транслируем, они позволяют однозначно решать подобные вопросы? Вот вы же сказали о том, что человек не знает, как он поступит, столкнувшись с ситуацией. Тогда о чем мы должны говорить? Готовить к неопределенному и неизвестному будущему? Говорить о том, что ты можешь в ситуациях вот такого личностного выбора поступить так или иначе, что ты должен ситуативно оценивать свои возможности, готовность принять эту технологию. И самое главное, здесь информация. То есть я знаю, я, возможно, прикрепляю. Я не знаю.
Причем это личный опыт, это не опыт поколений, потому что в поколениях этого опыта нет. Мы с вами вышли на вопрос, который подробно рассмотрим на следующей лекции. Мы поговорим о соотношении профессионального и профанного знания, знания обычного человека, человека улицы, в том числе в социогуманитарной сфере. У нас время перерыва, 10 минут, как я понимаю, по нашей программе на отдых. Да, я все всегда отдаю. Я вот здесь не владею. Молодой человек. Я присяду сюда, да? Если вы хотите вернуться, Саша. Тоже на открытом доступе.
Там пирожные. Спасибо. А это все. Да, это, конечно, все записи. Понимаю, конечно, никто не может выкроить целый день в случае, когда это неинтересно. Я вот но только вот ссылку не хотела бы- знаю сейчас. Вот как раз молодой человек, который обеспечивал презентацию, надо у него Это там по почему. ссылочке. Да. Где Сейчас он подойдет и уточним. Давай, хорошо. Ну, следующий... у вас все Да, готово. благодарю, спасибо. Это было общение как в Северном крае. Конечно, ну, я просто знаю, что мои коллеги... Зачем онлайн-трансляция лекций? Другого ракурса. Философской деятельности обращается с ним. В Москве люди... Если не получится вернуться, мы уточняем, вот именно вероятно, сегодня организационный контакт. Это живое общение, и тема чрезвычайно. Ну, плюс это те проблемы, которые можно самые разные. Молодой, свобода, да, и подчеркивается свобода, но это даже мало ли что понимание. Это ответственность, да, и ответственность в том, что ты выбираешь. У нас вопрос, ссылочку, которую мы можем зайти онлайн. Ссылочку не пишу. Оставьте сайт, на сегодня я покажу. Давайте, Скажите, пожалуйста, вы можете открыть чат? Есть там вопрос Да. в чате? Я смотрел только что, не было вопросов. Не было. Еще раз огромное, значит, Заходим на наш сайт зашли. kliro.ru. Да. Вот наш сайт. Трансляция Вот здесь есть видеозал. Заходим. Здесь внизу смотрим. По дате 28. А где будет Она на этом же месте будет. То есть здесь вот то, что вчерашнее вот у нас, видите, они остаются, их можно посмотреть в течение времени. Остаются они у вас накапливаются. Да, видеозал. Так, значит, видеозал и там же Вот это, сохраняется. скажем, было. Мгм. Да, то есть вот тут сверху, которые будут, вот, у нас все, кстати, сейчас идет Мгм. трансляция. Так, а вчерашние выступления в рамках коллегии, Заседание коллегии, да? там можно будет. Да? Спасибо большое. Но если возникнут вопросы, мы вас смотрим. Сегодня поезд
Поисковик вам даст. Другая дверь.
Ну, вообще по времени мы должны уже продолжить. Я понимаю. Давайте продолжим, коллеги. Время, которое мы отвели на перерыв, истекло. Мы сейчас будем общаться в рамках следующей темы, которую я обозначила, что значит сегодня быть профессионалом в социогуманитарной сфере. Приветствую наших очных участников. Спасибо, что вы вместе со мной готовы рассуждать. Приветствую тех, кто присоединяется к нам в режиме трансляции. Еще раз повторю, что доступны вопросы не только в аудитории, но и посредством чата, заданные. В конце лекции оставлю время на ответы. Что значит быть сегодня профессионалом? Образование очень странная штука. Если преподаватель сообщает то, что студент уже знал, такое образование не нужно. Если преподаватель сообщает то, что студент не знал, возникает вопрос, а нужно ли это сообщать? Потому что если бы студенту это было бы нужно, он бы сам уже это узнал. То, что не соответствует представлениям человека, очень трудно воспринимать. Потому что сознание хочет сохранить однажды сформированный взгляд на мир. Задача образования – немножко менять оптику, менять этот взгляд. Вот одна из задач учителя – раскрывать разные горизонты. Показывать, что к одной и той же ситуации возможно обращение через разные оптики. После предыдущей лекции был задан вопрос, а почему я не говорю о иных оптиках рассмотрения технологии улучшения, да, например, религиозных, конфессиональных. Да, и они тоже возможны. И они тоже имеют право на существование, потому что они в общественном пространстве мировоззрения представлены. Ограничения связаны только с темой, невозможно в одной локальной теме охватить все. Поэтому вот дальше, когда мы будем говорить про профессионализм в социогуманитарной сфере, не претендуя на абсолютно полное описание проблем, руководствуясь, может быть, даже личным интеллектуальным вкусом, я хотела бы выделить несколько направлений. Первый фрагмент лекции очень теоретический, по поводу соотношения социальной гуманитарной сферы. Сегодня, как это ни парадоксально, несмотря на длительный период существования разных научных дисциплин, обращающихся к человеку и обществу, вновь возникает спор о предметных границах между общественными, социальными и гуманитарными науками. Мне ближе термин социогуманитарный, именно его я вынесла в название, потому что мне не кажется, что сегодняшняя аргументация по поводу разделения социальных и гуманитарных наук достаточно серьезно и точно позволяет их разделить. Ну, например, часть ученых говорит, что между социальными и гуманитарными науками разница состоит в обращении к разному объекту. Важно изучать аспекты бытия человека в проекции на общественную деятельность. То есть, например, не просто знать, в каком году произошли какие-то исторические события, а как произошедшее повлияло на человека, а как человек повлиял на события, что произошло в мировоззрении, какие сдвиги, какие выводы. Вот тогда объектом гуманитарных наук является духовная реальность, вот эти изменения в мировоззрении человека, которые обусловлены изменениями в социальной жизни, которые изучаются социальными науками. Есть позиция, что можно разделить социальные и гуманитарные науки по предмету. Социальные науки изучают закономерности, структуру общества, законы функционирования и развития отдельных сфер жизни общества, общества в целом и объективные закономерности общественного развития. Вот здесь возникает такое субъект-объектное противостояние, противостояние гуманитария, исследователя, профессионала и изучаемого им фрагмента человеческого бытия.
противостояние представителей социальных наук как профессионала и изучаемого фрагмента социальной реальности. Иными словами, если пытаются разделить социальные и гуманитарные науки по предмету, то описанию и объяснению поддается в социальных науках только то, что выражается с помощью понятий, а гуманитарные науки имеют дело с человеческим миром, более сложным для понятийного отражения. Есть попытки разделить социальные и гуманитарные науки по методу. Социальные науки объясняют, а гуманитарные в основном понимающим методом пользуются. Есть попытка разделить социальные и гуманитарные науки по исследовательским программам. Ну, например, говорят, социальные науки могут использовать натуралистическую исследовательскую программу для объяснения жизни общества. Или использовать гуманитарные науки культуроцентристскую исследовательскую программу для того, чтобы, делая акцент на методологии понимания, раскрывать особенности человеческого бытия. Исходя из этого, тогда, говорят, социальные науки – это про статику, а гуманитарные науки с проекцией социальной жизни на человека вроде как больше позволяют отследить динамику социальной сферы. Вот с моей точки зрения, все эти разделения не очень четкие. И на сегодняшний день наблюдается тенденция мощнейшего соединения представления о закономерностях развития общества, которые изучают социальные науки, представлениями о природе человека и закономерностях, которым подчиняется человеческое бытие, предмет гуманитарных наук. Поэтому предлагаю говорить о социально-гуманитарной сфере. Но, тем не менее, исходя из необходимости определить нас как гуманитариев, а именно так нашу социогуманитарную сферу часто определяют, я бы хотела сделать некоторый экскурс в историю. Какой смысл вкладывается в понятие гуманитарный? Термин латинского происхождения и в классической латыни humanitas – человеческая природа, человечность, единство человеческого образа. Вы видите на слайде примеры из Теренция, из самоистязателя, известная фраза «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Второй пример из Цицерона. Он говорит, все науки в более или меньшей степени имеют отношение к человеческой природе. И сколь бы удаленными от нее ни казались некоторые, они все же возвращаются к ней тем или иным путем. В эпоху Ренессанса этот термин наполняется новым содержанием. Первоначальная его форма «студия humanitas» означала примерно следующее – ревностное изучение всего, что создает целостность человеческого духа. И вот вслед за Цицероном в Ренессансе это понятие humanitas трактуется мыслителями этой эпохи именно как полнота и неразделенность природы человека. Например, у Леонардо Бруни, известный гуманист, писатель, историк эпохи Возрождения, он говорит о необходимости познавать все те вещи, которые относятся к жизни и нравам, которые совершенствуют и украшают человека. У другого гуманиста салютатия – это соединение добродетели и учености. Буквально, и мы это видим с вами, выражение «гуманитарный» вот одним словом непереводимо. И это не потому, что оно очень многоаспектно, это потому, что оно возникло в античности, пройдя через Средневековье и расцветая в Ренессансе в рамках принципиально другой культуры, чем культура современная. Потому что это понятие сформировалось в то время, когда еще не дифференцированы были близкие понятия. Культура, как лексема, не существовала. Образование, как лексема, не существовало. Именно в этих значениях культура образования употреблялась гуманитарная, humanitas. В этом значении, например, термин возникает у Эразма Роттердамского и Томаса Мора. Истинные люди, говорят они, это люди культуры. То есть гуманитарный долгое время был синоним культурного. И идея гуманитарности несла идею оккультуривания души, возделывания души посредством чего? В первую очередь через приобщение к литературному наследию античности, через актуализацию возможностей, заложенных природой человека, и вот через
обучения, через образование эти возможности становятся актуальны. В период раннего Возрождения в XIV веке при обучении и воспитании акценты начали переносить с теологии, что характерно для Средневековья, с метафизики, натурфилософии, формальной логики именно на гуманитарные сферы. Вот идея возрождения, обращения к античности проявилась в том, что нужно изучать грамматику, поэтику, риторику, моральную философию, то, где можно было опереться на античность. И вот развернувшееся возрождение и борьба за эти школьные предметы, школа обучения, не была борьбой за то, чтобы одни школьные предметы, теология, заменились на другие. Это была борьба за иной способ мышления, за иное мировоззрение. Один из писателей эпохи Ренессанса, вот последняя цитата на этом слайде, Батист Гваина, так резюмировал свои представления об образовании. Ученость и развивание в себе добродетели – это особенности человека, которые наши предки называли humanitas, подразумевая под этим стремление и роды деятельности, присущие человеку. И вот на протяжении Возрождения наблюдается сужение этого понятия гуманитарный. И гуманитарное стало с XVI века обозначать только языки древних греков и древних римлян. То есть то, что в эпоху Возрождения было только средством изучения языков как культивирование человеческого в человеке, к XVI веку стало самоцелью. Форма получила большее значение, чем содержание. Вот эта перемена в смысле термина «гуманитарный» ознаменовала формирование в европейской культуре нового типа воспитания, по сути того, что мы называем классическим образованием, в основе которого знание языков, филологическое образование. Это кардинально отличается от идеи ренессансного воспитания, комплексного, как мы бы сказали сегодня, развития человека. Вот это изменение термина через его сужение привело к тому, что XVII век несколько задержал движение семантики понятия humanitas. Начиная с XVII века интенсивно развиваются науки, это время формирования новой европейской науки. Происходит сращивание науки и технологий, вот эта идея приложимости знаний, приводит к пристальному вниманию к механике. Появляется идея создания человека-машины, идея Декарта о страстях души. Это не означает, что понятие гуманитарный перестает в новой европейской науке употребляться. Но парадокс заключается в том, что приверженцы классического стиля образования стали говорить о гуманитарном в узком филологическом смысле, а в изначально широком смысле это понятие стало звучать в трудах представителей совершенно нового реалистического направления философской и педагогической мысли. У Эразма, у Бекона, у Каменского. И педагогический реализм, который возник духовной нитью, связан с предшествующей трактовкой гуманизма. И он появляется как вот этот протест против сужения понятия гуманитарного, против формировавшегося понимания классической образованности как заточенности на языки. Лейбниц писал: «Не поумнеешь, если не научишься говорить одно и то же на 3 языках». И вот в педагогике нового времени столкнулись эти представления, условно говоря, классиков и реалистов. Они разошлись во взглядах на древние языки и литературу, в образовании как на средство достижения целей педагогических, как на образовательные средства. И в понимании цели образования возникло 2 вектора. Классицизм говорил о том, что лингвистическими и литературными занятиями полностью исчерпывается как средство возможность достижения цели классического образования. Ставилась такая задача, условно говоря, воспитывать молодых римлян, свободно владеющих цицероновским языком письменно и устно. А задачей педагогов-реалистов было сделать человека господином над окружающей жизнью. Известный призыв новой европейской науки, связанный с практическим приложением – знание – сила.
Тебе знания нужны ради практических нужд. И задача реалистов было сделать человека именно господином над окружающей природой. Но они были абсолютно уверены, что именно греки и римляне наиболее полно властвовали над реальностями социальной жизни и более правильно их оценивали, чем современники. И поэтому они тоже были не против изучения языка и литературы греков и римлян, потому что они рассматривали это как ключ к познанию действительности и совершенствованию человеческой природы. Новое осмысление понятия гуманитарный возникло в XVIII веке. В трудах Вольтера, Руссо, Дидро очень четко получили разграничение антропологическое, принадлежность к человеческому роду, и морально-этическое, величие человеческой. Вот в понятии гуманитарный эти два аспекта соединяются. Но в XVIII веке была четкая установка на то, чтобы разделять природное, антропологическое и морально-этическое. Вот это уточнение, разграничение смыслов потребовало новое понятие и новое слово. И начиная с XIX века возникло два разных термина – гуманистический и гуманитарный. В основе тот же самый латинский корень humanitas, но вошли в употребление два разных понятия. Их иногда раздельно не воспринимают. Говорят вместе гуманистический и гуманитарный. И часто вот то, что возникло в XIX веке, распространяют и на прежние времена. Например, посмотрите на вторую снизу цитату Гегеля. Когда он обращался к гимназистам в 1813 году, в речи он говорил так: «Людям важно создать и сохранить в себе представление и понятие полной жизни. И это представление вводит нас преимущественно в изучение классической древности. Оно дает близкое представление обо всем человеческом в целом». С какого времени в России можно говорить о гуманитарном образовании? В российской традиции понятия гуманистический и гуманитарный стали известны с начала XIX века. И в нашу страну эти понятия пришли вместе с педагогическими традициями Германии. Но сначала они употреблялись, что называется, по инерции, как часто бывает с заимствованными понятиями, без специального осмысления и даже без перевода на русский язык. Гуманизм и гуманитарий. Смотрите на слайд. Для нас интересно не просто использование термина, а характерная трактовка, которая подчеркивает первоначально узкое понимание термина в России. Гуманитарное образование в XIX веке в России понималось скорее как образование именно филологическое, изучение языков и литературы древних римлян как лучших в мире грамматических и стилистических образцов. И в русской традиции на протяжении всего XIX века понятия гуманный, гуманистический, гуманитарный употреблялись произвольно. Они заменяли друг друга в разных текстах. Когда в XIX веке в Европе произошло переосмысление сущности понятия гуманитарной в трудах Вольфа, Гумбольдта, Гердера, идеи, связанные с критикой ранее существовавшего понимания целей среднего образования, с критикой именно филологической его направленности, с переосмыслением роли наук о человеке, в России начинается изменение гуманитарного образования. И очень большую роль сыграли впечатления русских офицеров, полученные в ходе военных кампаний 1812-13 годов, и с появлением в русских переводах сочинений ведущих европейских философов и педагогов. Возникает идея человека, его самобытности, самоценности, уникальности, особого места человека в окружающем мире. Что было в России до середины XIX века? В России были не понятия о человеке вообще, а конкретные понятия о купце, о чиновнике, о духовном лице. Но идеи о необходимости гуманитарного как общечеловеческого образования фактически отсутствовали. Гуманитарным образованием никто не занимался. Школы были сословными, профессиональными. Тема образования до мелочей регламентировалась государством. Реформы осуществлялись канцелярски.
цитирую российского педагога Каптеева, нужно было почти все создать заново. Школы, учителей, педагогическую журналистику, педагогическую литературу, педагогическую теорию и практику. И реформы 60-х годов XIX века существенным образом изменили, как мы знаем, всю систему образования в России. Воспитание частично перестало быть уделом государства, стало живым общественным делом, и особенно дискуссионными были позиции Пирогова, Ушинского и Белинского. Николай Иванович Пирогов считал, что любая наука в средней школе должна излагаться не только для самой науки, сколько для развития посредством науки той или иной душевной способности. Именно такое образование он считал гуманно-реальным. И с Пироговым полемизировал Ушинский. Он не подвергал сомнению тезис о том, что всякому специальному образованию должно предшествовать гуманное воспитание, но Ушинский придерживался других взглядов, представлением о том, что такое общечеловеческое образование, какими науками преимущественно развиваются гуманистические идеалы в детях. Сущность разногласий с Пироговым Ушинский видел в том, что они по-разному понимали значение слов гуманизм и реализм. Ушинский полагал, что под гуманизмом следует понимать вообще развитие духа человеческого, а не только его формальное развитие. И развивать этот дух можно не только изучением языков, но и более прямо изучением религии, языка родного, географии, истории, изучением природы и новыми литературами. По мнению Ушинского, воспитатель не имеет права излишне увлекаться такими веяниями времени, как прогресс, промышленность и торговый расчет. Да, он не может их игнорировать, да, он не может их не замечать, но педагог, по мнению Ушинского, должен развивать высшие духовные потребности своих воспитанников и делать девизом своей деятельности фразу «не хлебом единым жив будешь». А для достижения этой цели он как раз и предлагал обновить содержание образования, сделав его гуманитарным не по форме, акцент на языке, а по сути. Вот в отечественной педагогике в ходе этого спора Ушинского с Пироговым и формировалось представление о том, что такое гуманитарное образование. И для русской традиции педагогики очень важно то, какое значение имела русская религиозная философия, представленная великими именами Соловьева, Трубецкого, Флоренского. Вот в контексте нашей мысли о том, что такое быть профессионалом в гуманитарной сфере, подчеркну мысль религиозных философов о духовной природе человека, о том, что всемирное образование должно укреплять духовные высоконравственные начала. Русские религиозные философы напоминали обществу о том, что существует нечто, не исчерпывающееся биологической природой человека. Они говорили о приоритетах духовности, необходимости служения нравственному идеалу, потому что мир может существовать не только как нечто чуждое, противоположное человеку в своей объективности. Они как раз говорили напротив, мир способен обретать черты человеческой субъектности. Люди могут воспринимать мир как продолжение своего «я», и в процессе познания человек попадает внутрь сущего, в состав бытия, но только в том случае, когда он на мир накладывает печать своей личности. После 1917 года такие понятия, как гуманитарный и гуманистический, надолго исчезли из педагогического словаря. Во многом прошла ориентация на утилитарное, прагматическое образование как способ приспособления, адаптации к социально-трудовой жизни, как орудие борьбы. И на современном этапе можно констатировать, что дискуссии по поводу места гуманитарной, гуманистической установки в образовании снова становятся актуальны. Можно ли сказать сегодня, что гуманизм есть цель и основа гуманитарного образования? Вот исторический экскурс позволил нам связать гуманитарный и гуманный. И гуманизм сегодня – это некоторая совокупность идей, некоторая ценностная установка. И на слайде вы видите, какие понятия в эту ценностную установку обычно включаются. Это установка на значимость человеческого бытия в целом и отдельной личности в частности.
То есть гуманизм трактуется как принцип образования и воспитания, а гуманность как одно из качеств, результатов образования, качество личности, которое связано с осознанным и сопереживающим отношением к человеку как высшей ценности. То есть если гуманизм – это определенная система взглядов на мир, то именно человек становится ядром гуманистического мировоззрения. При этом его отношения содержат не только оценку мира, как это подчеркивали в истории, но и оценку своего места в окружающей действительности. Вот когда мы говорим «ценность» – это то, что значит для человека, что устанавливает его отношение к себе, к другим, миру в целом. Следовательно, гуманизация образования, установка на гуманизм – это установка, связанная с формированием отношения к миру, к обществу, к деятельности, к духовным ценностям. И когда в результатах образования формулируются требования, например, в стандартах наших, в виде компетенций, то так или иначе все эти компетенции связываются с формированием гуманитарной, гуманной установки личности. В позиции гуманизма конечная цель образования и воспитания состоит в том, чтобы каждый человек мог стать полноценным субъектом деятельности, познания, общения, существом, способным отвечать за происходящее. Очень часто в обществе распространена установка на то, что гуманитарное образование легкое. Правда ли, что оно очень легкое? Относится ли гуманитарное образование к фундаментальному? Вспомним, что первые концепции фундаментального образования сформулированы были в XIX веке Гумбольдтом. И в этой установке говорилось, что предмет фундаментального образования – те знания, которые на конкретном этапе развития науки формирует фундаментальная наука. С течением времени все больше научных направлений сохраняют чистую фундаментальность. Фундаментальное, как не связанное с прикладным направлением, все больше сужается. Вот по поводу легкости гуманитарного образования обычно рассуждают именно в терминах не фундаментальности гуманитарной. Хотелось бы на этом остановиться. Противопоставление гуманитарного и прикладного иногда делается некорректно. Гуманитарное образование, как нефундаментальное, характеризует в том плане, что оно инструмент, например, знание иностранных языков, знание истории, для решения каких-то других задач. Фундаментальное – это то, что развивается ради удовлетворения человеческого любопытства, без изначальной установки на прикладное практическое применение. Я приведу один любопытный исторический факт. Вот в явном виде различить фундаментальное и прикладное в науке, а дальше в образовании попытались всего лишь недавно, в 60-е годы XX века. Попытались в Америке, когда при Министерстве обороны США создали специальный комитет, целью работы которого было разграничение фундаментального и прикладного. Понятно почему. Нужно было понять, как тратить средства. И этот комитет собрал любопытную сводку, я сейчас ее зачитаю. Что такое фундаментальное исследование? Исследование, которое не соотнесено ни с каким конечным результатом. Ищущее знание, которого пока нет. Бесполезное решительно для всех. Предпринимаемое только потому, что этого желает исследователь. Не нуждающееся в ограничениях секретности. Проводимый исследователем, который не в состоянии объяснить, чем он занят. Новые исследования в области, не имеющие практического значения. Вот на сегодняшний день, наверное, только отдельные области космологии сохранили вот такое понимание фундаментальности, как того, что не связано с удовлетворением практических надобностей, а является отражением удовлетворения человеческого любопытства. Все остальные области имеют практическую размер. Вот в этом смысле говорить о гуманитарном как прикладном и фундаментальном очень сложно, потому что гуманитарные навыки имеют прикладное практическое назначение. Даже углубление в историю языков, например, которые предпринимают филологи, тоже имеют практическое значение. Есть такая анекдотическая фраза: «Наука – это удовлетворение собственного любопытства ученых за счет государства».
Или другая известная фраза: наука как секс, она может иметь практический результат, но не все занимаются сексом или наукой для практического результата. Вот противопоставление фундаментального и прикладного обычно в современной культуре не проходит по этому вектору ради удовлетворения любопытства или ради практики. Обычно, как говорят, у нас образование фундаментальное, подразумевая базированность образования на науке. Говорят, что из фундаментального можно уйти куда угодно, а прикладные направления – это именно прикладные направления. Но вот бинарная схема для профессионализма в социогуманитарной сфере недостаточна, она просто опасна. Смотрите, что происходит в ходе реформ российского, например, высшего образования. Взаимосвязь науки и образования меняется. Глобальным вопросам и теориям отводят роль второго плана. Говорят, что нужно больше практики, даже в медицинском образовании. Практика начинается сегодня более рано, чем это было 10-15 лет назад. Повышается роль практик, повышается роль кейсовых методик. Возникает установка, что неприкладного в образовании должно быть меньше. Помним мы фразу нашего руководителя, что надо воспитывать, правильно формировать потребителей, потому что практический навык рассматривался как средство адаптации. Вот понимание фундаментального как углубленной подготовки по заданному направлению, изучение сложного круга вопросов по проблемам конкретной области, условно говоря, образование вглубь. Это трактовка, которая вообще должна быть приложима к любому образованию. Любое образование, как углубленная подготовка, должно иметь место. А вот другое понимание фундаментального, как образование, в котором сочетается гуманитарное и естественное научное. Это как бы образование вширь. Вот этот вариант понимания профессионализма, гуманитария, который готов смотреть вширь, не только вглубь своей области, но еще и на то, что происходит, например, в естественно-научном познании, о чем мы говорили в первой лекции, в инженерном приложении знаний. Вот это подлинная задача. Но она очень трудно реализуема сегодня. Потому что диалог двух культур, естественно-научной и социогуманитарной, чего требует профессионализм, очень труден в силу социальных и экономических причин. В профессиональной деятельности очень трудно складывается целостная картина. Вот этот акцент на прагматизм в образовании приводит к тому, что сокращается учебное время именно на то гуманитарное образование, которое должно сформировать целостную картину мира, в пользу прикладных моментов. Распространяется, как мы с вами уже говорили, прикладное рыночное отношение к образованию. Если я какой-то товар покупаю, то для меня его стоимость определяется тем, как я его могу дальше продать, зачем платить лишнее за невостребованное знание. И плюс, конечно, для современного профессионала в социогуманитарной области дает особая задача преодоления психологических трудностей, восприятия слушателями абстрактных понятий и образов, тем более, если они, по мнению обучающихся, не входят в сферу непосредственных интересов. Но, тем не менее, несмотря на вот эти сложные требования к современному профессионалу гуманитарию, возникает вопрос, почему по статистике гуманитариев охотнее берут на высокие должности даже в непрофильных областях. Что такого есть в результатах гуманитарного образования, которое дает гуманитариям преимущество? Ответов может быть множество. Я вам уже оговорилась, что в соответствии, может быть, с интеллектуальным вкусом, который оспорим, я выделю только некоторые моменты. Выделю два возможных ответа, в чем преимущество гуманитариев-профессионалов. Первый ответ будет связан с развитием эмоционального интеллекта. Я думаю, что вам знаком этот термин, когда традиционные тесты интеллектуального тестирования, которые разрабатывались с начала 20 века в рамках традиции бихевиоризма, начиная с Франции, начала 20 века, когда группа Бине разработала тесты, позволяющие отделить детей, способных учиться, но не желающих, от тех, кто учиться не мог, задачи корректирующей педагогики. Дальше началось широкое вхождение интеллектуальных тестов в культуру. Но в последние 20 лет
обратили внимание на то, что продвижение человека по социальной лестнице мало зависит от высоких баллов, которые можно получить в традиционном интеллектуальном тестировании. Потому что у человека с высокими баллами IQ иногда наблюдается ситуация затруднения коммуникации. И работодатель с большей вероятностью предпочтет не одиночку гения, который не может работать в команде, а того, кто обладает так называемым высоким эмоциональным интеллектом. Понятие эмоциональный интеллект в психологии фиксирует такие черты человека, как понимание собственных эмоций через рефлексию, умение обозначить, выделить эмоции другого и поступать в соответствии с этими эмоциями, причем этот поступок сделает человека более устойчивым. То есть речь идет о возможностях управления эмоциональной сферой, но не автоматического управления. Эмоциональный интеллект формируется позднее, чем складываются устойчивые баллы IQ. Он до конца подросткового возраста активно меняется, эмоциональный интеллект. Когда на основе сознательного управления эмоциональной сферой, на базе рефлексивного мышления возникают преимущества, связанные не с выполнением какой-то конкретной практической работы, а вообще с понятием решения. И вот второй ответ, возможный о преимуществах гуманитария, это не только развитая сфера эмоционального интеллекта, это активизация рефлексивного мышления. Рефлексия – важнейший способ становления и сохранения индивидуальности. Так что в условиях прогрессирующей массовизации производства и культуры необходима одновременная актуализация индивидуального начала. Именно рефлексия над своей индивидуальностью, понимание себя позволяет человеку осуществлять осознанный выбор и нести за него ответственность. Социальная потребность в гуманитарном образовании определяется тем, что именно от рефлексивной культуры человека зависит преодоление кризиса ценностей, разработка и внедрение стратегий, которые позволят человечеству существовать дальше. Гуманитарная культура способствует как раз формированию личности с развитой эмоционально-смысловой сферой, открытой новым знаниям, новым информационным технологиям. И гуманитарные знания – это знания, связанные с миропониманием. И вот такая гуманитарная культура важна и нужна всем. И профессионалам гуманитариям, студентам, которые получают собственно профессиональное образование, и тем, кто готовится стать, например, инженером или представителем естественно-научных дисциплин и воспринимает иногда гуманитарные науки как лишние. Когда мы говорим о гуманитарном образовании, конечно, нужно говорить о некоторых объективных затруднениях, которые для достижения профессионализма в гуманитарной сфере сегодня возникают. И одна из трудностей, которую я выделю, это трудности воспринятия текстовой культуры. Потому что гуманитарная культура – это культура текста. Но современные способы передачи информации формируют особые психологические, даже психофизиологические возможности, которые у студента, у школьника затрудняют работу с текстом. Что мы часто наблюдаем в наших аудиториях и в классах. Помимо того, что положено делать, чем занимаются наши ученики. Часто парты, телефон, социальная сеть. Всем известно, что в классах сегодня все больше детей, которые выделяются повышенной возбудимостью, непослушанием, непоседливостью. То, что психологи и психиатры называют комплексом симптомов сдвиг, синдром двигательной активности, дефицита внимания, гиперактивности. Пока идут дискуссии, что это симптоматика, вызванная какими-то соматическими проблемами или педагогические какие-то упущения, но чтобы проиллюстрировать мысли прошлой лекции, скажу о том, что это отношение к этому симптому одно из проявлений медикализации. Вот еще психологи, психиатры и педагоги спорят, а на рынке фармацевтических препаратов в европейских странах уже есть, например, риталин. Медикализация, я сказала, не безобидная. Смотрите, что происходит.
Выясняется, что всем очень удобно. Родителям не надо испытывать какие-то муки совести, что, может быть, они что-то сделали не так. Отводят ребенка к врачу. Удобно к врачу. Родители пойдут один раз, второй, третий. Удобно педагогу. Можно на кого-то махнуть рукой и сказать, соматические проблемы, синдром двигательной гиперактивности, не буду так переживать за какие-то недостигнутые результаты педагогического. Удобно становится самому человеку. Не нужно проявлять ту самую свободу воли, усилия, нет необходимости жестко формировать волевую установку в своем характере. Многие, ужасаясь поведению таких детей, говорят о синдроме рассеянного внимания. Какое все это отношение имеет не к образованию в целом, а особенно к гуманитарной сфере? Я воспользуюсь примером, который на слайде, синдром моего коллеги Александра Павлова, одного из наших молодых философов российских. Он приводит такой пример. В США дискуссии по поводу синдрома рассеянного внимания обернулись тем, что эта проблема была поднята в очень популярном молодежном мультсериале «Южный парк». Там есть такая серия «Тимми 2000». У ребенка, который по контексту поведения, видимо, обладает этим синдромом рассеянного внимания, особое поведение, он все время выкрикивает свое имя – Тимми, но он учится вместе с обычными детьми. И он не очень воспринимает информацию. Как тестируют этого мальчика? Ему читают вслух «Великий Гэтсби» Фицджеральда. По прочтению книги ребенку задают несколько вопросов, уточняя сюжет, какие-то детали, но Тимми только выкрикивает свое имя, и тот, кто его тестирует, говорит, что у ребенка синдром рассеянного внимания. Такое же тестирование проводят с другими учениками младших классов, но детям читают уже «Прощай, оружие» Хемингуэя. И наблюдают, что мальчики уснули во время сеанса чтения и тоже не могут ответить на уточняющие вопросы по тексту. И тогда в синдроме рассеянного внимания уже обвиняют всех детей. О чем этот пример из мультсериала «Южный парк»? Самое интересное, что в этом мультфильме во время чтения засыпают и сами взрослые. А теперь представим, что перед нами не ученики младших классов, а студенты. И мы, например, даже не Хемингуэя им читаем, например, Канта пытаемся с ними читать, объясняя философию. Совершенно другая реальность. То, что называют очень часто синдромом клипового внимания. Потому что и мы с вами часто, например, преподаватели, на научной конференции занимаются тем же самым, что школьники, пытаются себя чем-то занять. Потому что количество раздражающих факторов сейчас такое, и возможности вот этой постоянной коммуникации, быть на связи, они недостижимы для предыдущих поколений. Прежде чем... В общем, когда я готовилась к этой лекции, я поймала себя на мысли о том, что осуществила своего рода ритуал. Сначала проверила страницу на Фейсбуке, там в ленте новостей, потом открыла Инстаграм, потом открыла почту. Ну, вроде как лекции надо заниматься, но время-то уже прошло, и на Фейсбуке там что-то же изменилось. И вот мы идем по кругу. Вот если раньше можно было поставить здесь точку и сказать, что вот да, изменилось восприятие информации, и это трудность для социогуманитарного познания, то дальше мы можем сегодня ответить на вопрос «почему?». И тогда с помощью вот этого тезиса я попробую проиллюстрировать мысль о том, что сегодня профессионал в социогуманитарной сфере – это не только тот, кто знает социогуманитарное знание как таковое, а тот, кто еще и разбирается в некоторых открытых современной наукой природных основаниях нашей, казалось бы, гуманитарной деятельности. Ну, например, внимание. На этом слайде иллюстрация так называемой натуралистической парадигмы трактовки социогуманитарных наук. Что в основе наших гуманитарных интенций все равно лежит наша биология. Я хочу рассказать об одном нейротрансмиттере, нейромедиаторе, который определяет скорость передачи информации между нейронами. Это дофамин. Это вот объяснение, которое можно применить к ситуации, когда и ученые на конференции сначала в соцсети выложили фотографию, потому что если ты не отчитался, фотографии вроде как и не было, и не поучаствовал. Сейчас такой феномен поп-науки, поп-культуры, поп-образования формируется. Мы про себя должны заявлять. И студенты, наши школьники, занимаются тем же самым.
Посмотрите, может быть в основе этого отношения не то, что что-то не так с гуманитарной культурой, а то, что мы, как гуманитарии, не учитываем человеческую природу. Вот дофамин. Когда нас природа создавала, ей все равно, будем мы счастливы или нет, но она дала нам возможность быть счастливыми. Потому что вот этот нейротрансмиттер отвечает за поисковое поведение, чтобы мы могли с помощью поискового поведения удовлетворять потребности. Вот когда мозг знает, что он может получить награду, удовлетворить потребности, он выделяет нейротрансмиттер дофамин. И он приказывает дофамин мозгу сосредоточиться на достижении этой награды и любой ценой достичь результата. Прилив дофамина сам по себе счастье не вызывает, но он делает счастье возможным. Потому что мы бодры, мы увлечены, мы чувствуем удовольствие, когда, например, видим красиво приготовленную еду, ощущаем запах свежесваренного кофе, видим в рекламе, например, обещающую улыбку незнакомца, или в витрине видим обещание награды в виде скидки. Мы чуем возможность удовольствия, мы готовы его достичь. Вот за последние годы нейробиологи давали дофамину много имен: поиск, хотение, влечение, желание. Вот идея дофаминового подкрепления. Когда мы испытываем желание достичь результата, испытываем приток дофамина, мозг приказывает нам достичь этого результата, и природа изначально нас создавала такими, заботясь о том, чтобы мы могли достичь еду, потому что если бы мы были не современными людьми, а кроманьонцами, чтобы, например, удовлетворить потребность в пище, нам нужно было хорошо потрудиться, в саванне добежать, добычу удержать. Но, позаботившись о том, что у нас такая природа, природа не учла возможность социального развития. Потому что сегодня, чтобы удовлетворить пищевую потребность, нам не по саванне надо передвигаться, дойти до холодильника или до ближайшего магазина. И вот идея того, что потребности те же, способы достижения потребностей разные. И если мы хотим объединить моментальное вознаграждение с вот этим переживанием чувства победы, новые технологии – это самый лучший путь. Мы получили в свои руки с гаджетами очень мощные стимулирующие устройства, с которыми практически невозможно расстаться. Вот почему открыли Facebook, потом почту проверили, потом пообщались в чате, и мы такие же, наши дети такие же. Потому что природа у нас одинаковая. Соответственно, вот этот серфинг в интернете, в социальных сетях, он не случайно, он эксплуатирует базовую биологическую нашу систему подкрепления. Кто придумал, чтобы мы с помощью этих новых предоставленных цивилизацией возможностей на базе нашей природной биологии вот так воспринимали информацию? Те, кто хочет получить наши деньги. Разработчики компьютерных игр намеренно работают на то, чтобы дофаминовый уровень поддерживался, чтобы игроки из сети не выходили. Маркетологи говорят о том, что с помощью направленных воздействий можно поддерживать уровень дофамина, чтобы вы пришли покупать товар, может быть, не очень вам нужный, но в нужное место. Постоянный страх, который испытывает современный человек, боясь отключиться от информационной среды, боязнь, что мы упустим что-то важное. Если информация поступает в гораздо более интересной форме, как мы видим, больше соответствующей содержанию нашей природы, как гуманитарный текст, требующий сосредоточения внимания, большей личной вовлеченности на уровне не биологии, а социальных навыков, как он может конкурировать с этой средой? Вот эта структура современного сознания, с которой гуманитарная культура, и мы как профессионалы ее формирующие, сейчас вынуждена бороться. Да, говорят, что нужно искать формы, которые были бы адекватны современным детям. Может ли справиться социогуманитарное образование и наш традиционный профессионализм вот с этими новыми возможностями? Мы уже не можем игнорировать то знание о природе человека, которое дает нам современная наука. Я не сторонник биологизации. Привожу такие примеры, складывается впечатление. Я уже сказала в начале предыдущей лекции об акценте на среду,
Просто очень показательно, что ориентация на природу и на среду – это такие две крайности. Но мы не достигли пока в нашей педагогике синтеза этих крайностей. Вот если 20 век делал акцент на среду, а сейчас мы знаем много о природе человека, эти знания все время увеличиваются, мы пока не достигли синтеза, корректного соединения. Мы пока перегнули немножко в другую сторону. Отсюда может быть вот эта иллюзия биологизаторства. То есть гуманитарные науки сегодня функционируют не в принципиально иной объективной среде, а в среде принципиально иных знаний о природе человека. И вот эта мощная тенденция на учет человеческой природы вступает в противоречие с тем, что мы с вами вспоминали о трактовке природы в традициях гуманизма и гуманитаристики. Вот сегодня рассматривать эти уровни гуманитарного и биологического для профессионала как вообще разрозненные, не связанные, уже, по-видимому, невозможно. Еще один аспект, который мне бы хотелось затронуть в разговоре о профессионализме гуманитария, это вопрос об играх. Тоже очень актуальный вопрос для современной педагогики. Вот является ли адекватной формой преподавания, в том числе гуманитарных наук, соответствующей особенностям субъекта обучения, игра? Сегодня в российское образование пришел edutainment, от английского education, образование, entertainment, развлечение. Знаете, какие формы? Возраст и предыдущее образование студента, слушателей не имеют значения. Мастер-классы в непринужденной обстановке. В кафе, в парке, в клубе, в галерее. Вот в воскресенье меня организаторы баркемпа пригласили на эту особую конференцию, да, Сыктывкар известен вот этой формой, как и Киров, когда люди получают информацию в непринужденной обстановке, без формальной системы образования. Наглядно, играючи, образование становится видом досуга. Плюс повсеместное проникновение дополненной реальности, по крайней мере в мегаполисах, когда все пространство города становится пространством обучающей среды. Ну, например, на стенах домов и продукции ты можешь навести на QR-код, получить дополнительную информацию. Игровое обучение все больше сегодня начинает рассматриваться не как вишенка на торте традиционной педагогики, а вообще как сущность торта. Игра может длиться в течение длительного цикла, осуществлять подстройку под уровень образования обучающих. И в образовании грань между учебой как трудом и учебой как игрой все время стирается. И в обществе распространяется установка, что все должно быть легко, без стресса, с эффективным достижением результата. Чем дальше, тем больше из-за развития техники будет стираться грань не только между образованием и игрой, но между трудом и игрой. Посмотрите, сколько людей уже работает в сфере виртуальной реальности в удобное время в режиме удаленный доступ. Вот эта жизнь в виртуальных мирах дальше все будет больше восприниматься как норма. Именно игра становится не только способом передачи знаний, но и способом трансляции ценностных установок. Какие ценностные установки вот в этой игровой реальности становятся доминирующими? Ценность состязания, ценность игровых достижений, и эти установки переносятся в жизнь. И возникает идея, давайте мониторировать достижения в течение жизни. Да, давайте вести портфолио результатов, как результатов игры в течение жизни. Механизм управления своей репутацией становится очень важным. И в основе тоже лежит экономика. Вот в экономике, сейчас в теории экономики есть такой термин «экономика заслуг». Основная идея, чем больше пользы ты приносишь к обществу, тем больше получаешь для себя. Потому что в рыночной экономике каждый, кто оказывает другому услугу, конечно, получает за эту услугу плату, но бывает масса случаев, когда в дополнение к основной плате некая сила, обладающая ресурсом, получает еще и дополнительные преференции в виде, например, дополнительного финансирования, дополнительного субсидирования. Вот не только компания
какой-то продукт на рынке продает и получает за это деньги, у нее еще и есть репутация. И вот эта репутационная составляющая становится финансово емкой. Субсидии получает наука, образование, культура, сельское хозяйство, дорожное строительство. И для индивида реализация вот этой экономики репутации становится экономикой заслуг. Чем больше пользу ты приносишь обществу, тем больше получаешь для себя. Не только в финансовом эквиваленте, но и в статусном. Возникает некая установка, что у каждого человека должны быть развиты навыки самопрезентации. Вот современная культура – это культура успешных презентаций. И гуманитарий, как никто, этой культурой обладает. Это одно из требований к нам, как профессионалам, и это одно из требований к результатам образования. И обратной стороной этого становится некоторая неважность того, какой ты на самом деле. Главное, как ты о себе заявляешь с точки зрения твоей репутации. Вот недавно в университете мы проводили исследования по поводу ценностных установок молодежи. И за последние 15 лет у молодых людей в возрасте 18 плюс до 25 на топовые позиции в системе ценностей вышли вопросы репутации. Такого раньше не было. Вот эта идея формирования своего образа, мы говорили на предыдущей лекции, образование как образ, в том числе с помощью гуманитарной культуры. Вот эта идея как результат образования становится очень востребованной. Потому что самопрезентация связана с самореализацией, связана с индивидуальностью. У игры как стандарта деятельности масса аспектов. Например, игра повышает запрос на навыки коллективной работы. Тенденция очевидна. Повышается роль исследовательских коллективов в науке, роль политических команд, экономические и групповые организации взаимодействия. Все это требует развитых навыков, умения работать в команде. И командные проекты – это способ получения компетенций. Обратите внимание, как распространяются сегодня и возрастает значимость проектной коллективной деятельности в системе образования. И для естественно-научного, и для инженерного, и для гуманитарного образования. Уже сейчас некоторые вузы переходят на включение игр и симуляторов в итоговые аттестации, когда студент защищает не текст диплома, а некий проект в виде финального экзамена, в том числе проект коллектива. Вот эти ситуации, когда изменение общественной, социальной, культурной жизни влияет на образование, они очень различны. Возрастает, например, роль сообществ, практик, виртуальных и реальных, в качестве пространства образования через деятельность. Но, как я уже сказала, логика игры привносит за собой ценности соревнования, состязания, игровых достижений. И это чревато, это стремление к самопрезентации, обратной стороной. Когда мы, например, играем со студентами, у меня тоже есть такой опыт, я со студентами-медиками очень давно, в середине 90-х, веду курс биоэтика. В начале преподавания я часто практиковала игру. А давайте вот какая-то реальная ситуация биоэтического выбора, врач, пациент, родственник. Вот ты эту роль исполни, как вот вы будете взаимодействовать, потом поменяемся, чтобы вы могли понять позицию. И я от этих игр отказалась, потому что, анализируя результаты, я поняла, что принятие человека множества ролей и готовность самопрезентовать ту установку, которую от тебя ждут, это чревато отсутствием собственной позиции. Мне однажды студент сказал: Елена Владимировна, вы скажите, как надо. Я так и как врач поступлю. Так что значит для тебя как надо? Ну, чтобы меня, например, не обвинили в нарушении норм закона. Я говорю, ну ты же не можешь предусмотреть всех ситуаций, которые у тебя будут в профессиональной деятельности. Норма закона предельно общая. Например, у нас в законе об охране здоровья граждан сказано, что неблагоприятный диагноз должен быть сообщен пациенту в деликатной форме. Я говорю, ну понятие деликатности тебе закон не раскроет. Это конкретная ситуация. Нет, вы скажите, как должно. Вот эта идея алгоритма действий, которая идет с игрой, в том числе компьютерной, фактически способствует тому, что человек при вот этой четкой отсутствующей личной позиции, принимая на себя разные роли, не формирует должный уровень ответственности, не формирует должный уровень рефлекса.
Но много говорят о том, что если игра дает возможность пережить разные сценарии и иметь множество жизней, это как бы снижает ответственность за каждый шаг в реальной жизни. Вот это разрушение границ между игрой и трудом, игрой и образованием именно должно стать предметом профессионального социогуманитарного анализа. Мне кажется, что вот в этом аспекте профессионалы социогуманитарной сферы недостаточно внимательно анализируют новые методики образования, новые средства обучения. Почему так критически к гуманитариям относятся представители других, например, научных направлений? Вот в университете очень часто, когда я беседую с студентами-гуманитариями, они говорят: ну да, я где-нибудь скажу, что я философ. И сразу спор с физиками. Вот я-то знаю бытие на уровне атомов, а ты что можешь сказать о реальности? Почему такие продолжающиеся до сих пор конфликты между гуманитарной и, естественно, научной культурой возникают? Дело в том, что разрыв в представлении о критериях научности фиксируется с XIX века. И сегодняшний выпускник школы, часто и вуза, продолжает транслировать образ науки, который он впитал на школьной скамье через преподавание школьных предметов. Как выстраивается предметное образование? Мы в некотором смысле воспроизводим историческую логику. И из школы, например, после изучения школьного курса физики, школьник выходит с образом мира ньютоновского типа. Там лапласовский детерминизм. И в пункт А, в пункт Б вышли два поезда, и мы точно знаем ответ, где они встретились. Там, если несколько сил действуют на тело, которое по наклонной плоскости движется, понятно, что надо сложить все силы. Какая больше, в ту сторону и будет движение объекта. А если силы выровняются, объект останется на месте. Вот эта идея однозначности, строгой детерминации в определении мира становится частью культуры. Если человек не доходит, например, до уровня высшего образования, где объяснят, что вообще современная физика – это не физика Ньютона и уже даже не физика Эйнштейна с принципом неопределенности, а сложная синергетика, где малое воздействие может дать большой результат, где не сумма действий укажет нам на то, что будет, а в точке бифуркации поведения системы непредсказуемо, система может за счет малого воздействия выбрать новое качество своего развития. Когда мир в принципе не детерминирован, вот к такому образу мира система образования не очень готова. И если даже у человека нет вот этого уровня естественно-научных знаний, который изменит картину мира, то тогда задача гуманитарного образования – компенсировать за счет смыслов, за счет того, чтобы показать, как неисчерпаем предмет изучения гуманитарной науки. Вот в чем одно из отличий естествознания от гуманитарных наук? Естествознание стремится исчерпать знание о своем предмете. Вширь, вглубь, максимально детально описать и когда-нибудь поставить точку. Да, не сейчас, но в идеале. Гуманитарное знание принципиально другое. Оно не стремится к исчерпывающему описанию своих предметов. Гуманитарий существует в пространстве текстов, которые друг с другом говорят, будучи отделенными в пространстве и времени. И если в естествознании можно сказать, что текст вот этого ученого устарел с позиции сегодняшнего дня, то в гуманитарной культуре так сказать нельзя. Сократ говорит с Кантом, мы говорим с ними обоими, потому что то, что изучает гуманитарное знание, и то, на что направлен интерес профессионалов в социогуманитарной сфере, это неисчерпаемые предметы интерпретации. Все гуманитарные тексты – это тексты интерпретационные. Все зависит от оптики. Именно поэтому я говорю, что гуманитарное знание может показывать изменения оптики и формировать взгляд на мир как принципиально необъяснимый с помощью однозначных детерминистских законов. Поэтому значение гуманитария профессионала в том, чтобы в первую очередь через систему образования, через гуманитарную рефлексию в гуманитарной культуре не замыкаться в кругу традиционных проблем, показывать разные тенденции и отвечать на вызовы времени.
Но критическое отношение к гуманитарной науке может быть связано с тем, что сегодня на такие вызовы гуманитарная наука отвечает не очень активно. И, в общем-то, наверное, можно констатировать, что запроса на вот такое публичное гуманитарное осмысление современного мира, в общем-то, и нет как целого запроса. Есть запросы в отдельных сферах, и в следующей лекции вот на конкретном примере, как может гуманитарий работать над конкретными проектами с представителями других сфер знания, на примере биобанка я об этом расскажу. Но гуманитарность, как некоторый идеал культуры, сегодня не находится в центре, в фокусе внимания общества. Давайте вспомним, на прошлой лекции мы видели, что россияне поставили на топовые позиции при оценке результатов науки. Практическое, утилитарное. Вот показать, как твой высокий IQ, EQ, навыки критического мышления, рефлексивной культуры тебе помогают в прямом эквиваленте очень сложно. Еще один аспект профессионализма. Это не только углубиться в свое содержание. Это вообще-то гуманитарно оценивать все, что не связано, возможно, со сферой твоих профессиональных знаний. Но то, что имеет размерность человеческую. У меня, когда студенты в аудитории, я говорю, у вас что, реально этот мэр до сих пор? Они говорят, да. Человек занимает позицию, мы все знаем, что у нас светский характер образования, но тем не менее он говорит, я удивляюсь, что в школе. Вот это отношение к тому, чтобы не просто допускать существование другой позиции, не просто установка на толерантность, что да, есть религиозная трактовка, есть научная трактовка, а на осознанный выбор. Вот это то, что должно стать результатом работы гуманитария. Смотрите на классический, уже ставший вообще мемом пример с нынешним министром культуры. Читайте цитату из его выступления 2012 года. Мы понимаем, что он хотел сказать. Он хотел подчеркнуть, что уникальность истории нашей страны свидетельствует о том, что в нашем менталитете, в нашей системе ценностей есть какие-то особые свойства. Но зачем он говорит о том, что у нашего народа лишних хромосом? Лишних хромосом – это трисомия. Мы с вами знаем примеры. Только с трисомией по варианту синдрома Дауна дети доживают до взрослого. А при других трисомиях это либо пренатальная смерть, либо смерть в первый год жизни. Зачем такая аналогия? Он чистый гуманитарий. Но, можно сказать, это не входит в его профессиональную сферу. Но это не повод не просто ошибаться, а допускать такие грубые ошибки. Вот возможно, у гуманитария есть особая ответственность за такого рода ошибки, потому что за ними стоит некоторая ценностная установка. Вот всем известно, когда Собчак участвовала в выборах президента, очень много претензий было связано вот с конкретными ее словами по поводу характеристик нашего народа. Это фактически евгенические формулировки. И не проходит здесь ссылка на то, что она не знает, что такое Евгеника, не знает историю Евгеники, которую мы тоже с вами сегодня вспоминали. Не знает она, что путь от генотипа до фенотипа сложный, а уж путь от внешних средовых воздействий на уровень записи в генотипе вообще отрицается наукой. Однонаправленная передача информации от ДНК и РНК на белок, но не обратно. Иначе бы мы наследовали загорелую кожу, знание иностранного языка, к сожалению, физическую речь родителей. Что это? Это вот идея, связанная с попытками замкнуть гуманитарную сферу, вывести ее из-под поля взаимодействия. С чем выходит молодой человек из школы сегодня? Я уже говорила, вот отвечая на ваш вопрос, почему задача рефлексии над новыми возможностями науки и технологий актуальна. Потому что это вопрос о том, готово ли человечество при достижении более высокого уровня жизни, при достижении более высокой комфортности бытия в условиях новых технологий остаться человеком.
Я иногда студентам говорю, представьте интернет вещей. Роботы все сделали за вас. Знаете, что такое интернет вещей, да? Вот умные устройства между собой общаются. Освободилась полка в холодильнике. Холодильник дает сигнал вашей банковской карте. Перечислить деньги в магазин. Магазин осуществляет вам доставку, дроны полетели. Я спрашиваю студентов, а вы чем будете заниматься? Студенты обычно говорят, я буду спать. Я говорю, хорошо, ты неделю поспишь мне, а дальше? Вот сформировать представление о том, чем человек может себя занять из позиции своей природы, а не по необходимости откликаясь на то, что предлагает социум. Вот она задача социогуманитарных наук. Найти смыслы. Не в том, чтобы один раз и навсегда определить, что такое человек, социум, мораль. Я уже сказала, что все предметы гуманитарных наук неисчерпаемы принципиально. И за это нас ругают, гуманитариев. Потому что у вас может быть так, а может быть иначе. Вы скажите, как правильно. Да, все были преподаватели гуманитарных наук в позиции, когда студент требует от нас такого же точного ответа, как, например, на уроках математики или физики, где вот этот ньютоновский вариант мира. А наша культура принципиально другая. И вот здесь вопрос о том, может ли профессионал-гуманитарий в чем-то быть абсолютно успешным, в чем-то конкретном. Вот я считаю, может. И поэтому на следующей лекции мы поговорим о реальных проектах, в которых может принять участие гуманитарий как профессионал и быть востребованным не просто своим трудно монетизируемым потенциалом социогуманитарной культуры, а быть востребованным реально, в том числе в прагматической точке зрения, в гуманитарных ответах на вопрос, что такое человек, на что я смею надеяться и как человеку должно жить. Мы с вами расстаемся на перерыв. У нас время отдыха с 12:50 до 13:30. В 13:30 следующая лекция «Инженеры-гуманитарии. Какие проекты можно делать вместе». Я буду рассказывать о биобанках. Если вы не знаете такого слова, то это один из проектов, который реализует сейчас Московский университет, биобанк. Я буду говорить о социальном измерении, гуманитарных последствиях роли гуманитария в биобанках. А если не на этой лекции, тогда очень приглашаю вас на лекцию в 15. Это будет такая встреча, мы будем читать золото. Спасибо, прерываемся. Со спортсменами, у которых, конечно, это вот тоже такой интересный, как я не говорила, потому что люди эмоционально что-то понимают отношения к миру. Нам иногда трудно морально оценить, но нравится или не нравится, мы принимаем решение быстро, это наша биология. Но сейчас им интересно, они настолько... Это как, знаете, как терминаторы, как какие-то один фильмы, это вся культура. Вот так системно, шаг за шагом, сформируется представление о норме. То, на чем очень долго держалась гуманитарная. Это человек, это нет. Этой нормы нет. Надо искать заново. Социогуманитарное знание, которое просто если, например, понятие кишечный мозг. Это та биота, которая в нас, и которая очень сильно действует на нашу
данные, что если люди заражены токсоплазмозом, да, заболевают, когда много кошек, колония, да, то, например, они в 5 раз чаще попадают под мозг. Тогда возникает вопрос, если свое поведение не так свободны, как думала жизнь гуманитарная наука, а мы подчиняемся чему-то в нас, вот этой чуждой природе, у которой генов больше, чем у нас. Это вообще новая необходимость свободы, ответственности, в том числе правовой. Если известно, что Y-хромосома связана с высокой агрессивностью, она может быть за уголовный кодекс. И вот как с этим статусом через 20-30 лет ключевая задача юриста будет в том, чтобы разбираться с этими существами с точки зрения статуса. Вот сейчас темп изменений такой быстрый, что, как я уже сказала, гуманитарные науки немножко отстают. Вот мы все в своих этих обоснованиях высокого, духовного. А мне кажется, сейчас связка и профессионализм гуманитария в том, что вот это видеть и отзываться на современные. Кажется, что, может быть, я не так много об этом говорю, но мне кажется, что это интересно. Самая заинтересованная сидят здесь. Кто не смог прийти? Да понятно, вопросы не задают честно.
Владимир, добрый день. Вы пообедали? Спасибо, все хорошо. Не прохладно вам? Нет, нормально. Как раз мы туда направим. Что получаем в качестве? Я сейчас попросила наших коллег посмотреть чат. Отключениями сказали около 30 отключений. Ой, хорошо, это очень Да, хорошо. мне Конечно, кажется, хорошо. для июня, для такого времени, когда учителя уже все настроены на отдых, Вы это знаете, очень хорошо. онлайн-трансляция, она, конечно, имеет результат. Вот, и важно, что у нас есть муниципалитеты, которые не могут приехать. Конечно. Я вам потом Столько могу стоит. ссылочку. Да. Не сбросьте. Но если вот будут вопросы в чате, чтобы Да. я ответила, чтобы люди чувствовали, да, что что они тоже с нами. Конечно. Я попросила Александра Михайловича, потому что он был здесь, я говорю, что не видел. Он здесь не видит сразу, ему смотреть, поэтому я думаю, что Конечно, конечно. Но тогда мы перед началом с ним, да. чтобы я в рамках третьей лекции Может могла, быть, конечно. Я тоже реагировать. подключалась, я была в кабинете, когда я подключалась, очень хорошо. Я сейчас вот не Очень. Коллеги. Вопрос. Думаю, да, большая аудитория, это тоже вот как-то люди, вот, может быть, под разными мотивами пришли, а здесь заинтересован именно прийти на очно. рабочий. Ну, будет приходить 12 Ну вы приходите. Я прям вот жду, чтобы вы Да, расслабились. я очень Вы в таком напряжении, еще и вчера с коллеги, сегодня да, приходите. Прям обязательно. вот обещаю расслабление, просто. Знаете, я сама с таким удовольствием, у меня будет это, как бы, третий повтор этой лекции, я ее готовила январским каникулам, был такой цикл «Философы читают сказки», прям вот на открытой площадке в Москве. И я готовилась, и вот мне предложили сказку «Золушка», и вся семья моя пошла поддерживать, и мама с мужем. Ну, мы тебе не хотели говорить, но мы вообще думали, что ты будешь делать, что ты будешь Золушку читать? У меня муж как сел, не хватило места сказать, он сел перед. Он 2 часа не отрывался, он мне потом 2 недели цитировал мою лекцию. Вот я на это обратила, на это обратила внимание, на то, прям вот уже второй раз я повторяла в майские праздники для друзей. Просто потому что в России, да, и как-то у меня личностное отношение сложилось с этой темой, как люди расслабляются и немножко по-другому начинают смотреть это на мир. важно. Это зашоренное сознание, Да, наше по шаблонам, так хочется выйти. Выходите, прям вот вас жду, Обязательно. расскажу про вас, как про блондин. Вот прям обещаю, лайфхак «Золушка-блондин». Слушайте, лайфхак важно. Да. Нет, Хорошо, я всегда с практической ориентацией. У нас 50 это из университета. Вот один из вопросов, потому что он подключался, он говорит, хочу еще именно другую еще ауру. Я говорю, хорошо, аура другая, Конечно. это восточная. Все, отдыхайте, не волнуйтесь, занимайтесь в своем графике. Хорошо. Я тут отвечаю на все эти рабочие. Хорошо. В 3 часа я... Да. Александр Николаевич, Вопрос. Да, если есть возможность, чтобы я
хочу вас познакомить с Владимиром Валерьевичем Мироновым, который является проректором по научно-инновационной деятельности нашего опорного вуза. У нас было мое заключение, но Владимир Валерьевич решил лично прийти именно Вчера услышал и прям аж попал. Даже вот сейчас вот останусь. Оставайтесь. Мы с вашей Ольгой Александровной знакомы с 2014 года. Мы вчера с ней как раз вспоминали вот в этом форуме ОНФ-пенсии, как раз вот она совершила мою здоровье. С тех пор, да. Ну, вы еще по линии ОНФ, да? Ну, не, это был такой вот этап в жизни. Я просто попала на этот форум не как эксперт. Будет тоже всех там дискуссии, проблем воспитания. Он слышит до таких еще сегодня вот лекция про организацию. Вот это. Вот я сейчас заинтересованы. Будем стартовать. Вопросы какие-то были? Отлично. Вы знаете, да, где-нибудь? Не знаю. Потом как закрыть? Все, я закрываю, как обычно, интернет. У нас началась уже трансляция.
у нас время продолжить работу. Мы продолжаем цикл лекций, которые мы посвятили общей идее, представлению о человеке, который очень сильно трансформируется под влиянием современной науки, технологии. Мы говорили о том, как современная система образования, в том числе социогуманитарного, реагирует на эти вызовы. Какие задачи сегодня стоят перед профессионалом в области социогуманитарной сферы. Мы работаем в режиме прямого общения с коллегами. Спасибо вам, что вы в этой аудитории. И у нас подключены люди по трансляции. Я хотела бы начать лекцию с ответов на вопросы, которые поступили от тех, кто не имел возможности задать вопросы в очном формате, а написал через чат. Всем привет, немножко попритесняем технарей. Я так свою задачу не формулировала, я говорила о том, что очень сбалансированы сегодня интересы социогуманитарного, инженерного, технологичного знания, именно потому, что возникает общая задача переосмыслить возможности человеческой цивилизации в связи с тем, что технари начинают претендовать на распространение идеи улучшенной реальности на человека. Вопрос, как вы относитесь к инклюзивному образованию. В отсутствии тьюторов одному учителю очень сложно работать в классе, в котором есть особенные дети. Конечно, отношусь как и ко всему системно, с осторожностью, примерно так же, как я отношусь к игровым технологиям, о которых я рассказывала на предыдущей лекции. Все уместно в должное время, по должному поводу и в должной степени. К сожалению, когда мы пытаемся решить какую-то проблему, ставим ее в центр нашего внимания, мы склонны к абсолютизации решений. Мне кажется, сегодня то, что происходит по выравниванию вот этой попытки инклюзию включить в полном объеме в нашу традиционную систему образования, это нужно поддержать. Потому что, конечно, речь идет о комплексном решении задачи и подготовку учителей, преодоление сложностей, о которых пишет автор вопроса, и готовность среды школы, и готовность родителей, и готовность вообще детей принять в свой коллектив детей с особенностями. Интересно было бы узнать о возможностях совместных проектов в области педагогики. Не очень понимаю из вопроса, что значит совместный. Если вопрос адресован ко мне как представителю Московского университета и философского факультета, еще раз скажу, что МГУ ведет отдельный сайт МГУ школе, где размещается информация о всех мероприятиях для учителей. Это съезды учителей-предметников, программы повышения квалификации, летние школы, причем учителям из регионов по заявкам представляется место в общежитиях Московского университета за очень небольшую плату. Я, например, веду программы, ориентированные на учителей обществознания, и готова к совместным проектам в этой области. Елена Владимировна, как вы относитесь к проекту «Умник»? Гуманитариям сложно в него вписаться, в основном это связано с технологией. Вот ответ на этот вопрос фактически будет дан в лекции, которую мы сейчас начнем. Я бы хотела на примере конкретного проекта именно инженерного, технологического, связанного с биобанками, на материале моего собственного опыта включения в этот проект, рассказать о том, как конкретно может гуманитарий не притеснять, не ставить себя выше, не чувствовать себя в подчиненном положении в сравнении с тем вниманием, которое уделяется технологиям, а на равных фактически работать над решениями очень актуальных социальных задач. И буду я это делать на примере такой новой институции, которая соединяет научные и технологические задачи, это биобанки. Начну я с небольшой личной истории. Вот эту фотографию я сделала в 2012 году в Аргентине на одной из площадей Буэнос-Айреса, на площади Майя. Я увидела большой плакат и, признаться, при первом взгляде не очень поняла, кто на нем изображен. Женщины в белых платочках. Коллеги мне рассказали историю. Мы, наверное, не очень хорошо знаем историю Латинской Америки. Для нас сейчас на фоне футбольного чемпионата Аргентина – это страна футбола. Это страна очень тяжелой судьбы исторической в 20 веке. В 1976 году в Аргентине произошел военный переворот, и к власти пришла военная хунта. Была провозглашена политика национальной реорганизации. Другое название – «Грязная война». То есть Аргентина находилась на грани гражданской войны, и для того, чтобы предотвратить такие прямые конфликты, хунта избрала политику террора.
За время нахождения хунты у власти порядка 30 тысяч человек были арестованы, люди подвергались пыткам, расстрелам, даже практиковались так называемые самолеты смерти, которые поднимались над Атлантическим океаном, и заключенных сбрасывали с этих самолетов. Выжившие оказывались в секретных центрах, держались под стражей, и политика была такой, что об исчезнувших людях не сообщалось. Очень многие семьи оказались разлученными. В том числе разлучены были с детьми женщины, которые родили детей в заключении. Сначала были данные о том, что порядка 500 детей потеряли связь с семьей, потом по мере накопления материала число этих детей увеличивалось, и власть очень жестко подавляла всяческие упоминания, вселяя в людей ужас при одной только мысли о протесте. И однажды 14 матерей 30 апреля 1977 года вышли на площадь в белых платочках. Это были на самом деле пеленки, повязанные на голову. В декабре тело женщины, которая стала инициатором этой акции, было найдено на побережье Буэнос-Айреса. Только в 2005 году было идентифицировано и захоронено. И вот начиная с 1997 года практически еженедельно на эту площадь выходят женщины, которые потеряли своих детей. Они обратились к католической церкви, стали просить помощи у мирового сообщества, стали привлекать внимание к вот этой проблеме разделенных детей. Таких детей оказалось уже порядка 9 тысяч. Матери говорят о том, что там вообще может идти речь о 25-30 тысячах. И после падения хунты Государственная гражданская комиссия для того, чтобы соединить семьи, обратилась к генетикам. И вот после этой истории в Аргентине я впервые услышала слово «биобанк». Потому что моя коллега, которая занималась биоэтикой, по приглашению которой я, собственно, в Аргентине оказалась, а мы познакомились на конгрессе по биоэтике в Иране, рассказала, что она работает в биобанке и как гуманитарий занимается сопровождением деятельности биобанка. И когда Московский государственный университет получил поддержку проекта, связанного с созданием научных основ национальных банков депозитариев живых существ, я возглавила группу гуманитариев, которые разрабатывают научные основы сопровождения функционирования и создания биобанков. Потому что я буду дальше рассказывать о том, что такое биобанки, расскажу об истории нашей страны. Еще не все люди на слуху этот термин вообще имеют. Мы больше знаем о том, что вообще биология развивалась, создавая коллекции биологических образцов. То, что называют, например, гербариями. Классический пример. Источники этих коллекций можно найти, начиная с 17 века. То есть естествознание только в 17 веке при формировании новой европейской науки начинает осознавать значимость коллекций. Гербарии сыграли очень большую роль в структуре естественной истории. При образовании парковых комплексов современной Европы, когда парки играли роль не только мест для отдыха, но и одновременно выполняли несколько задач, в том числе научные и образовательные задачи, представляя биологическое разнообразие, разрабатывая методы исследования. И один из первых образцов преобразования парков вот в такие места науки и практики – это был пример университетского ботанического сада в Упсале, когда в 40-х годах XVIII века небезызвестный Карл Линней, изображение которого вы видите на слайде, создатель бинарной номенклатуры живых существ, когда первое латинское родовое название пишется с большой буквы, а второе маленькое видовое, бинарная номенклатура, как раз предложил новую систему классификации. Он сформировал представление о том, что есть 24 класса растений, каждый из классов делится на отряды, и с помощью примера ботанического сада, создавая коллекцию, он пытался создать наглядную иллюстрацию вот этим идеям систематики. Его система активно использовалась с середины XVIII века до середины XIX, а в учебной литературе даже до конца XIX продолжала воспроизводиться. С позиции современной биологии система Линнея имеет несколько искусственный характер.
но для своего времени и для практического использования она была вполне пригодной. И наш известный биолог Николай Вавилов называл систему Линнея, хотя и искусственной, но гениальной. И вот под эту идею был организован конкретный ботанический сад, как упорядоченная коллекция, иллюстрирующая биоразнообразие. Вот продолжая эту логику, биобанки являются современной формой упорядочивания биологических знаний. Биобанк – это и явление, и понятие очень новое. В литературе термин «биобанк» стал появляться только с середины 90-х годов. Впервые в 1996 году до 2000-х годов термин широко не употреблялся только в специализированной научной литературе. И до сих пор терминологически используются в качестве синонимов несколько слов: биобанк, биохранилище, центр биоресурсов. Все эти слова обозначают, несмотря на отсутствие единства, ситуацию, когда коллекции биологических материалов от целостных объектов до уровня клеточного и молекулярного структурированы, и с этими коллекциями связаны данные. И коллекции и данные используются для проводимых в настоящее время исследований. А главное, в силу того, что образцы, например, криоконсервированы и могут храниться достаточно долгий период времени без утраты качеств, эти коллекции могут быть использованы в отдаленной перспективе для таких исследований, цели которых пока в науке вообще не сформулированы. Биобанки могут содержать разные биологические образцы, включая ткани человека, животных, клетки бактериологические культуры и даже образцы окружающей среды. Если биобанк ориентирован на хранение человеческого биологического материала, то помимо, собственно, биоматериала и описания его в виде базы данных, биобанки содержат информацию о доноре, например, о тех заболеваниях, которыми он страдает, чтобы можно было сопоставлять фенотипическую картину заболевания с его генетикой, демографические данные, сколько лет человеку, в какой географической области он живет, каким воздействием в течение жизни подвергался, как он лечился, сведения о лечении, о клинических исследованиях и так далее. Вот у биобанка два основных образца. Это, собственно, упорядоченная коллекция и данные, которые описывают эти коллекции. Биобанки очень разные. Посмотрите на слайд. Можно выделять биобанки по масштабам коллекции и принципам отбора образцов. Например, сегодня в мире очень популярны так называемые популяционные биобанки. Они описывают биоразнообразие в каких-то локальных популяциях. Вот здесь надо вспомнить биологический смысл термина «популяция». Например, население Москвы не является популяцией. Популяция – это не локальное месторасположение представителей одного вида. Основной биологический критерий популяции – это воспроизводство генетического материала внутри вот этой замкнутой группы. В каких случаях создаются, например, человеческие популяционные биобанки? Есть конкретный пример. Датский проект изучения населения Фарерских островов. Локальная популяция, воспроизводимая внутри себя, для того, чтобы изучить генетическое своеобразие населения этой территории и выявить, какие наследственные заболевания связаны с этой локальной местностью. Такой же биобанк, аналогичный по популяционным целям, существует в Исландии. Более распространены так называемые клинические биобанки, когда собирается материал, связанный с конкретными заболеваниями, например, онкологическим. Вот когда происходит клиническая оценка образца, например, взятого в ходе биопсии у конкретного пациента, его клетки сравнивают с так называемыми идеальными образцами клеток, чтобы выявить тип опухоли, и эти образцы хранятся в клинических биобанках. А дальше коллекции упорядочены по фенотипическим признакам. Симптомы, истории болезни, возраст заболеваний и так далее. Также в мире распространены банки редких болезней, когда частота заболевания, называемого орфанным,
популяция достаточно низкая, но тем не менее надо искать средства борьбы с ними. Вот примером такого биобанка является, например, биобанк Японии. Там собираются образцы крови и ДНК для того, чтобы выявить связь между генетикой человека, заболеванием, реакцией на медикаменты. Этот банк специализирован по 47 заболеваниям. Это не просто вообще вся онкология, а конкретные, локальные, редкие болезни. Есть разные банки по источнику финансирования. Есть поддерживаемые государством банки. Примеры вы видите на слайде. Есть частные биобанки. Есть банки, которые возникают в партнерстве государства и бизнеса. И они очень разные по масштабам. Есть национальные биобанки, есть биобанки, развивающиеся в рамках интеграционных проектов, например, международный проект Евробиобанк. 12 биобанков разных стран. Это рождает определенные проблемы, связанные с доступом к информации. Мы эти проблемы дальше опишем. Есть биобанки, различающиеся по источникам материала. Самые большие биобанки функционируют на базе клинических материалов, когда человек в рамках собственной терапии или профилактического обследования, сдавая анализы, дает разрешение на то, чтобы взятые образцы были использованы не только для диагностики его заболевания, но и для исследовательских целей. Есть биобанки, которые не выполняют терапевтической функции, то есть не ожидается, что для данного конкретного пациента будет предложено что-то конкретное, облегчающее его заболевание. Это исследовательские проекты. Образцы специально собираются под какую-то исследовательскую задачу. Они могут быть образцами, взятыми у пациентов, но целью является именно исследование, не терапия. Очень распространены биобанки в рамках судебной медицины. Это все, что связано с идентификацией людей, в том числе людей, погибших в разного рода катастрофах, с оценкой генетического статуса лиц, совершивших тяжкие преступления и так далее. Но основной драйвер развития биобанков – это не биомедицина в целом, это фармацевтическая сфера. Эта сфера высоко коммерциализованная. И ясно, что в ней преобладают частные интересы, частное финансирование. И поскольку перспектива развития и медицины, и фармации – это персонифицированная медицина, в которой мы не будем приходить в аптеки, где есть лекарства, пригодные для всех, доступность расшифрованного генома позволит сделать медицинские и фармацевтические воздействия целевыми. Так вот, фармацевтическая промышленность для того, чтобы проводить исследования на всех этапах разработки новых препаратов, новых средств лечения, а также тестировать, например, образцы косметической промышленности, например, аллергий, возможных реакций, нуждается в том, чтобы иметь идеальные стандартизированные выборки коллекций для того, чтобы отслеживать и безопасность, и эффективность. Вот в зависимости от источника материалов и в зависимости от источника финансирования получается, что биобанком можно называть и огромные межнациональные проекты, и национальные банки типа Банк Великобритании, которые содержат структурно упорядоченную и постоянно обновляемую коллекцию примерно от 500 тысяч доноров. А можно биобанком называть какой-нибудь локальный холодильник, который установлен в локальной лаборатории, где хранятся, например, образцы слюны или крови. То есть биобанками сегодня называют несопоставимые по информационной мощности и по потенциалу новые институции. И, соответственно, возникают разного рода риски в этих биобанках. От нарушения приватности персонифицированной информации до вообще появления нового инструмента для политического обеспечения некоторых проектов. Я дальше приведу примеры. Поскольку биобанки разные, возникает необходимость оценки разных режимов доступности к информации и к материалам, которые хранятся в биобанках. Если биобанк собирался под конкретный, например, личный проект научный какого-либо исследователя, то, как правило, информация из этих банков недоступна для других исследователей.
Заинтересованы исследователи в том, чтобы запатентовать, перевести свое знание в коммерчески продаваемый продукт в виде патента, результат. Есть университетские банки, когда результаты доступны группе исследователей, относящихся к этому университету. Соответственно, региональные, национальные и международные биобанки. И возникает дополнительная проблема, как обеспечивать режимы доступа к этой информации. И эта проблема особенно острая, как мы понимаем, когда нужно преодолевать межгосударственные границы со всеми особенностями отношений между странами. Как устроен биобанк? Значит, биобанк – это, собственно, хранилище, которое создается под определенную идеологию, цель биобанка, где выстраиваются определенные правила забора образцов, и это получает свое обоснование. И биобанки нацелены на определенные направления развития, исследовательское, коммерческое. Особенность биобанка в том, что эти направления часто смыкаются. Поэтому биобанк лежит на границе коммерческой деятельности часто и собственной исследовательской деятельности. Кто заинтересован в развитии биобанков, такой термин используется сегодня, стейкхолдеры. В том, чтобы биобанки были и функционировали они правильно, конечно, заинтересованы люди. Тот, кто становится донором биологического материала, в первую очередь с возможностью решения каких-то конкретных терапевтических задач. Чем я болен, какая вероятность возникновения заболевания при такой генетике у моих детей и так далее. Операторы биобанка – это те люди, которые участвуют в определении целей. Ну, например, руководство фармацевтических компаний. Они же часто выступают конечными бенефициарами. Пользователи – это исследовательские группы, отдельные личности, ученые, которые работают с биобанками. Биобанк – это всегда очень серьезная технологическая инфраструктура. Вот в первой лекции сегодня я употребляла термин «технонаука», когда наука для своего развития нуждается в развитой технологии. Не просто знание переводится в технологию, а когда условием получения знания становится развитая технология. Вот любой биобанк – это очень сложная система криоконсервации, создания этих криоконсервирующих установок, хранения. То есть в биобанке работают вместе ученые и инженеры, обеспечивая работу друг друга. И уже нельзя, еще раз повторю, ни во времени, ни в пространстве эти работы оторвать. Вот ученый сделал результат, дал на практическое применение. Сегодня это соединяется в одной технологической инфраструктуре. И в зависимости, конечно, от модели функционирования биобанка возникают разные ограничения на стратегии развития биобанков и на отношения между разными людьми, донорами, исследователями, инженерами и учеными, в зависимости от правил регулирования отношений между ними, которые как раз задаются в первую очередь типом биобанка. И вот задача гуманитария поучаствовать, посмотрите последний пункт, в разработке некой системы регулирования биобанков, связанной в первую очередь с системой ценностей, с этическими стандартами, которые касаются взаимоотношений биобанков с людьми, ставшими донорами биологического материала, а также этические стандарты внутри научной деятельности, отношения между исследовательскими коллективами. Поскольку биобанки функционируют в некой особой социальной среде, к задачам гуманитария, я дальше поясню это на примерах, относится и так называемая задача научной коммуникации. Потому что биобанки как институции могут развиваться, и это особенность современной науки, только при общественной поддержке. Если люди понимают, куда они отдают свои материалы, готовы по разным основаниям стать частью исследовательских проектов. Возникает очень интересный феномен, которого раньше в науке не было. Когда практически каждый индивид может стать субъектом, участником научного исследования. Вот эксперименты сегодня, а биобанки, конечно, экспериментальные институции, распространяются так сильно, что фактически ни один человек не может сказать: я никогда не буду участвовать
биомедицинских экспериментах. Ведь залог эффективной работы биобанков в большом количестве образцов, чтобы статистически можно было обрабатывать, ища, например, закономерности, связи между какими-то генетическими вариациями и, например, заболеваниями. То есть развитие биобанков, происходящее в социальном контексте, очень нуждается в выстраивании проектных взаимоотношений между разными стейкхолдерами и биобанком, и обществом в целом. Как я уже упомянула, Московский университет реализует достаточно большой инфраструктурный проект под названием «Научные основы создания Национального банка депозитария живых систем». В рамках этого проекта работает несколько научных групп. Группа растений занимается оцифровкой гербария Московского университета. Он сейчас доступен на специальном ресурсе, который рассказывает о результатах Московского университета, достигнутых по реализации этого проекта. Группа, соответственно, микроорганизмы работает с этой группой объектов. Вот мы работаем в рамках направления биоматериал человек. Группа гуманитарного сопровождения, даже из того, что я сказала, конечно, по широкой деятельности выходит за пределы обсуждения проблем, собственно, биоматериала человека, но ключевой фокус возникающих этических, ценностных, непростых ситуаций связан именно с человеком. И вот задача моей группы: работаем мы в междисциплинарном коллективе, философы вместе с психологами. Входит разработка концептуальных основ биоэтического сопровождения биобанков. Анализ биобанков показывает, что мы имеем дело с еще не до конца оформленным, высокой степени сложности образованием, где есть технический, экономический, коммуникативный, правовой, этический, социальный и политические компоненты. И они требуют согласованного решения в рамках конкретного биобанка, тем более, когда Московский университет разрабатывает концептуальные основы создания Национального банка депозитария. У этого проекта есть второе название, краткое – Ноев ковчег. То есть речь идет фактически о создании банка материала и данных, описывающих наше биоразнообразие на уровне разных видов живого, включая человека. При этом, когда биобанк начнет функционировать, то это функционирование будет зависеть от решений, выходящих далеко за пределами локальных профессиональных задач. Вот я в предыдущей лекции подчеркивала, что быть профессионалом в социогуманитарной сфере сегодня – это значит видеть разные контексты, не только контексты функционирования, собственно, гуманитарного знания. И значит, требуется междисциплинарное обсуждение, когда не только специалисты должны договариваться друг с другом, инженер с ученым, гуманитарий с инженером, но еще и сообщество профессионалов-ученых должно искать способы диалога с обществом как целым, при условии, что возрастает значимость суждения конкретного человека, который может не быть специалистом в конкретном. Вот все это вместе на Западе, где первоначально возникли биобанки, называют социогуманитарной экспертизой или социогуманитарным сопровождением. В первую очередь в странах Евросоюза и Северной Америки гуманитарное сопровождение биобанков стало самостоятельным интеллектуальным проектом. У нас в литературе часто используется понятие социогуманитарная экспертиза. Обычно, когда мы говорим экспертиза, мы подразумеваем, что у нас есть какой-то образец, и мы какую-то ситуацию, поведение, явление сравниваем с образцом. Вот если мы говорим о биобанках, то экспертиза – это не процедура оценки. Потому что, биобанки только складываются, и идеала не сложилось. Потому что биобанки все очень разные по целям, финансированию, стейкхолдерам. Но самое главное, что на примере биобанков
мы имеем дело с формированием нового типа институций, соединяющие исследовательские, прикладные, часто финансово очень размерные задачи. И биобанки настолько разные, что единой оценки быть не может. Плюс биобанк порождает такие ситуации, которых никогда раньше не было. Я приведу дальше примеры, и в отношении которых традиционные способы оценивания, например, через сложившиеся ценностные матрицы, ценностные иерархии, просто не работают. Поэтому социогуманитарная экспертиза – это скорее не оценка, а отдельное исследование. И социально-гуманитарное сопровождение создания и функционирования биобанков – это поиск, исследование, формирование самого образца с учетом сложности и гетерогенного характера биобанка. Современные биобанки – это не нейтральные места, нейтральные с этической точки зрения места складирования биоматериалов. Это не этически нейтральные места воспроизводства знания, производства нового знания. От постановки задач биобанка что изучать? До интерпретации результатов все этапы работы с генетическим материалом очень сильно гуманитарно размерны. И мы не можем сказать, что любое знание есть благо. Это была новоевропейская установка. Знание – сила. Чем больше ты знаешь, тем сильнее твоя власть над природой. Вот когда работают биобанки, знание принципиально не является этически нейтральным. Потому что это знание о некотором фрагменте человеческой телесности, например, генах, которые отчуждены от человека, стали в какой-то степени самостоятельной частью. И вот эти новые технологии, позволяющие манипулировать с этой отчужденной от человека частью, например, криоконсервация, когда работает масс-спектрометр, когда расшифровывается через секвенирование структуры генома, когда обрабатывается информация в виде биг-даты сложных массивов данных. Все это приводит к тому, что новые технологические возможности формируют зоны неопределенности, зоны высокого риска и вносят вклад в то, о чем мы говорили на первой лекции, в размывание заданных границ понимания человека. Поэтому и возникает проблема, вынесенная в заглавие лекции, как соединить вот эту гуманитарную размерность работы биобанков с прикладными научными и практическими задачами. Что могут вместе ученый, инженер и гуманитарий? И здесь, как вы видите на слайде, два аспекта. Для чего биобанку нужен гуманитарий? И интересно, что может дать гуманитарному знанию вообще существование биобанков. Вот я сейчас попытаюсь показать на примере конкретных гуманитарных наук вот это взаимное пересечение проблем. Биобанк как новая институция для гуманитарного знания и гуманитарий для биобанка. Начну я немножко издалека с исторического примера, на базе которого можно показать основную проблему существования биобанков, проблему работы с отчужденным человеческим биоматериалом. Вы видите на слайде, увеличенное в 1000 раз, изображение объекта, с которым достаточно уже давно работают представители биомедицинского знания. Это линия клеток, получившая название ХИТа, по первым буквам женщины, ставшей источником, если так можно говорить, о биологическом материале для этих клеток. Вы видите фотографию этой женщины. Это красивая, достаточно чернокожая американка Генриетта Лакс, которая жила в небольшом городке в Южной Вирджинии вместе с мужем и 5 детьми. И в феврале 1951 года она обратилась в госпиталь. И врачи ей поставили диагноз – рак. Она, несмотря на радиотерапию, умерла в возрасте 31 года. И врачи этого госпиталя отправили полученные с помощью биопсии клетки этой женщины руководителю лаборатории исследования клеток тканей в госпитале Хопкинс.
Эти клетки стали культивировать, естественно, вне организма этой женщины, и стали наблюдать, что эти клетки, обозначенные акронимом ее имени, размножались гораздо быстрее клеток из нормальных тканей. И злокачественная трансформация этих клеток их сделала бессмертными. У них отключилась программа подавления роста, программа, запускающая внутренние механизмы старения клеток. И раньше этого не наблюдали вообще ни с какими другими клетками. И вот культивирование этих клеток открыло новые возможности для биологии и медицины. Потому что до этих клеток никогда раньше исследователи не могли считать полученные результаты достоверными. Потому что все работали на разных типах клеток, получали разные результаты, их нельзя было сопоставлять. А культивируя эти клетки, ученые получили линию. Ну, конечно, они в конце концов когда-то погибали, но они воспроизводились и стали идеальным, в смысле стандартизированности, образцом для, например, проверки воздействия тех или иных препаратов на онкологически пораженные клетки. А когда обнаружили, что эти клетки вообще переживают даже, когда их посылают по почте, и эти клетки стали доступны разным лабораториям мира, их растиражировали, получили идеальную шаблонную линию, но имя женщины, от которой эти клетки взяты, долгое время не афишируют. Когда, как вы помните, в конце 20 века возник проект «Геном человека» и стали говорить о секвенировании, о расшифровке клеточного генома, группа ученых разыскала родственников этой женщины и запросила образцы ДНК для того, чтобы произвести секвенирование. И то, что долгое время было тайным, стало явным, и родственники женщины поставили вопрос. Значит, вы использовали эти клетки, вы ученые, на протяжении десятилетий. Фармацевтические компании получали огромные прибыли, проводя эксперименты и выпуская на рынок образцы, а дальше промышленные партии медикаментов, которые были разработаны на базе использования этого. Мы ее генетические родственники. Родственники поставили вопрос о материальной компенсации. Семья до сих пор живет в не очень хорошем достатке. И материальная помощь была бы кстати. Но тех людей, которые забрали эти клетки изначально, уже нет в живых. Медицинская академия и другие научные институции обсуждать проблему отказывают. И возникает очень тонкий этический вопрос. Женщина уже умерла, а ее клетки бессмертны. А она вообще рассматривала такую перспективу бессмертия? Это же фантастическое ощущение, когда часть живого человека, искусственно растиражированная, наверное, уже не 1 миллион раз, пробует на вкус лекарства, которые на ней тестируются. Да, предварительные испытания на животных, но это работа на молекулярном уровне, а не на уровне целостного человека. И что это отменяет вопрос о праве человека распоряжаться собственной телесностью? Вот после этой истории, собственно, в мире, в мировой науке и была актуализирована проблема получения согласия доноров на хранение и разного рода манипуляции, в том числе с исследовательскими целями, с биологическим материалом человека. Вот согласитесь, мы на уровне массового восприятия не готовы к тому, чтобы оценивать проблему манипуляции с биоматериалом как значимую для нас. Ведь никому в голову не идет идти в лабораторию забирать, да, то, что осталось от нашей крови после того, как мы сдали лабораторный анализ. Мы к отчужденным продуктам нашим биологическим относимся иначе, как к вот нашей замкнутой телесности. Но с точки зрения философской вопрос о том, что такое части целое, и в какой степени человек правомочно распоряжаться своей целостностью и своими частями, это вопрос очень актуальный. Потому что сегодня на базе генетических знаний, смотрите, я обозначила только основные направления, что можно. Разрабатывать методы генодиагностики, то есть создавать методики
персонифицированной медицины. На это сейчас делается упор в медицинской политике большинства стран. Проводить разного типа диагностики, включая перинатальные, дородовые, доклинические. Иметь точное представление о том, что входит среднестатистически в норму, потому что все уникальны, значит, норма среднестатистическая в биомедицине. Что такое патология? Можно разрабатывать абсолютно точные способы идентификации личности. Это уже не классическая дактилоскопия, а геномное определение. Складываются экспериментальные клинические основы для того, чтобы можно было воздействовать на наследственные и ненаследственные болезни, выявляя их на ранних стадиях. Развивать фармакогенетику, когда фармацевтическое воздействие не на организм в целом, а на гены, например, чтобы выключить какой-то ген или наоборот заставить его работать. И фактически это переход к новому типу медицины. Медицине профилактической, предиктивной. Вот сегодня мы приходим на прием к врачу, и мы говорим: доктор, у меня такие симптомы. Какой вы диагноз мне можете поставить? Чаще всего доктор разговаривает не с нами, как с целостной личностью, а говорит: сдайте такие анализы, смотрит на объективные показатели, то есть фактически лечит болезнь, а не больного, как призывал Гиппократ. И вот объективированность медицинского знания становится сегодня трендом, а возможности манипуляции на уровне генетических данных изменят вопрос, который мы можем адресовать врачу. Мы пойдем с расшифрованным геномом. Помните, я приводил пример. В барах Лондона обмениваются геном. Приходим к доктору с флешечкой и говорим: доктор, вот у меня геном такой. Чем я могу заболеть при моем геноме? Почему это касается человека? Почему это философский вопрос? Вы представьте себе, у нас же способ идентификации «кто я» – это всегда отсылка к будущему. А здесь будущее становится не просто абстрактно непредсказуемым, а канализированным, ограниченным пределами генетического знания. Задайте себе вопрос: вы хотите знать правду, например, о состоянии своего здоровья? И мы понимаем, что личностный выбор может быть разным. Кто-то скажет: я хочу знать, а кто-то скажет: мне легче жить, и это его право отказаться от знаний. Вот одна из фундаментальных проблем современной науки состоит в том, что фактически человеку отказывается в праве на незнание. Потому что сама идея нашей ответственности за распоряжение своей жизнью, включая распоряжение биообразцами, требует от нас знаний. Вот это требование, обусловленное многими факторами, в том числе развитием самой науки, трансформирует представление о том, какие решения относятся, собственно, к человеческим. Какова сфера распоряжения нашей жизни? Биобанк дает примеры постановки задач, которые фактически меняют отношение к природе человека и требуют изменения отношения человека к себе и к своему будущему. Как я уже сказала, биобанки являются эффективными научными институциями, если они массовы. Но если в рамках популяции произведен, например, массовый генетический скрининг, то мы должны оценивать не только значимость медицинского результата, например, мы понимаем частоты генов в популяции, но и социально-психологический эффект. Ну, например, часть людей может испытать стресс, получить такую информацию. А в условиях того, что у нас вообще генетические знания, несмотря на преподавание раздела генетики в школьном курсе биологии, трудно находят отражение в реальной жизни. Генетические задачи все считают решенными на уроках биологии. Терминологически сложно. Понять трудно, еще труднее интерпретировать. А у нас и квалифицированных ученых мало для того, чтобы донести до общества генетическую информацию в виде, которую можно воспринять.
А у врачей в силу организации медицины нет времени на то, чтобы каждому дать информацию в доступной форме и в том объеме, который человек может усвоить. Если у нас есть ограничения по генетике, возникает вопрос, не вызовет ли это ограничение со стороны общества в виде, например, какой-то системы стратификации по генетическим признакам. Это называют термином стигматизация. Стигмы, как известно, это возникающие у глубоко религиозных людей раны в местах ран Иисуса Христа. Стигматизация. Не станет ли, например, генетический диагноз, который диагностирован у человека, и в перспективе приведет к заболеванию, способом ограничения его социального функционирования? Ну, например, болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера. Рональд Рейган, когда он шел на выборы, не проходил генетическое тестирование, даже если проходил, оно не было публичным. Избрали бы его, если было известно, что он носитель генетического комплекса, который обязательно приведет к болезни Альцгеймера. Чем старше возраст, тем больше вероятность вплоть до 100%. Знаете, какая охота может развернуться за геномом, например, политик в ситуации выборов? Хотели бы иметь доступ к этой информации представители страховых компаний? Ну, конечно. Даже на уровне личных отношений, что при вступлении в брак семья не захотела бы узнать, вернемся к примеру с барами Лондона, информацию о генетических проблемах, которые могут возникнуть. Дальше. Это проблема даже семейных отношений. А если внутри семьи разногласия? Один член семьи хочет знать генетическую информацию, другой нет. Как быть с информацией, например, о том, что при выявлении патологии в череде поколений она может быть транслироваться? И, конечно, это неправомерность использования информации и возможная дискриминация, если информация попадает к третьим лицам. Сказала, например, в ситуации страховой медицины. И биобанки – это только одно из проявлений явления, которое можно назвать термином генетизация жизни социума. Вот если вы проанализируете заголовки, не просто британские ученые сказали, а очень сильный сегодня тренд на то, чтобы ссылаться на генетику. И очень часто в виде таких популярных, привлекательных заголовков «Открыт ген гениальности». Мы понимаем, что это комплексный признак. То, о чем мы говорили в первой лекции, это соединение биологии и среды. Но когда это подается именно с таким акцентом ген гениальности, фиксирующим некоторую детерминированность процесса, эффект сенсационности, даже ученым очень трудно представлять свои результаты. Чтобы получить поддержку чиновников на развитие науки в виде грантов, чтобы получить поддержку общества, ученый тяготеет к тому, чтобы информацию представлять вот в такой привлекательной форме. Что сегодня привлекает? Сенсация. Поэтому очень часто новые открытия ученых без должной интерпретации, на базе адекватных знаний, как можно сказать, их просто нет в обществе, стремится к тому, чтобы поддерживать вот эту идею высокой значимости генетического для решения разного рода проблем. А сегодня реальные проблемы решаются с помощью генетики. Посмотрите, например, пренатальная диагностика, скрининг генетических заболеваний, досимптомативная диагностика генных болезней, скрининг генов предрасположенности. Да, помните, мы с вами говорили, несмотря на то, что многие количественные признаки работают на базе широкой нормы реакции, но предсказать одаренность с помощью тестирования генетического очень многие пытаются, несмотря на то, что наука показывает количественные признаки результата соединения генетического и средового. Конечно, проблемы индивидуальной генетической идентификации. Еще раз повторю, что если мы все уникальны, и это становится не просто лозунгом, а становится фактом генетики, то возникает вопрос, на чем тогда в обществе основывается идея социального равенства. Помните, вот эта идея, да, мы все равны в достижении возможностей. Но если генетика нам показывает, что мы не равны, потому что мы не одинаковы, значит, общество
получает вызов, связанный с необходимостью вообще-то искать новые способы аргументации социальной справедливости, социального равенства. И очень опасна генетизация тем, что открываются перспективы рассматривать качество жизни человека в привязке к его генотипу. А если мы к этому добавим то, что мы говорили на первой лекции про возможности трансформации этой самой природы человеческой телесности, то здесь, конечно, прямой путь к евгеническим, к неоевгеническим проектам. То есть вот это развитие идеи биобанков до практического воплощения обязательно требует решения конкретных социогуманитарных вопросов. Для гуманитария, конечно, очень болезненная тема – это превращение телесности человека в товар. Я уже упоминала это, но позволю себе привести конкретный пример. Это не проблемы абстрактные, они уже реальны. В 2013 году очень много писали о том, что Анджелина Джоли, будучи обеспокоенной наличием в семье наследственной предрасположенности к определенной форме рака молочной железы, прошла генетическое тестирование, запатентованное как методика оценки предрасположенности одной корпорации. У нее был обнаружен этот ген, и она приняла решение об удалении молочных желез до возникновения заболевания. Потом она еще одну операцию прошла. Ее решение, причем представленное ею в публичном пространстве, она об этом широко заявила, удивительным образом совпало с некоторыми судебными разборками в связи с этой корпорацией. Судебные разборки были связаны со статусом генетической информации. Проблема в том, что генетическая информация, как, на первый взгляд кажется, принадлежит нам. Вот это мои гены. Но когда ученый гены расшифровал, возникает вопрос, в этой расшифровке появилось новое знание. Природа же не позаботилась, чтобы в структуре ДНК расставить флажки и показать нам, вот здесь ген заканчивается, а вот здесь он начинается, а вот здесь мусорная информация, а вот здесь структурная, отвечающая за структуру белков. Саму методику расшифровки и расшифровку как результат могут присвоить себе ученые. И возник вопрос о патентовании не только методик шифровки, например, секвенирования, но и результатов. Вот эта корпорация запатентовала расшифрованный ген, связанный с развитием рака молочной железы. И теперь любой человек, который хочет пройти это тестирование, должен платить в лабораторию, которая по юридическим соотношениям использует это знание как патент. Видите, какой вопрос? Может ли субъект быть держателем патента, если его работа только в описании того, что он не создал? Ученый не создал этот ген, он его просто описал. Вот эта идея, связанная с новым статусом знания, которое возникает в генетике, она нуждается в осмыслении. И таких примеров становится все больше, и поэтому дальше я кратко охарактеризую, что происходит вот в этих сферах функционирования биобанка, где вот эти примеры взаимодействия представителей разных наук, инженеров с гуманитариями. Вот философ. Что дает биобанк философу и что философ дает биобанку? Философ традиционно, это одна из задач философии, осмысляет функционирование науки как социальный институт. Показывает, почему биобанк – это новая форма организации научных знаний, анализирует вот этот феномен технонауки, выявляет специфику этического регулирования, возникает новое предметное поле для науки. Если раньше ученые изучали то, что от них не зависело, то сегодня ученые изучают сконструированные ими же объекты. Возникает проблема моделирования как пути развития науки, популяционного моделирования, моделирования организма в норме и патологии. Я приводила примеры трансформации представлений о природе человека. Например, трансформация представлений об источниках тех или иных признаков человека.
То, что, например, психология изучает в рамках психогенетики, связи, например, между результатами близнецового метода и большими массивами данных. Можно исследовать, например, этнический профиль. И вот некоторые биобанки, работая на популяционном уровне, вообще позволяют описать различия в этносах на уровне генетики. Мы же не отличаемся генами, мы чем отличаемся? Частотами генов друг от друга, если мы принадлежим разным этносам. Но тем не менее этической проблемой становится то, что ресурс, изначально заключенный внутри человека, становится источником для выводов, выходящих за пределы конкретного человека. Естественно, возникает проблема для религиоведов, для специалистов в области конфессий, потому что возникает явный конфликт между ценностными ориентациями сcientистски ориентированных людей и людей конфессиональных. Потому что вот эта идея, например, того, что уникальный геном возникает с формированием, со слиянием половых клеток, и начало жизни связано с этим процессом, на чем настаивают представители многих конфессий, например, фактически закрывает путь для научных манипуляций в рамках, например, экстракорпорального оплодотворения, потому что слияние уже состоялось. И многие конфессии говорят, что мы уже с этого момента можем говорить о душе. Вот как совместить религиозные ориентации достаточно больших групп людей с развитием науки? Для этики это, конечно, внешний и внутренний вектор существования биобанков. Внутри это вопрос о взаимоотношении исследовательских коллективов. Вовне это в первую очередь, и вот чем занималась фактически несколько лет моя группа, это разработка модели согласия донора на использование представляемых им образцов. Классической моделью является то, с чем мы сталкиваемся в обыденной жизни в медицине. Так называемое информированное согласие. Все были в поликлинике, в больнице, вам дается бланк, по-разному к нему можно относиться, кто-то читает, кому-то объясняют, но идея того, что возникает частная форма общественного договора, как такой социальной идеи, в виде того, что часть обязательств вы передаете, принимаете на себя ответственность, через согласие фиксируете. Но в биобанках получить вот такое же классическое согласие, как на медицинское, например, вмешательство, иногда трудно, потому что объективно часто не определены направления дальнейших исследований. Дальше возникает проблема. Ученые один раз получили согласие, этого достаточно? А если человек не хотел бы, чтобы его материал использовался в каких-то конкретных исследованиях, ну, например, а-ля евгенических, у него что, каждый раз, когда появляется новая научная идея, у донора брать подпись? А если он уже умер? А если это требуется, тогда мало того, что это организационно сложно, это вообще финансово затратно. И еще одна сложность – понимание термина «информированно». Ведь если это научное исследование, сам экспериментатор не знает результата, о чем можно информировать донора? Сейчас во многих биобанках говорят, что надо информировать о общей целевой установке и о том, что донор в любой момент может свой образец отозвать. Например, на сайтах многих биобанков есть кнопочка «Индивидуальный кабинет донора». Туда загружается информация, он может запросить, например, информацию о секвенированном своем геноме. Прекратить отношения с банком, устанавливается, например, срок, если биобанк получает такой запрос от донора, через какое время должны уничтожить быть его биоматериалы. Но если они уже исследованы и попали, например, в публикации, пусть в анонимном виде, но результат получен на базе исследования данного генома, то как быть с публикацией и как быть с патентом, который уже, например, получила фармацевтическая компания на базе исследований, куда включен биоматериал этого человека. Вот классическая процедура информированного согласия в биомедицине, в развитии отношений между биобанком и донором не работает, потому что крупные игроки в этой сфере не заинтересованы в том, чтобы человек получал детализированные знания, прежде чем давать согласие. Гораздо проще, как это делают некоторые биобанки, взять подпись под бланком, где написано «Отдаю биоматериал на исследовательские цели». А дальше вопрос, на каких основаниях человек это делает?
Какая степень информированности должна быть, чтобы считать это согласие добровольным согласием, что человека не обманули, не принудили, что человек не под влиянием страха, если я откажусь подписать, то мне вообще помощь медицинскую не окажет, вот эту подпись свою поставить. Обновление донорского согласия перед каждым новым исследовательским проектом затруднительно, как я уже сказала, по организационным, логистическим и по финансовым причинам, но оно обременительно и для самого человека. Знаете, он с какой-то периодичностью должен входить в этот, например, личный кабинет, каждый раз вникать, в какое исследование его приглашают, подписывать документы, и возникает вопрос, а человек вообще адекватно может оценить условия? У него элементарно время есть на то, чтобы дать согласие. И вот зарубежные биобанки ищут модель, как совместить обязательное биоэтическое требование личного добровольного согласия с функционированием биобанков. Обсуждается вопрос о том, как защищать, и дальше мы переходим к праву, права и достоинства доноров, которые, например, не могут дать информированного согласия, например, дети и лица с психическими заболеваниями, как их права можно защитить. Внутренний вектор оценки работы биобанка для этика – это академические нормы во взаимоотношениях между исследователями, между коллективами. В каких условиях могут использовать одни группы информацию и биоматериал, полученный другими группами, вторично использовать образцы. Это этик. Филолог, уж казалось бы, филолог и биобанк. Что общего? Конечно, это выработка понятийного аппарата междисциплинарных исследований. Чтобы представители разных наук могли работать вместе, они должны выработать элементарно язык для общения, потому что все науки, развиваясь через дифференциацию, не только выработали собственные методы исследования, перечень общенаучных методов ограничен, но и собственные языки. Вот недавно провели исследования, опрашивали европейцев из разных стран, чья деятельность профессионально связана с биобанком. И все по-разному давали определение, что такое образец, коллекция, кодирование, идентификация, что такое анонимность информации. Поскольку явление новое, вообще филологи тоже должны подключиться к анализу понятий. Психолог, социолог. Как я уже сказала, деятельность биобанков разворачивается на фоне генетизации общества. Внимание к генетическим открытиям без достаточного уровня знаний населения для адекватного понимания информации. Поэтому и психологи, и социологи отвечают на вопрос, как общество воспринимает биобанки и как можно повысить комплаентность, готовность людей участвовать в экспериментах. Биобанки должны быть информационно открыты, но ввиду специфики информации, которая функционирует в биобанках, существует риск неэтичного и даже криминального использования этой информации сторонними агентами. Например, для страховых компаний, специализирующихся в области медицинского страхования, базы данных большие, даже не персонифицированные. Это инструмент оценки рисков, а эта оценка напрямую влияет на стоимость полиса. А для фармацевтических компаний это готовая клиентская база и превосходный маркетинговый материал. В обществе очень разные установки по поводу биобанков. И вот еще одна из задач моей группы, мы ее сейчас решаем, как раз это техническое задание этого года, это разработать методику оценивания общественного отношения к биобанкам. То есть на какие индикаторы надо обращать внимание, какие вопросы людям задавать, как формировать общественное мнение о биобанках. Про историков вспомним пример с Аргентиной, влияние исторических событий на генетические. Политолог. Вообще сфера медицины сегодня находится в сфере особого внимания политиков, потому что управление наукой, управление медициной, здравоохранением – это виды социального управления, которые должны поддерживать целенаправленность и организованность научного и образовательного процесса. Поэтому участие гуманитариев в политическом управлении – это вопрос в первую очередь о целях. Потому что если мы чем-то хотим управлять, мы не на средствах управления должны быть сосредоточены, а на целях.
С политической точки зрения биобанки актуализируют проблему анонимности. С одной стороны, индивидуальные данные о донорах должны быть учтены, например, чтобы понять, как образ жизни повлиял на возникновение заболевания помимо генетики. А с другой стороны, эти знания должны быть представлены в том виде, который не позволяет идентифицировать человека. И в биобанках очень сложная многоступенчатая процедура перехода от конкретного пациента с именем, с биографией до анонимного биологического образца. Но это приводит к тому, что донор утрачивает возможность контроля за собственными биоматериалами. Помните, я говорила, давайте донор будет каждый раз давать согласие. Вы представляете, какая-то длинная цепочка, которая при каждом необходимости получения согласия на каждое новое исследование должна вообще проходиться. Агенты рынка очень часто склонны рассматривать генетические материалы как ничейную вещь. И вот это такая попытка установить властные отношения, контролировать биологические материалы, связывают биобанки с политико-экономической и этико-правовой сферой. Потому что вообще биобанки связаны с проблемой государственной безопасности. Представляете, если, например, описан геном какой-то конкретной популяции. Я приведу пример с Исландией. Вот в Исландии с точки зрения политики и права сложилась уникальная ситуация. Ирландский парламент проголосовал за проект национального биобанка, который финансировала частная биотехнологическая корпорация под инвестиционные гарантии американских венчурных фондов. То есть парламент целой страны проголосовал за то, чтобы каждый гражданин страны, независимо от возраста, в обязательном порядке отдал свой биологический материал частной корпорации, финансируемой другой страной, без индивидуального добровольного согласия. Граждан не спрашивают. Да вообще такая особенность скандинавских стран, не случайно, что в 30-е годы одними из центров евгеники были скандинавские страны. Это особый тип культуры. Там, конечно, высокая степень доверия граждан, но вообще-то такого нет даже на восточных странах. И для классической Европы эта ситуация тоже трудноприемлемая. Ведь фактически биобанки превратились в учреждения в той же Исландии, которые управляются ДНК-брокерами. Такой термин используется в науке. Поэтому направления и перспективы работы биобанков очень разные. И политологи, конечно, должны анализировать и политический потенциал биобанков. И, конечно, юристы. Правовая база, как это все оформлять, протоколы, внутриинституциональные регламенты, экономический уровень. Как я уже сказала, генетическое знание помещается в контекст экономического развития. И фактически это проблема коммерциализации науки, патентования результатов исследований. И мы опять замыкаем всю эту цепочку гуманитарных проблем на философские проблемы. Что заставляет людей, что может быть мотивом для участия в этом проекте? Добровольное пожертвование или коммерциализация? Отдать свой образец в биобанк – это акт солидарности с человечеством, чтобы человечество обрело новые способы борьбы с болезнью. Или это акт частного присвоения конкретным капиталом, который финансирует биобанк, человеческой идентичности. Помните ситуацию с клетками Хелла, вопрос о том, кто имеет право на коммерческое присвоение результатов исследований? Это ведь прибыль не только экономическая, это вот тот самый репутационный капитал в социологическом смысле. Выводы. Биобанки требуют особого участия гуманитариев. Участие не экспертного, когда уже все состоялось, и мы говорим, ага, у вас здесь риск, вы не учли. Это особенность биобанков как институций. Требует совместной междисциплинарной работы гуманитариев с представителями естествознания. На фоне всех ситуаций, которые мы уже обсуждали, отношение друг к другу не всегда любезное,
Прямо скажу, что когда моя группа занимается этим гуманитарным сопровождением биобанка, у нас есть проблемы в коммуникации с представителями конкретно научного знания, с биологами и медиками. Особенно с медиками, потому что мы все с вами сталкиваемся, как медики защищают честь мундира, как часто они говорят, что не должен непрофессионал в нашу сферу внедряться. Но тем не менее, если мы останемся на уровне неустранимых противоречий и не будем протягивать руку друг к другу, и не будем развивать особые формы, посмотрите на третий пункт, особые формы взаимодействия в виде биоэтических комитетов, биоэтических комиссий. Это тот путь, который выработала мировая наука для того, чтобы соотнести интересы всех субъектов, профессионалов и непрофессионалов. Когда на одной площадке работают представители разных конфессий, представители естествознаний, инженеры, философы, этики, юристы. А самое главное, в обсуждении этих проблем должны подключаться люди, которые не являются экспертами в тех областях, которые связаны с функционированием биобанка. Обычные люди. Потому что если из всего этого вектора развития науки уйдет интерес обычного человека, который вообще-то не должен объяснять, почему, например, он отказывается быть донором. Это его право. И нужен баланс. Чтобы этот отказ не стал массовым, человека нельзя принудить подписать согласие. Потому что только массовость создаст возможность развития науки. Но как при массовости соблюсти права конкретного человека? И вновь мы с вами выходим на осмысление границ человеческого существования. То, с чего мы начали содержательное общение в рамках первой лекции. Когда технологическое вмешательство, возможности и направления этого вмешательства растут, возникает вопрос, который отвечает социогуманитарное знание. Что такое человек, где пределы внедрения в его природу, где границы улучшения. Вопросы, открытые до сих пор, как я уже сказала, это большой вызов по отношению к социогуманитарному знанию со стороны современной науки и технологии. И наша задача в образовании, особенно работая со студентами, профильно ориентированными на какие-то конкретные направления, показывать вот эту необходимость взаимодействия представителей разных наук с целью достижения подлинной междисциплинарности. Чтобы тот мир с пролитым молоком, вспоминаем про Бродского, не вызвал у нас слезы. Я вас сердечно благодарю. Я немножко упустила момент со временем. Если я посмотрю в программе, мы до 14:50 должны работать. Отлично, у нас есть 5 минут на вопросы. Если мне коллеги подскажут, как я могу посмотреть, если у нас дополнительные вопросы в чате. Ага. Есть, да? Благодарим за интересные лекции, актуальные вопросы, доброжелательную установку. Это не вопрос, заметка на полях. Может быть, вопросы есть у аудитории. У нас есть 5 минут. Готова пообщаться. Прекрасно. Слушаю вас. Типичная позиция ученого: дайте нам полную свободу, не ограничивайте нас правовыми рамками. Я думаю, что знания, которые получены, они должны быть нам. Потому что сейчас, если государство патентует, и него имеет право только вот отчислять средства. Если вот по-другому вот на самом право, что да, авторство остается, несомненно, это только за государство. Да, вот. Каждый крок, пожалуйста, его имя. Я поняла идею. Но ведь патентное право как раз развивалось для того, чтобы обеспечить не только собственность имени и отсыл к тому, кто является автором того или иного изобретения. А основная идея патентования связана с обеспечением прибыли при использовании. В мире есть проекты, когда отдельные ученые принципиально объявляют свои результаты доступными для всех людей. Более того, проект генома человека развивался именно во взаимодействии разных стран, когда ученые до начала проекта договорились, что все, что они откроют, будет в открытом доступе и доступно
потому что страны поделили между собой хромосомы для секвенирования, для расшифровки, а потом все это как бы сложили как сумму. То, что вы предлагаете, очень хорошо с позиции глобального человечества, неразделенного политическими границами, неразделенного разными правовыми системами прецедентного права англосаксонского, которое существенно отличается от которое существует в других странах. Человечество, которое воспринимает себя как целостность и альтруистически готово делиться знанием друг с другом. Но пока до этого идеального мира с политической и экономической точки зрения очень далеко. И поэтому встает более актуальная задача – научиться с этим знанием обращаться здесь и сейчас. Так, чтобы совместить интересы и обычных людей, и инвесторов, и ученых. И понятно, что каждый в этой ситуации хотел бы перетянуть одеяло на себя. Чрезмерное внимание к защите прав донора, конечно, станет тормозом для быстрых темпов и неограниченных сфер развития науки. Чрезмерное внимание к регулированию, которое может быть со стороны государства, тоже имеет двоякую природу. С одной стороны, государство может отследить, как ценности становятся таким операциональным юридическим механизмом. Да? Например, мы провозглашаем ценность индивида выше ценности коллектива. И работаем в этом. То есть встать на какую-то одну позицию, это значит увеличить зону рисков для других участников. Я как раз говорю о том, что уже складываются такие формы взаимодействия в конкретных проектах, как, например, биобанк, которые могут обеспечить некоторый, пусть ограниченный, но все-таки баланс интересов. Без этого мы не сможем развивать ни науку, ни достигать общественного согласия, что тоже очень важно. Спасибо. Будем делать перерыв. У нас остается через 10 минут самая приятная часть нашей встречи. Если у вас будут силы, пожалуйста, оставайтесь. Спасибо. Ну да, наверное. Потом ваши лекции. На сайте выбивать. Оно уже, наверное. Это уже записано. Нас обычно просто на сайт просто. Патенты я не вводила. Вот коллеги говорят, что она будет на сайте. Это видеозал, да, видеозал.
Наши организаторы дадут нам команду какую-то. Так, по времени мы должны начинать. Ну вот, наконец-то. Проявление поп-культуры. А то я целый день без фотографий. Чувствую себя звездой. Да, все звезды. Все звезды. Да. Есть ветераны движения. Леночка, есть ветераны движения. Целый день.
Ну, нам по времени надо начинать. Я как-то не очень понимаю, как нас курируют организаторы, да? Галина Владимировна, можем начинать? Спасибо. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Отдельная благодарность тем, кто выдержал со мной весь рабочий день и остался на финальное наше мероприятие, которое, как я хотела бы, было не столько поводом для сосредоточения мысли, сколько поводом для расслабления. Потому что философия – это не только о крайне высоком и понятийно удаленном от жизни обычного человека. Философия – это еще о самой жизни. И вот в этом году я участвовала в проекте «Читаем сказки вместе с философами». И мне досталась для прочтения сказка «Золушка». Признаюсь, я сама получаю большое удовольствие от возможности еще раз в этой аудитории говорить с вами про сказку, про которую, казалось бы, мы все знаем. И образ Золушки уже вышел за пределы сказочных страниц. Многие девушки получают пожелание найти своего принца. Молодые актрисы думают о судьбе Грейс Келли, оскароносной актрисы, которая стала княгиней Монако, и многим судьба Золушки дает некую надежду. То есть Золушка в нашей жизни присутствует. Кажется, про Золушку все ясно. Первый тезис – нужно быть доброй и трудолюбивой, чтобы из грязи попасть в князи. Второй тезис – нужно иметь много друзей, мышки и голуби, которые помогут разобрать крупы. Третий тезис – хорошо быть везучей, нужна обязательно крестная, но хорошо бы при этом не быть лохушкой, потому что если бы Золушка только попала на бал и не смогла бы там разговаривать и танцевать, результата бы не было. Четвертый тезис – живем по принципу «главное попасть на бал, а дальше разберемся». Но если бы сказка про Золушку так легко укладывалась в эти тезисы, она бы была бесхитростным рассказом, который до наших бы дней не дожил. Любой специалист, который будет говорить про Золушку, выделит свой аспект. Если бы я была социологом, мы бы с вами говорили о социальном неравенстве, о шансах смены социально-экономического статуса в связи с замужеством, о типологии семей и о трансформации семейных отношений в истории общества. Но я не социолог, про это мы говорить не будем. Если бы я была математиком, мы бы тоже нашли аспект анализа Золушки, мы бы посчитали метры кружев, потраченных на бальные платья, количество булочек, скорость перемещения глашатаев с башмачками в сапогах-скороходах, когда примеряли туфельку жительницам королевства. Но я не математик. Если бы я была экономистом, я бы, наверное, знала ответ на вопрос из известного анекдота, когда у министра по налогам и сборам, который прочитал своему ребенку сказку «Золушка», ребенок спрашивает: «Папа, а когда тыква превращается в золотую карету, Золушке выставляют подоходный налог или налог на транспорт?» Но я не экономист, про это тоже поговорить не сможем. Если бы я была юристом, я бы раскрыла тоже несколько тем. Нарушение прав работников, тему принудительного женского труда, правовые последствия непунктуальности в значимых ситуациях. Я бы попыталась с вами проанализировать, почему Золушка, столкнувшаяся с домашним насилием, не обратилась в компетентные органы, например, в органы опеки и попечительства. Мы бы с вами разобрали, какие права нарушила мачеха, не пуская Золушку на бал. Но я не юрист, хотя в последнюю сессию я приняла зачет у 650 студентов юрфака МГУ. Я философ, поэтому мы с вами попытаемся проанализировать сказку «Золушка» в контексте культуры. В контексте ключевых философских вопросов о цели и средствах, о счастье, о смысле жизни. И анализировать сказки – особый жанр. Ну, большинство здесь взрослых, вы задумаетесь, почему привлекателен жанр сказки. Хотя сегодня общество вроде как нас к другому жанру подталкивает, жанру шоу, но у нас сегодня сказка. И целостность сказки, ее гармония всегда от шоу отличается. Шоу всегда фрагментарно. И вот очень важно сохранить в культуре именно сказку. И как философ я не могу не начать с истории. Сказка о трудолюбивой девушке и заслуженной ее награде насчитывает по подсчетам разных ученых до 1500 разных версий. И нет единой точки зрения, откуда пошла история про Золушку, из какой географической части мира и в какую эпоху она возникла. Но один из самых ранних ответов на вопрос «откуда Золушки»
Это версия египетско-греческого происхождения. Родопис, дословный перевод «румяна-лицая». Это девушка, которая в детстве была похищена пиратами, и хозяин, купивший девушку, подарил ей изящные золоченые сандалии. Однажды она купалась в реке, и сокол эти сандалии утащил. И этот сокол оказался богом Гором в египетской традиции, он отнес эти башмачки фараону, и он приказал искать обладательницу ножки, на которую проходила эта туфелька. И история в целом достаточно мало отличается от европейского аналога, но в любом случае все заканчивается свадьбой. Это устная традиция. А вот что касается письменной традиции Золушки, то достоверно известно, что сюжет Золушки впервые встречается в географии греческого ученого Страбона, который опирался на древнегреческий и древнеегипетский источник. Например, в древнеегипетском источнике он его пересказывает: в одной из пирамид покоится царица, выбранная в жены царем по сандалии, которая в Мемфис принесена орлом. Помните, ее зовут Родопис. Страбон пишет, что пирамида была построена любовью. Есть китайский вариант сказки о Золушке. Вы видите традиционную китайскую обувь для миниатюрной ножки. Один из китайских канонов женской красоты. Вот нижняя фотография, я ее сделала в мае в музее Харбина, где примеры реальных башмачков. Посмотрите, какой размер туфли. В китайском варианте сказки есть миниатюрная ножка у девушки, которая умна, трудолюбива, занимается гончарным ремеслом. Когда после смерти жены ее отец женился во второй раз, сводные сестры и мачеха стали обращаться с девушкой как с прислугой. И у нее была помощница, волшебная золотая рыбка, но ее злая мачеха убила. К счастью, девочка сохранила косточки этой рыбки, спрятала их, и даже после смерти рыбка с помощью косточек ей помогала. Однажды наступил большой праздник. Рыбка нарядила девушку в прекрасную одежду, золотые туфельки, но туфельку девушку потеряла, туфельку нашел военачальник, был удивлен маленьким размером, а дальше, как всегда, общенациональный поиск, заканчивающийся свадьбой. В китайской сказке сестры и мачеха, которые эксплуатировали Золушку, наказаны по заслугам, обращены в камень. В корейской традиции тоже есть история про Золушку. 14-летняя девушка Кханчхи по приказу мачехи перебирала проса, рис, рыхлила деревянной тяпкой каменистое поле, проливала много слез, но однажды, как вы видите, появилась небожительница. Помогла ей управиться с делами и отправила на чужую свадьбу. Она перепрыгивала в пути на свадьбу через ручей, уронила в воду катсин, матерчатую туфельку, расшитую узорами. Ее нашел начальник провинции, объявил, что хочет на ней жениться. В европейской традиции хронологически первой считается Золушка итальянского поэта и сказочника Базилия. Это неаполитанский поэт, писатель-сказочник. Он включил рассказ про Золушку под названием «Золозадая кошка» в сборник из 5 сказок «Пентамерон». В буквальном переводе 5 днев, то есть там 10 молодых мужчин и женщин по очереди рассказывают сказки в течение 5 дней. Это не Шахерезада, но вот одна из 5 сказок про девушку по имени Зилола. У него в сказке Золушка не таким характером обладает, как мы привыкли. Значит, она сговорилась с няней, смотрите на правое изображение, и крышкой сундука сломала мачехе шею. Потом уговорила отца жениться на няне. Няня подсуетилась, тут же изменила отношение к девушке. У няни оказалось 6 злобных дочерей, которые все оказались в одном доме. Перебить всех девушке не светило, но ее спас случай. Однажды девушку увидел король, влюбился. Зилолу нашли слуги. Она пыталась сбежать, обронив, посмотрите на слайд, грубую пианелло. Это типичная неаполитанская обувь с такой пробковой широкой подошвой. Ее носили женщины в Неаполе. Ну а дальше опять общенациональный розыск, свадьба. Убийца мачехи стала королевой. И вот эта Золушка не горела желанием выйти за молодого принца. Она всячески с ним боролась, тоже пыталась убить. Такой интересный неаполитанский характер.
заметили, что сказка изначально жесткая и грубая. Например, в одном из вариантов мачеха отрубала Золушке ноги, чтобы та не убежала на бал. В нескольких вариантах вместо изящной туфельки Золушка роняет с ноги тяжелую калошу. И бал появился не сразу, и принц появился не сразу. Сначала это был знатный человек. И для того, чтобы анализировать известные нам современные варианты, немножко теории, прям немножко. Вот мы увидели разные исторические варианты сказки со сходным сюжетом. Мотив примерки башмачка, символизирующий брак. Имя героини, связанной с золой, с очагом. Вот великий антрополог Леви Стросс, изучая мифологию индейцев, увидел такую фигуру: мальчик золы, золик. И он сопоставил сказки про девушку, про Золушку и про Золика. Они оказались похожими. И возникло понятие «волшебные сказки». Вот когда каждый народ, сохраняя общий сюжет, добавляет в сказку какие-то национальные мотивы, то мы не знаем причин этого явления. Это распространение одного сюжета на разные страны, или в разных странах сюжет возникает независимо. Но такие сказки с одним сюжетом и разными деталями, кроме того, что их называют волшебными, ну, правда, удивительно, как во всем мире одна и та же сказка возникла, их еще называют бродячими. Бродячие сказки. Это характеристика сюжета, где есть устойчивая фабула, суть повествования, которая меняется только особенностями быта. Вот сказка «Золушка» – это пример бродячей волшебной сказки, сюжета, когда бедная девушка была найдена принцем, и он сделал ее счастливой. Запомнили, да? Волшебные сказки, бродячие сказки, миграционные сюжеты. Вернемся в историю. Значит, с жесткой предтечей Золушки мы разобрались, а теперь наш известный сюжет. Он принадлежит волшебнику, парижскому адвокату Шарлю Перро. Он как будто впустил в один рукав жесткий грубый сюжет, а из другого выпустил легкую сверкающую Золушку, к которой мы привыкли. Сегодня о Перро сказали бы, он инноватор, потому что, посмотрите на показательную цитату на слайде. Во Франции в период жизни Перро главным предметом восхищения были античные произведения. Им подражали все, от мала до велика. Но это было невероятно скучно и никак не связано с обыденной жизнью. Представьте, если бы мы сейчас принудительно все, а не только медики и юристы, учили бы латынь, мертвый язык, на котором никто не разговаривает. Шарль Перро без обиняков заявил, что такое слепое подражание античности губит культуру. И он считал, что в античных сказках нет моральных наставлений. А вот мораль есть в том, что сохранил народ. И, соответственно, добродетель должна быть поддержана, а порок наказан. И нужно показывать, как выгодно быть честным, терпеливым, рассудительным, трудолюбивым. И для того, чтобы вот эту цель литературы поддержать, Перро обратился к волшебным сказкам. И инновация, которую он сделал, была связана с тем, что после Перро сказки стали и волшебные, и реалистичные одновременно. То есть французы, которые читали сказки Перро, могли поиметь сюжеты сказок на свою личную жизнь. Знатные дамы бросились раскупать тиражи. В парижском магазине ежедневно продавалось до 50 экземпляров книги Перро. Накануне XVIII века это была реальная инновация, подобная культурной бомбе. И уже в XIX веке, в 1866 году, наш Иван Тургенев перевел на русский язык именно вариант сказки Перро, назвал ее «Замарашкой», «Синдереллой». Но название не прижилось, и сказка стала известна под названием «Золушка». Помимо версии Перро, в европейской культуре получила известность и версия братьев Гримм. Вот уж там волшебства гораздо меньше, чем у Перро. Потому что образ Золушки у братьев Гримм в целом традиционен. Она трудолюбива, добра, но героине помогает не крестная, а настоящая мать. Причем у братьев Гримм помогает опосредованно, потому что она умерла, на могиле выросло дерево. На дереве живет белая птичка, которая исполняет желание. Зло наказывается и у братьев Гримм, но у немцев
отличительная особенность от французов. Очень рациональный мотив побега Золушки с бала. Если в привычной нам версии красавица пугается боя часов, то у немцев Золушка убегает, потому что принц пытается выяснить, чья она дочь. И поэтому, когда в семью является гонец с туфельками, вредным сестрам удается поиметь. Ради этой примерки у братьев Гримм одна сестра отрубает себе палец, вторая отрубает пятку, обманщица разоблачает, вот эта белая птичка напевает «посмотри, посмотри», а башмачок-то весь в крови. Такая вот рациональная, грубая немецкая сказка. Но после вот этих двух вариантов, Перо и братьев Гримм, возникла хрестоматийная классическая форма сказки. Золушка стала одним из образцов мировой литературы. Вот здесь вот сравнение сюжетов Перо и братьев Гримм. Опустим специальный литературоведческий анализ. Ведь современный человек знает про Золушку, особенно современные дети, не столько по текстам, сколько по визуальным образам. И поэтому я сейчас начну рассказывать про Золушку в хронологическом порядке выхода фильмов. Я вас прошу, это нам будет важно дальше, обратить внимание на внешность актрис, которые воплотили образ Золушки. Потому что одна из тем, которые мы будем обсуждать, это внешность Золушки. Первая экранизация Золушки – это французский немой короткометражный фильм 1899 года. Достоверного изображения не нашла, есть такое. И американский фильм 1914 года. В нашей отечественной традиции все помнят Золушку 1947 года. Шварц именно по мотивам французской версии написал пьесу. И она была экранизирована Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро. И в главной роли Янина Жеймо, все знают, что ей было 38 на момент съемок этого фильма. Хорошо проработанный музыкальный продукт 50-х годов с известной в современности актрисой Джулией Эндрюс в роли Золушки. Это фильм 1957 года, мюзикл. В 1965 году была экранизация Золушки. Это Золушка моего детства, 1973 год, «Три орешка для Золушки». В 80-м был фильм «Золушка. Франция, Италия». И началась такая традиция переноса сюжета Золушки в фильмах в настоящее время. Например, в этом фильме девушка по имени Синди живет в Америке, на лето поезжает с мачехой и сестрами отдыхать в Италию, знакомится с принцем, одним из наследников благородного рода. Там есть и туфелька. Героиня довольно оригинально бросает туфельку и говорит: «Хочешь в Золушку поиграть?» Но видите, что принца играет Пьер Кассо, многим известен по фильму «Бум-2» с Софи Марсо, известный фильм о первой любви, о подростках. Золушку экранизировали и в конце 80-х, в 89-м, и в 90-м. Каждый год по фильму о Золушке. Это тоже фильм, как бы Золушка перенесена в современность, в Париж. Девушка работает гардеробщицей у известного дизайнера, но сама мечтает делать туфли. Но привлечь внимание дизайнера не удается, пока она на улице не встречает добрую фею, которая заколдовывает ее туфли, она превращается в супермодель, посещает один из показов, в нее влюбляется дизайнер, и она завоевывает его сердце. Есть вариант, когда Золушка негритянка, видите, фильм 97-го года. Фильм, когда наоборот, Золушку перемещают в историю дальше. Фильм 98-го года Золушку перемещают в 16 век. Никакого волшебства, только романтическая история любви в исторических декорациях. Интересно, что вместо феи в фильме Леонардо да Винчи. И Дрю Беймор играет роль Золушки. Есть история Золушки в стиле молодежных комедий. Все на месте, школа, подростки, мачеха, видите, мачеха такая, что надо, потерянный мобильник вместо туфельки. Есть комедийно-фантазийный фильм «Заколдованная Элла», сказка с элементами научно-технического прогресса. Там тоже мачеха, сестры, принц и даже фея. Ну, правда, нельзя сказать, что она прям уж так помогает, но туфельку потеряли. Хотя сюжет Золушки сохранился, туфелька попала под редакцию. Есть Золушка Лили Джеймс,
есть Золушка Диснея. Обратите внимание, что во всех экранизациях Золушки очень разные. Мы сейчас с вами пойдем дальше, но я предлагаю немножко подвигаться. Ну, чтобы прям так не статично было, да? Подвигаемся. Значит, надо вспомнить, что Золушка делала. Сейчас мы так немножко разомнемся. Значит, нужно совершать действия, про которые говорится в стихотворении. Возьмем веники мы дружно. Что мы веником делаем? Золушке помочь нам нужно. Мы потянемся немножко, вытаим пыль всю у окошка, подметем и тут, и там, не забудем про чулан. Возвращаемся к текстам. И снова немножко теории. Ну, философ без теории никуда. Образ Золушки – это мифема. Миф, сконцентрированный в имени. Мифема. Любая мифема несет очень важную информацию о том, как устроена жизнь. Несет информацию в символической форме. Вот дальше я буду иллюстрировать мифему Золушки, а фоном для нас будут уже не фильмы, а иллюстрации из книг. И начнем мы с одной из первых книжных иллюстраций Золушки, конец 60-е годы 19 века, Гюстав Доре. Он иллюстрировал Байрона, Дон Кихота Сервантеса, Библию, Божественную комедию. Классический подход к гравюре. Видите, идеальные линии, свет, тень, композиция. Это величайший иллюстратор 19 века, Доре. Итак, Золушка мифема. Золушка. Многим современным детям приходится рассказывать, что такое зола. Потому что Золушка, ну, я интерпретацию золотой тоже дальше дам, но изначально зола или пепел, потому что в разных языках именно. Например, в украинском попелюшка, пепелка на славянском, пепеляшка на болгарском, попелушка на белорусском. Все с именем пепел. И даже английская Синдерелла, похожее на французское звучание, из итальянского и тоже означает. Значит, запомнили: мифема, Золушка, замарашка. Девушка, у которой испачкано лицо золой. А перед вами на слайде Золушка 1919 года, Англия, такие специфические иллюстрации, черный контраст с белым, 2-3 дополнительных цвета и все фигуры черные. Почему такой выбор имени? Золушка. Вот наш соотечественник, известный историк литературы Веселовский, говорит о том, что выбор имени связан с ролью природных явлений. Вот есть, например, в Эстонии легенда, когда бог неба ежедневно приказывает вечернему свету тушить огонь солнца, прикрывая его, чтобы ночью не последовало какой-нибудь беды, а утреннему свету велит зажечь его. Вот Веселовский говорит так: заря становится вечером. Из красавицы в нашем сюжете, непригожей, паршивой, которая в золе, она скрыта красавица, пока не появится сострадательное существо, добрая фея, пока не придет утро. Соответственно, вот эта идея перехода от чистого светлого к замаранному, которое есть в природных явлениях и есть в сюжете Золушки, одно из объяснений выбора имени. А на слайде вы видите иллюстрацию Золушки в стиле модерн. Проработанные образы, очень нежные детали природы в интерьере, орнаментные украшения. Есть другая версия имени Золушка. Почему такое имя? Русский и советский ученый, филолог-фольклорист Проб рассматривал имя Золушки в связи с обрядом инициации. Он говорит, что во многих культурах обряд инициации обязательно связан с запретом на умывание. Потому что если человек не умыт, он невидим. Он как бы пребывает в состоянии неумытости, черноты. Во многих традиционных культурах люди, чтобы обеспечить высокую урожайность, не умывались. И вот Проб предположил, что мифема Золушки своими корнями уходит в сельскохозяйственный обряд. А на слайде Золушка 1942 года. Это американский иллюстратор шведского происхождения. Такие силуэтные, комичные, карикатурные лица. Он работал на студии Уолта Диснея в золотой век мультипликации.
Вот многие диснеевские мультфильмы созданы именно Тенгровым. Еще одно объяснение, почему Золушка. Значит, явление природы, инициация. Третье объяснение. Неумывание готовит к браку. И поп приводит такой пример. Во многих культурах перед свадьбой, например, тело жениха специально вымазывали грязью. Он должен был некоторое время так ходить, а потом перед свадьбой жениха отдавали женщинам, которые его отмывали, раскрашивали, умывали лицо, плясали перед ним, и дальше юноша мог вступать в брак. Третье объяснение Золушки. А перед вами Золушка 48-го года, голландка Шермель, такой сладостный кич, очень замысловатый, но выполненный в реалистической манере формы. Но некоторые говорят, что оригинальный. Еще один смысл имени Золушки – неумытой. Это путешествие в загробный мир, пребывание в стране мертвых. Это своего рода идея переодевания героя, которая есть во многих сказках. Когда, помните, например, принц меняется одеждой с нищим. И вот изменение облика Золушки – это указание на возможный переход в мир иной. Об одежде героини во многих сказках сказано, что она, в вариантах сказки сказано, что она ходила в стареньком платьице, перепачканном золой. А перед вами иллюстрация 50-го года, иллюстрация Хены Гуртик. Мало цветов, видите, такая многослойность в изображении, два основных цвета, красный, синий, в таком розоватом фоне. Никакого определения характера героев, какая-то сюжетная линия. Есть еще одно объяснение, почему имя Золушка. С социально-исторической точки зрения. Дело в том, что возможность появления вообще отношений падчерицы и мачехи связана с разрушением родового строя. В родовом строе не было таких отношений. И когда они возникли, стало понятно, что материальное благополучие, например, детей от первого брака, очень сильно зависит от отношения к ним новой жены отца. И ясно, что новая женщина в семье пыталась утвердиться и утвердить положение своих детей. И возможные претенденты на имущество мужа оказывались в ситуации ненависти. Поэтому мачеха рано взваливала на неродных детей домашнюю работу с тем, чтобы, если им суждено что-либо унаследовать, пусть они сначала это заработают, внесут вклад в семью. И поэтому столкновение женщин, относящихся не просто к разным поколениям, а к разным родовым ветвям, у которых разные духи-покровители, это одно еще объяснение, почему Золушка обладает именно таким именем. Вот она отличается от официальной семьи ее отца, от нынешней семьи, от официального статуса жены мачехи. А на слайде иллюстрация французская. Андриен Сюгюр, такие детализированные работы, очень близкие к классической гравюре. Смотрите, какое интересное изображение Золушки, такие мягкие, причудливые линии образа. Итак, мы запомнили, мифема Золушки многозначна, идея связи с природой, плодородие, возможной инициации подготовки к браку и путешествие в загробный мир, плюс возникает сюжет при разрушении большой общинной семьи. А теперь давайте задумаемся. Золушка – это ведь не имя, это характеристика героини. Мы могли бы сказать, девушка в синем платье, дама с собачкой. Золушка – это только прозвище. А какое имя у Золушки? Вот ни одной версии, ни в одной из сказок, какое имя было у Золушки, нет. Это одна из главных тайн – мифема. Если конкретного имени нет, то Золушка себя может идентифицировать девочка с любым именем. И в этом великая сила сказки. Но прежде чем идти дальше, посмотрите на Золушку 1956 года. Это русский советский иллюстратор, график Конашевич. Очень милая, такая самобытная. Смотрите, какие он акценты делает. У него очень мелкие фигуры на фоне изображения фона, в котором разворачивается сюжет.
А дальше Золушка лично моя. Вот у меня в детстве, в 5 году родилась, была вот такая книжка Золушки. Эрик Булатов и Олег Васильев, издательство «Дидгиз», классическое издание. Эти советские художники иллюстрировали сказки с особенностями. Видите, такой стиль 70-х, даже по нарядам это видно, доступные формы, такие воздушные штрихи, все наполнено цветом. Ну, даже негативные герои выглядят непринужденно, даже цветом не отделены. Итак, имени у Золушки нет. Дальше вопрос. Сколько Золушке лет? Первое, что все вспоминают, разница в возрасте. Да, все говорят, Золушка моложе младшей сестер. Теперь думайте, если у них разный возраст, это означает, что двое дочерей родились на свет раньше, чем Золушка. И если две дочери законные, то младшая Золушка это вовсе не падчерица от якобы умершей первой жены. Если бы Золушка была ребенком от первой жены, то Золушка была бы старше, чем две другие законные дочери, а не младше. Вот одна из версий интерпретации, почему мачеха так относится к Золушке, это кукушкино дитя. За счастье, что ей вообще разрешают в доме находиться. Пусть хотя бы работает. И понятно тогда становится, почему отец Золушку не защищает. Традиционный вопрос недоумения. Но она ж, если родная твоя дочь, защити. И тогда поведение отца и поведение законной семьи адекватно и понятно. Но многим такая версия Золушки не нравится. Мне тоже не нравится. Мы сейчас посмотрим на Золушку британского иллюстратора Кайна. Композиция, цвет, кстати, такая географичная Золушка и все фигуры. Итак, мы разобрались, Золушка Мифема, имени нет, с интерпретацией возраста проблемы. А теперь, как выглядела Золушка? Вспоминаем фильмы, а перед вами на слайде цитаты с описанием того, как Золушка выглядела. Ничего конкретного. В точности неизвестно, была она красавицей или нет. Это даже не важно. Потому что после того, как с нее смыли сажу, принц в нее влюбился, предпочитая ее сотням разных красавиц. Что, принц дурак? У него же есть выбор. Дальше вопрос, почему он Золушку выбрал? Перед тем, как искать ответ на вопрос о причинах выбора принца, посмотрим, как иллюстрирует Золушку советский художник Святозар Остров. Очень сложная, многоцветная иллюстрация. Зачем, казалось бы, в детской иллюстрации такие архитектурные детали? Интересно, что, например, в лесу на фоне огромных деревьев этих иллюстрациях у этого автора Золушка выглядит маленькой. И маленькая она до того момента, когда принц на ней не женится. Она даже прям визуально вырастает, распрямляется. Итак, вопрос, почему Золушку выбрал принц? Если Золушка героиня, у которой до определенного момента не было лица, лицо было скрыто сажей, то с самого начала сказка дает нам возможность увидеть душу Золушки, не лицо, скрывает все материальное и внешнее. Вспомните, когда вы читали сказку, ведь она с первых строк вам понравилась. А теперь понимаете принца, когда он увидел это чудо наяву, потому что она прекрасна не только душой, но и теперь после умывания внешне. Внешнее совпало с внутренним. И я очень рада, что на этих словах в хронологии наших иллюстраций иллюстрация американского художника-иллюстратора Хиллари Кникт, много иллюстраций для детских и модных журналов, иллюстрации бродвейских афиш мюзиклов, очень милые иллюстрации. Они считаются классическими детскими. Сразу видно отношение к героям, потому что характер читается по рисунку. Герои сразу делятся на положительных, на отрицательных. Не удержусь, еще одну иллюстрацию покажу, продолжая разговор про внешность. Итак, пока лицо Золушки испачкано, ее внешность неразличима. За этой маской день за днем, в трудах и лишениях формируется личность. И также формируются наши. Мы до поры до времени измазаны сажей. Сажей внешних требований к нам, того, что от нас хотят видеть наши родители. Но приходит час, когда мы должны явить миру наше собственное лицо. Без подражаний,
без того, чтобы четко следовать навязанному социальному стандарту. И вот каким будет это лицо, зависит от нас самих. И вот здесь тонкий момент. Золушка писаной красавицей не была, а ее сводные сестры не были уродинами. Перо пишет очень тонкую сказку. Он говорит, сестры завидовали красоте Золушки. Но, девушки, давайте честно, куча девушек вокруг нас нам кажется красивее, чем мы. И чему учит сказка? Зло не всегда сразу видно. Зло не всегда явно вызывает неприятие. А доброта не всегда привлекательна внешне. Не надо в Золушке полярно разводить добро и зло, видеть красавицу Золушку и уродливых сестер. Шарль Перро, по крайней мере, писал более мудрую сказку. Совсем как на иллюстрациях, вы видите иллюстрации 1983 года итальянского иллюстратора Иннокентия, такая живописная, да, может подумать, что это фотографии какой-то реальной свадьбы. Мало что остается от детской книги, реальная история реальных взрослых людей, такой утонченный, изысканный стиль. И еще один аргумент в пользу того, что внешность Золушки неопределима. Была бы Золушка писаной красавицей, яркой красавицей, неужели бы мачеха и сестры ее не узнали на балу? В любом наряде бы узнали. Но почему она на балу не узнана? Потому что, нося старые полинявшие платья, она имела сердце настоящей королевы. И мораль сказки: хочешь быть королем, будь добр и честен, как истинный король. А сегодня мы часто поступаем наоборот. Если на нас королевское платье, нам кажется, что мы королевской крови. Если плюс дорогой макияж, как минимум суперзвезд. А у Уильяма Блэка есть слова: тот, чье лицо не излучает света, никогда не станет звездой. Чтобы стать звездой, надо нести свет. Смотрите, какой свет от Золушки на этих иллюстрациях Михаила Бычкова 1989 года. Внешне Золушка такая милая простушка, обычная девочка. Он не акцентирует внимание на каких-то лишних объектах. Все просто: вот Золушка, вот туфелька, вот принц. Еще одна иллюстрация, просто посмотрим и пойдем дальше. 1989 год, еще одна детская книжка, иллюстрации Ольги Кондаковой. А дальше вопрос: что такое красота? Очень много можно говорить, что красота – это внутреннее, но внешне-то нам тоже хочется быть красивым. Вот одно из очень модных научных направлений – биоэстетика. Это представление о том, что есть не только социальные, но биологические стандарты красоты. Какое лицо мы считаем красивым? Смотрите, на левое изображение – это маска, которую используют большинство пластических хирургов. Чтобы придать большую гармоничность внешности, они накладывают эту маску на лицо. Женщины, которые считаются красивыми, есть отдельная маска для мужчин и женщин. Независимо от того, какой они расы и нации, эту маску примеряют, и она им идеально подходит. Можно попробовать, доступно в интернете, выжите, будете прикладывать на разные портреты. Посмотрите, какие ключи на себя, конечно же. Посмотрите, какие пропорции. Когда человеческое лицо самое привлекательное, когда мы улыбаемся, а с точки зрения геометрии возникают пропорции золотого сечения. Если провести линию от углов носа к уголкам улыбающегося рта, а дальше к подбородку, будет правильный пятиугольник, состоящий из правильных треугольников. Эти соотношения описываются пропорциями золотого сечения. Почему это важно? Потому что эти пропорции, и об этом говорит биоэстетика, воспринимаются нами по биологическим законам как гармоничные. Можно посмотреть, как это работает, например, при росте растений. Эти пропорции вызывают покровительственное поведение. Вот биоэстетика о чем говорит? То, что нам кажется красивым, должно отвечать некоторым архетипам поведения. Вот чем отличается, например, внешность ребенка? Крупные черты лица, крупные губы, и все сдвинуто в центр. Смотрите на внешность Золушки, вспомните Золушку из фильма. Привлекательность Золушки связана с тем, что в ее чертах лица соединяются типичные детские черты, например, яркие пухлые губы, и одновременно черты взрослой девушки, например, высокие скулы. Почему это важно для покровительственного поведения?
Потому что мы эволюционно, перед нами ребенок, его нужно опекать, защищать. А теперь, внимание, обращаюсь к мужчинам, которые в аудитории. Обратите внимание, как женщины используют этот архетип покровительственного поведения, демонстрируя: я маленькая, дорогой, если у меня нет внешности ангельской и детской, я могу это продемонстрировать поведение. Дорогой, у меня телефончик не работает, ну ты же разбираешься в этих программах, ну помоги мне. И у мужчины расправляются крылья, он понимает, что он может опекать, не говоря уже о том, что сегодня культура вот этот образ молодой девушки пытается тиражировать, и на это работает вся косметическая сфера и пластическая хирургия. Все в сказке не случайно. Даже вот эта внешность, которая в иллюстрациях и фильмах сочетает признаки детскости и взрослости, указывает на источник привлекательности Золушки. В сказке не случайен и выбор предметов. Давайте задумаемся, почему тыква? Во-первых, тыква – самый большой овощ. Разве не такой овощ нужен для каэты? Посмотрите, 20 век, американец Крис Стивен, тыква, вес 821 килограмм, 5 метров в обхвате. Вынь середину, мякоть, приделай колеса, самый настоящий каэт. Вторая причина. Давайте вспомним. Тыква в Европе изначально не росла. Ее завезли в Европу испанские конкистадоры, вернувшиеся из Америки, и это случилось только в XVI веке. Поэтому ко времени братьев Гримм и Перо тыква была очень дорогой, таинственной, заморской гостью, волшебным овощем. Не случайно фея крестная использовала тыкву. Волшебство тянется к волшебству. Третья причина. Золотая тыква похожа на развалившегося на грядке вельможу в золотой одежде. Поэтому каэта золотая из золотой тыквы другая получиться не может. Четвертая причина. Тыква очень прочная. Если вычерпать внутреннюю сочную мякоть, из кожуры можно делать прочные сосуды, и волшебная каэта должна быть прочной. Теперь, внимание, есть еще одна причина. Тыква помогает от укачивания. Золушка же не привыкла ездить в каэте. Каэтами вообще пользовалась только знать. Каэты того времени очень сильно трясли. Мужчины вообще предпочитали передвигаться верхом, а каэты оставляли дамам, которые готовы были претерпевать любые трудности, лишь бы не испортить платье и причуди. Поэтому даже выбор тыквы с этой точки зрения не случайен. Если вас укачивает в транспорте, берете с собой тыквенные семечки. Представляете, Золушка в каэте из тыквы вполне могла этим тоже воспользоваться. Следующий атрибут сказки – туфелька. Тоже не случайно. Мы с вами вспомнили, что в египетской сказке были кожаные позолоченные сандалии, в китайской обувь из золотых нитей с подошвами из чистого золота, в датской шелковые башмачки, в итальянской серебряные, в венецианской алмазные, у братьев Гримм туфельки, расшитые шелками и серебром, а в последний вечер туфли чистого золота. Но мы-то все помним про хрустальные башмачки. Хрустальные туфельки, которую считают ключевым образом сказки, вообще нет у Шарля Перро. Ну, подумайте, это же дикость. Носить туфли из хрусталя, которые совсем не гнутся, Золушка их неминуемо бы разбила, когда сбегала по ступеням дворца. Пришлось бы принцу собирать осколки, а Золушке прикрывать раны. Согласитесь, это не романтично. В рукописи Перро туфелька меховая. Поэтому Золушка сбегает по лестнице бесшумно. Есть версия, что хрустальный башмачок появился в книгах в результате ошибки переводчика, который заменял устаревшие слова оригинала Перро на современные. Смысл в большинстве случаев не поменялся, а вот с туфелькой вышел подвох. Дело в том, что есть устаревшее слово французское «ver» – мех, а более современное «fer» очень близко по звучанию – стекло-хрусталь. И в мгновение ока меховая туфелька превращается в хрустальную. Но французы говорят, Перро не мог сделать ошибку. Он вообще был членом Французской академии наук, и допустить, что Перро ошибался, а переводчики его поправили, вообще невозможно. И более того, приводят в доказательство версии сказок, где тоже есть стеклянные, алмазные, золотые башмачки.
Скорее всего, Перо сознательно сделал выбор в пользу хрусталя, стремясь подчеркнуть, что вообще в деревенской жизни, в обычной, люди хрусталь не могли использовать. Смотрите на слайд. В 2015 году специально для экранизации фильма было изготовлено 9 одинаковых копий роковой хрустальной туфельки. Фактически каждая туфелька – это целостный кристалл Сваровски. И из фильма эти туфельки, сделанные специально, как бы вот стали воплощением наших представлений о хрустале. И для нашего фильма 1947 года, который мы вспоминали, тоже делали специальные туфельки. Дело в том, что у Янины Жеймо был 31 размер ноги. И вспомните, был 1947 год. Ей сделали несколько туфелек из оргстекла. Она ни ходить на них не могла, ни танцевать. Ей только разрешали сделать шаг, сымитировать шаг, чтобы войти в кадр. И на Ленфильме, видите, сохранилась одна из хрустальных туфель, как драгоценный экспонат. Теперь я вам задаю вопрос. Какую туфельку потеряла Золушка? Правую или левую? Надо же обосновать. До 18 века туфли не делились, умницы, не делились на правые и на левые. Туфли становились правыми или левыми в процессе носки. И если туфельки одела Золушка в первый раз, значит, они были одинаковые. А вот дальше опять биология. Так что мы можем сказать о вероятности того, что Золушка потеряла левую туфельку. Если Золушка была правшой, правая нога немножко больше левой. Если она не была левшой, то туфелька на правой ноге удержалась бы, а с левой бы потерялась. Поэтому, скорее всего, Золушка потеряла левую туфельку. Теперь высота каблука. Впервые, почему женщина стремится встать на каблуки, объяснил Леонардо да Винчи. Видите знаменитое изображение витрувианского человека, человек, вписанный в круг и квадрат по пропорциям золотого сечения. И Леонардо впервые объяснил, что в среднем женскому телу до пропорции золотого сечения не хватает длины нижних конечностей. Поэтому наши каблуки – это уловка для того, чтобы перевести себя в ранг гармоничных по пропорциям золотого сечения объектов. Но массово женщин поставила на каблуки мадам Помпадур, посмотрите справа. Она была катастрофически малого роста. Читаю ее историческое описание внешности. Она была блондинкой, со слишком бледным лицом, несколько полновата и довольно плохо сложена, но наделена грацией и талантом. И на Золушку похожа. Если бы я не говорила, что это мадам Помпадур, вполне можно было бы принять за цитату из Золушки. Каблуков, скорее всего, у Золушки не было. Потому что очень долго каблуки были только у мужчин. Причем не у всех, а только у кого? У кавалеристов. У тех, кто скакал на лошади. Потому что, чтобы двинуть копьем противника, на лошади нужно удержаться. И поэтому каблуки изобрели для мужчин традиционные конные народы. У монголов очень были распространены каблуки. Вот мы вспоминали чешский фильм «Три орешка для Золушки». Там же Золушка и на лошади скакала, танцевала. Для нее сделали несколько пар туфель с разной высотой каблука для разных эпизодов, чтобы можно было действовать. Примеры современной массовой культуры. Я, конечно, не поклонница этого, не знаю, как его назвать, шоумена, певца. Но есть такой рейтинг привлекающих мужчин звуков. И в этом рейтинге на одной из топовых позиций стоит стук женских каблучков. Вспомните, когда принц окончательно влюбился, решил осуществить поиск потерянной Золушки по хрустальной туфельке. А теперь давайте задумаемся, почему принц не сам отправился на поиск Золушки, а отправил глашатых? Почему специально уполномоченные люди в системе общенационального поиска искали претендентку на трон? Иначе было нельзя. Представьте, принц примеривает самостоятельно, и дело не в том, что это не по статусу,
Чей-то маньяк, представляете, маньяк, который ко всем женщинам подходит с туфельками. Одна из возмущающих людей традиций на русских свадьбах – это выпить из туфельки невесты. Ну, ужас. Знаете, какой бы ужас был, если бы принц примерял туфельку всем дамам собственноручно. Все в сказке не случайно. Кристиан Лабутен считает, что сказка о Золушке не только изящная история любви, но и история обуви. Перед вами на слайде изящные туфельки из настоящего кружева. Они, видите, почти прозрачные. Модель украшена кристаллами Сваровски, 2 декоративными бабочками сзади. И никуда не делись легендарные лабутеновские красные подошвы. Все знаете, как они возникли, да? Лабутен на показе увидел, что одна из сотрудниц красит ногти красным, отобрал, покрасил подошву. Это стало подписью для всей коллекции Лабутен. Он говорил так, что характер и история Золушки диктовали мне дизайн туфель. Золушка, говорил Лабутен, это не только культовый персонаж, это идеальная модель. Что главное для дизайнера? Мечта. Вот как мечта воплощается в сказке, так каждая женщина должна мечтать о Лабутен. Вот именно в этих Лабутенах блистала на премьере в 2015 году актриса Лили Джеймс, исполнительница роли Золушки в самой последней экранизации. Теперь, когда вы будете, например, дама, выбирать себе обувь, вспоминайте про пропорции золотого сечения. Сначала нужно определить расстояние от макушки до пупка и от пупка до пола. Потом рассчитать пропорцию золотого сечения. Там в слайде была цифра, все помним. И вот нужно покупать каблуки такой высоты, чтобы в итоге получились пропорции золотого. Сказка учит даже этому. Смотрите на слайд. В Монако установлен удивительный неповторимый памятник Золушке. Видите, вместо хрусталя это кастрюли, которые помыла Золушка за свою жизнь. Сейчас я расскажу анекдот про туфли. Мы пойдем дальше, если вы немножко устали. Анекдот. Пустил султан отец по стране гонцов с хрустальной туфелькой маленького размера. Кому туфелька пойдется в пору, та и есть невеста моего сына. Пришлась туфелька в пору 1234 юным девушкам, которые стали счастливыми женами счастливого наследника султана. Теперь самая волнующая часть. Некоторые педагоги говорят девушкам, юным девочкам, Золушку читать нельзя. 2 основных аргумента. Первый аргумент. Чтение Золушки формирует представление о том, что все зависит от феи, и на это обращают внимание, когда цитируют Шарля Перро. У него есть специально выделенная мораль к Золушке. Чего же лучше знаем сами, слыть мудрецами, храбрецами, роскошней быть, чем первый франт, иметь какой-нибудь талант, определенный небесами, все это можно заслужить. Но лучшие дары прибудут бесполезны, пока не вздумает за нас поворожить хоть кумушка, хоть куманек любезный. Некоторые говорят, девочкам нельзя читать Золушку, будет надеяться на родителей, как на фею. Второй аргумент, почему говорят, нельзя девочкам читать Золушку. Это формирует ложный сценарий ожидания принца. Цитирую. Образ Золушки формирует пассивный тип поведения женщин, подчинительное положение женщины, соответствующее ожиданиям патриархального мира. Сценарий Золушки предполагает бессознательную неполноценность личности, которая проявляется в социуме как подчинение любому объекту, который хоть в малой степени обладает атрибутами власти. Бессознательный комплекс Золушки через механизм проекции может приписать власть любому субъекту. То есть, читая Золушку, мы якобы прививаем девочке покорность всему на свете. И тюфику отцу, и злой мачехе, и сводным сестрам, и безинициативность. Она сидела и ждала, когда ее фея на бал отправит. Что бедная ободранная поломойка, впахивающая за всех, никогда бы не стала женой принца, если бы не добрая фея или терпение. Да, принц в сказке влюбился не в Золушку, а в принцессу, но влюбился бы он вообще ее, когда бы она швабрила пол. Заметил бы он ее вообще. Вот есть такой известный американский психолог и психиатр Эрик Берн. У него есть книга «Люди, которые играют в игры»,
И он описал роль сказок в жизненных сценариях личности. Бёрн, конечно, прав в том, что сказки оказывают влияние на наши жизненные сценарии. Но когда он психотерапевтически истолковывает знакомые сюжеты, особенно у русскоязычного читателя, у меня, например, в частности, возникает откровенное неприятие, на чем зависают русскоязычные читатели Бёрна. Он задает вопрос: что делали фея с отцом Золушки во время бала? Мы все же помним, кто вместе с Золушкой из членов семьи был на балу. Мачеха и сестры. А где был отец? Он задает вопрос: зачем фее нужно было избавиться от Золушки в доме и остаться наедине с отцом? Что делали фея и отец Золушки, оставшись на весь вечер? Они же знали время, когда она вернется. Она же специально ей сказала, чтобы не все время быть в напряжении, а только в 12. И если Золушка ровно в 12 первый из членов семьи должна появиться в доме, это сигнал, что дальше пойдет мачеха с сестрами. Надо завязывать. Второе, что говорит Бёрн. Вопрос задают: какими мотивами руководствовалась фея, когда наезжала Золушку на бал? Вот у российского читателя в принципе вопрос не возникает. Ну, понятно, фея крестная помогать должна. Но у Бёрна есть вопрос. Если фея была крестной матерью Золушки, значит, в рамках религиозных и семейных традиций она должна была перед Богом и перед людьми одаривать крестницу и ее опекать. Но почему она Золушке раньше не помогала? Почему она наблюдала за тем, как Золушка подвергается несправедливым гонениям? Возникает вопрос, где фея была все предыдущие годы? Почему она ждала взросления Золушки? Ведь если Золушка на балу понравилась принцу как будущая жена, значит, она была уже достаточно взрослая. Мать ее умерла, когда Золушка была девочкой, а крестная не давала о себе знать до времени взросления. А теперь то, что фея делает для Золушки, вообще-то похоже на некий откуп. Да, я о тебе не заботилась, но вот тебе платье, вот тебе карета, поезжай на бал, дальше устраивай свою судьбу, компенсация отсутствия феи в судьбе Золушки в предыдущие годы. Вот такие интерпретации чужды нашей ментальности. В русских сказках никогда волшебство не меркантильно, в отличие, например, от древнегреческих мифов, где каждый бог не гнушается заключать со смертным только взаимовыгодные сделки. Кроме того, у нас очень выражено стремление личностей завышать свою самооценку. Мы все хотим быть волшебниками. Да? Мы приходим на помощь, не задумываясь о том, вообще попросили нас об этой помощи или нет. Часто мы оказываем безвозмездную помощь даже в ущерб себе. Отсюда масса психологов по жизни. Так или иначе, получается, что у этой сказки, вот в варианте бёрновской трактовки, есть несовпадение по менталитету с читателями разных стран. И поэтому суть метода анализа сказок – это еще возвращение к некоторым ценностям традиционной культуры. Поэтому человек, например, западного менталитета и российского менталитета одну и ту же сказку «Золушка» прочитает, делая акцент на разные смыслы. Но если говорить о жизненном сценарии, сценарий все-таки есть. У психологов есть такой термин – сценарий Золушки, сценарий ожидания безропотной загнанной домохозяйки однажды должно повести. Даже есть такое название психологического расстройства – сценарий Золушки. Женщины отказываются от реального восприятия жизни, ждут принца. А вот теперь внимание! Я так увлеклась, не показала вам Бёрна, про которого рассказывала, про жизненные сценарии. Вот он, комплекс Золушки. Но самое интересное, что женщины в этом комплексе ждут не принца. Девушки ждут Мерлифлора. Потому что у принца есть имя – Мерлифлор. Это один из персонажей, у которого есть собственное имя. Откуда имя? Из двух французских слов – стремиться, домогаться и флёр – цветок. Имя стало нарицательным. Дело в том, что во времена Людовика XIV Мерлифлорами называли особо элегантных молодых людей из высшей знати. Поэтому принц в Золушке по имени Мерлифлор
Это символ осуществления мечты многих девушек о встрече с идеальным возлюбленным. Поэтому, когда сейчас хотят сказать о нереальных запросах женщины в жизни, что говорят, она ждет принца. Конечно, речь идет об умном и добром принце из Золушки, а не о распущенных и эгоистичных молодых людей из знати во времена Людовика XIV, когда жил Шарль Перро, кстати. Поэтому женщины ждут Мерлифлора. Согласитесь, звучит немножко иначе. Когда тебя спрашивают, ты замужем? Нет, я жду принца. А по-другому сказать, нет, я жду Мерлифлора. А их все нет. И женщина никак не понимает, почему. Вроде бы все делаю по сказке. Пашу, как Золушка. Результата нет. И что происходит с женщинами? Решение напрашивается само собой. Значит, я какая-то не такая. Но почему в голову не приходит перечитать сказку? Найти в настоящий смысл? Почему все думают, что смысл сказки «Золушка» в том, чтобы много терпеть, ограничивать себя и в итоге что-то получить? И вот все ждут и терпят, а принца все нет. Сказка учит не такой стратегии ожидания мужчины. Какой стратегии учит сказка? Как не сформировать комплекс Золушки у девочек, которым мы читаем Золушку? Как мы уже сказали в начале, некоторые родители акцентируют внимание на том, что в жизни можно всего добиться, если есть покровительство феи. И важно, конечно, правильно интерпретировать прочитанное. Смотрите на слайд. Когда читаете сказку, обязательно нужно спрашивать, что понял ребенок, интерпретировать смысл. И, конечно, какая интерпретация будет правильной? Золушка дождалась принца не потому, что ей повезло с феей, а потому что она сама была трудолюбивой, скромной и заботливой. Но не всем в детстве читали сказки правильно. И среди взрослых женщин, которым Золушку читали неправильно, есть те, кто испытывает комплекс Золушки. Что делать? Позволю себе дать несколько рецептов, как избавиться от комплекса Золушки. Первый рецепт – найти мужчину. Найти принца, который скажет, что для него важно не платье и происхождение, а внутренние качества. Но таких мужчин в жизни на всех не хватает. Что делаем? Снова читаем сказку, и там есть второй рецепт. Я его назвала так: «Перебери свою крупу». Помните, когда мачеха с сестрами уехала на бал, а Золушке велено было перебрать смешанные зерна, она выполнила это задание. Поэтому в сказке есть рецепт. Пока ты ждешь принца, перебирай свои зерна. Отделяй важное в себе зерна от плевел. И нам в этом помогают силы физические, птички в сказке. Силы тонкого мира, феи, ангелы. Если постоянно работать над собой, то количество перейдет в качество. И своей волей мы можем наработать терпение и смирение, чтобы выдержать какие-то испытания в судьбе. Поэтому второй рецепт – перебирай свои зерна. Третий рецепт тоже есть в сказке. Я его назвала так: «Переключайся». Повод вспомнить балет «Золушка Прокофьева». Вот смотрите, когда мы чего-то хотим и очень долго к этому идем, вспомните, вы чего-то в жизни хотели. Потом радость, наслаждение от обретения очень коротко. Мой муж говорил мне, если у нас будет новая машина, я ее буду каждый день мыть. На неделю хватило. Вот смысл счастья и залог счастья, наверное, это возможность переключаться с процесса на результат и обратно. Радоваться и достижению цели, и пути к цели. Радоваться и балу, и копанию в зале, и дням ожидания, и минутам триумфа. Иногда в своих поступках мы возвышаемся над обыденностью, бываем на балу у принца, но это состояние быстро проходит. Наше платье становится обносками, карета превращается в тыкву. Но если мы преодолеваем жизненные трудности, наша психика истончается. Жизненные сложности, которые мы преодолели, как бы делают нашу поступь по земле более легкой. Мы можем менять хрустальные башмачки на меховые. И все это как бы помогает нам встать на пуанты, достичь тонкого состояния. Почему в сказке изменение обуви? Почему именно акцент на туфельку? Грубые башмачки фея заменила на изящные хрустальные туфельки.
И они в итоге не исчезли. Вот если вы умеете менять оптику жизни, менять обувь, менять имидж, менять свою жизнь, уметь переключаться, это залог счастья. 4-й рецепт. Я бы назвала его так. Не считай, что мир настроен враждебно. Не страдай от базового недоверия миру. Потому что с точки зрения психиатрии, история про Золушку – это вообще история про женскую фрустрацию. Потому что Золушка – это девушка, которую окружают враждебно настроенные по отношению к ней женщины, злые сестры, и внутренняя родительская фигура – мачеха. Интересно, что, вспоминаем об отце, отец у нее был, но он не стал защитником, он вообще бросил свою дочь на растерзание другим женщинам. И кто такой тогда принц? Внутренний мужчина девушки. И она боится принца разочаровать, именно поэтому она с бала сбегает. Ведь ей кажется, что ее настоящую никто не полюбит, что важен внешний антураж, роскошное платье, карета. И Золушка страдает от заниженной самооценки, от базового недоверия к миру мужчин. И принцу приходится буквально пробивать стену, доказывать, что он ее любит, занимаясь организацией общенационального поиска Золушки. Если женщина попадает в комплекс Золушки и все время демонстрирует слабость, беззащитность, ожидание, то в мужчине это провоцирует бессознательную компенсаторную установку. Если женщина все время говорит: ой, дорогой, у меня ничего не получается, вот ты такой умный, во всем разбираешься, и в гаджетах, и в машинах, мужчина как бы вынуждается женщиной стать принцем. Единственным неповторимым защитником, спасателем, кавалером, сотни характеристик, женщина ждет, что ее спутник станет великим мужчиной. Безусловно, отношение к женским слабостям в разные времена меняется. Но если вы считаете, что у вас, как у женщины, есть привилегия включать Золушку и быть защищаемой, важно этой привилегией не злоупотреблять. В современном мире женщины, к сожалению, часто забывают о том, что помимо законных привилегий быть Золушкой при принце, они вообще-то с мужчинами соперничать не должны. И если они начинают соперничать, то в один прекрасный момент они рядом с собой видят не мужчину-принца, а мужчину Золушку, который такой же беззащитный. 5-й рецепт. Я его назвала так. Нарушай правила. Используй счастливый шанс. Ведь Золушка получила и принца, и карету, и платье, когда нарушила правила. Ей мачеха говорила: нельзя тебе на бал. И вот когда Золушка сделала то, что ей не разрешили, а чего она в душе очень хотела, она стала счастливой и свободной. Если бы она осталась, если бы она послушала мачеху, а не свое внутреннее «я», никакого бы принца не было, и, может быть, не было бы много-много лет. Вы скажете: а у нее фея была. Неправда. Фея рядом с нами есть, иначе зачем нам подружки? Про фею можно сказать счастливый случай или шанс, но фея ничего сверхъестественного не сделала. Ведь она, если она волшебница, могла бы сразу сделать Золушку принцессой. Зачем вот этот трудный путь убегания, переодевания? Она не понесла Золушке счастье на золотом блюде, а только дала возможность проявить то, что у Золушки было. Туфелька пришлась по ноге только одной, как символ выстраданной судьбы. Поэтому, когда пробила полночь, все исчезло. Карета, роскошный наряд, а туфелька осталась. Потому что судьбу забрать нельзя. И награда будет только в том случае, если делать то, чего хочет душа. И надо рискнуть. Надо сделать непривычное. Часто это может не получить одобрение на первый взгляд. Но вспомните о принце. Золушка получила награду и счастье, когда она поступила не по правилам, причем ей пришлось это делать не один раз. Когда она поехала на бал, и по примерке туфелек она, несмотря на запреты и угрозы сестер, надела туфельку себе на ножку. Поэтому счастье рядом. Надо просто себе позволять иногда делать то, что, казалось бы, не соответствует социальным стереотипам, но исходит из твоего сердца. 6-й лайфхак, 6-й рецепт – не пропусти время. Итак, фея отправила Золушку на бал, но дальше все зависело от Золушки. Кстати, вот ее рисуют вся такая из себя униженная и разнесчастная.
но она как минимум умела хорошо танцевать. Никто не заподозрил в ней служанку, и принц не заподозрил. У нее, значит, было нормальное воспитание. Она могла достойно разговаривать, а не сленг служанки из низших слоев общества, социально безответственной. У нее были мозги, чтобы не выкладывать всю подноготную. О, я на бал попала, посудомойка. Вот в аристократической сказке «Перо» залогом успеха Золушки на балу и в сердце принца были аристократические ценности того времени, хорошие манеры, умение безупречно вести себя в обществе, хороший вкус, изящество в танцах. И в одной из версий на балу Золушка даже угостила своих сестер и мачеху лимонами и апельсинами, которые ей дал принц. То есть она поделилась самыми дорогими на тот момент лакомствами. И у Перо есть цитата про, я сейчас ее приведу как цитату, мораль к сказке «Золушка». Бесспорно, красота для женщин сущий клад. Все неустанно хвалят вид пригожий, но вещь бесценная. Да нет, еще дороже – изящество. Сказать иначе – лад. Коль фея кумушку-малютку Синдереллу наставила и обучала так, что заслужила Золушка корону, уж значит, сказка – это не пустяк. Красотки, есть дары нарядов всех ценней, но покорять сердца возможно лишь одним – изяществом, любезным даром феи, ни шагу без него, но хоть на царство с ним. Я пропустила один сюжет, который Галина Владимировна обещала рассказать про внешность Золушки, почему во многих фильмах Золушка блондинка. Это тоже связано с биологией. Дело в том, что темноволосую, смуглую женщину очень трудно уличить, например, в анемии. А у блондинки белокожей и так низкий уровень гемоглобина виден издалека. Поэтому, например, специалисты в области биологии говорят о том, что мужчины часто предпочитают блондинок из-за антропологических причин, что нашим предкам нужно было быстро вот женщину видеть, определить, будущая хорошая мать, хорошее будет потомство или нет. И вот эти критерии антропологического выбора до сих пор проявляются в стереотипах культуры. Поэтому, скорее всего, Золушка была блондинкой. То есть сказка «Золушка» про то, что помощь есть внутри каждого из нас. Соответственно, смысл Золушки не в том, чтобы дочитать до фразы «конец сказки», сказки «конец». Смысл Золушки в том, чтобы найти Золушку в себе. Я вот хотела бы закончить финальным слайдом с Тамареской, когда каждая может ставить свое лицо. Смысл Золушки – переход, перевоплощение. Но переход в себя, как в принцессу. И судя по тому, что Золушке приходится 3 раза с корабля переходить на бал, и при этом терять чувство времени, вообще природное интуитивное свойство жизни. Золушке нужно перейти от заморашки в принцессу, это не так легко. Нужно явить миру свое подлинное лицо, смыть золу, сменить грязное и грубое на чистое, блестящее и изящное. Поэтому еще один смысл имени Золушка, не только зола, золото, солнце, чистота, высшее разумное духовное начало и альтернатива зола, прах, земля, грязь, низшее инстинктивное телесное. Золушка не меняет свою внешность, она только меняет платье. И внутри нас, конечно, есть много всего разного, и мы свободно можем быть и в роли Золушки, и в роли принцессы, но границы очень хрупкие. И хрупкость поддерживается вот этим символом хрустального, легко разбивающегося башмачка. Золушка – это сказка о личности, которая была так сильна, что волшебство само пришло к ней. Но мы знаем, чем закончилась история Золушки. А Золушка-то этого не знала. Так почему же мы, находясь внутри сюжета нашей собственной жизни, в себя так мало верим? Жажда того, чтобы сказка реализовалась в жизни, это вовсе не прихоть. Это глубинное человеческое желание. И чем старше мы становимся, тем более жестким становится наше отношение к сказкам. Сначала мы им верим, потом отчаиваемся, потом чувствуем себя обманутыми, воспринимаем их как какие-то
наивные киношные рассказы, в лучшем случае детское, мы как говорим, куда нам, взрослым, до сказок? Настоящая любовь – это только в сказках. Счастье – это то, что вы видите в кино, знакомые фразы. Но как раз в этих фразах фиксируется то, что мы разучаемся верить. А если мы не верим в себя, то нами легко управлять, и нами управляют. И поэтому возникает парадокс. Мы не верим в то, чего нам хочется больше всего. Поэтому надо читать сказки. Читать не только детям, но и себе. И помнить, сказка, которую мы читаем, много слабее по воздействию на ребенка, чем та сказка, которая составляет суть нашей собственной жизни. И если ваша жизнь – вера в себя, добро в себе, то это и есть волшебство. Волшебство, которое сильнее сказки. Спасибо вам. Браво. Уважаемая Елена Борисовна, позвольте поблагодарить вас. Я с 2 букетами, но это, наверное, слишком мало букетов за тот вклад, который вы сегодня внесли в профессиональное развитие педагогов Республики Коми. И то, что вы сегодня представили цикл открытых лекций, это важно для каждого. Мы очень надеемся, что вы будете и дальше действительно давать и ценные лайфхаки для каждого, наверное, для педагога. Вот сейчас я, когда была на лекции, что такое глубокое личное удовольствие от лекции. Вы знаете, когда пробегают такие хорошие интеллектуальные мурашки эмоциональные, наверное, это очень важно. Поэтому, спасибо. Есть 2 букета. А почему 2? Спасибо. Это букет от Института развития образования. Да, спасибо, что вы приняли наше приглашение. Спасибо, что вы с нами и что были подключены все муниципальные образования к вашим открытым лекциям. Они были столь разнообразны. Наверное, это очень важно, что мы сегодня видим, как разнообразна система образования. Сегодня каждый учитель, если вы об этом говорили, должен не только учить, он должен думать о том, каким образом он личность ребенка влияет и на родителей, даже каким образом мы мир. Поэтому это букет от нас и благодарность. Спасибо большое. Спасибо. И второй букет. Сегодня вместе с нами работал Сыктывкарский государственный университет. Были подключены несколько аудиторий в университете. Наши коллеги Ольга Александровна дает признательность студентов и педагогов от нашего опорного университета. Спасибо. Я благодарю слушателей, благодарю вас, за организацию. И у меня есть просьба. Я бы хотела с вами сфотографировать. Потому что ваши вдохновленные лица поддерживали меня, потому что, конечно, у нас был полный рабочий день. Но усталости я не чувствую, чувствую даже такой прилив эмоций. Давайте вместе все сфотографируемся. Где нам удобнее? Скажите нам, пожалуйста. Может быть, вот на фоне баннера? Давайте. Организуйте, как нам удобнее встать. Идите сюда, коллеги. Обязательно. Молодец. Выдержал. Такой академический формат. Что-нибудь запомнил? Это лекция для девочек. Правильно. Половина все равно, что у тебя получилось. Иди рядом с Еленой Владимировной. Можно еще на мой
Как мы без вас? Вы столько вопросов задавали, такой были активный. Слушайте. Наверное, разместят, да? Мы на сайте обязательно разместим. Спасибо вам большое. Коллеги, спасибо. Приезжайте к нам еще. Можно еще? Давайте. Любовь Ивановна, только можно. Можно еще на мой телефон? Сейчас все. Не сразу. Любовь Ивановна. Имя. Для меня-то это главное убить Владимира Севастьянова, как отчет. Да, как здорово. Еще раз. Да, еще. Сейчас еще Тут еще? Да. Давайте. Самые стойкие. Можно Да, спасибо отдельное, большое. Целый день работали со мной. Чей, Саша? Наш, у Яны. Свистулька.